guilty pleasure. С пендосского на русский можно перевести по-разному, но по смыслу это что-то вроде порочное удовольствие. Это та вещь, которая тебе очень нравится, но при этом она заставляет тебя стыдиться этого, чувствовать какую-то степень вины за то, что она тебе нравится. У меня есть такие вещи. И у тебя по-любому тоже есть. Не надо мне врать об обратном. Ты сюда пришел не ангела из тебя строить. Подумай о том, что лично тебе приносит такое виноватое удовольствие. Это могут быть самые разные вещи. Троллинг людей в интернете, чтение странных статей, посещение всем известных сайтов, необычные фетиши или любовь сидеть в кустах и кусать за жопу мимо крокодилов. Вот за последнее я лично постучу тебе в дверь и заставлю объясняться. Но, по крайней мере, на время этого видео я благословляю тебя на признание в этих и более странных вещах. Вещах, которые тебе неожиданно нравятся и хочется с кем-то поделиться своим увлекательным опытом. Но по тем или иным причинам стоит хотя бы начать этим делиться, как на тебя косо посмотрят. После чего придется очень долго объяснять нормальных своих увлечений и надеяться, что тебя вернут в список натуралов хотя бы карандашом. К чему я все это? А к тому, что обозреваемая мной сегодня новелла очень точно подходит под эту категорию. Эта игра очень странный феномен, который легко может жонглировать твоими эмоциями чаще, чем альтушка меняет цвет своих волос. От отвращения до умиления. От непонимания до прозрения, океаны слез, 300 постов осуждений, смех искренний и истерический, а также боязнь божьей кары и назойливых школьниц. И это только за час. Сегодня я расскажу тебе, вероятно, о самой странной новелле, о которой ты с вероятностью в 99% никогда не слышал, если, конечно, не искал ее целенаправленно. Это будет супер длинный разбор, со всеми спойлерами, так что если ты хочешь сам ознакомиться с игрой, то... Ну, удачи, братан. Однако я сначала сделаю пару оговорок. Во-первых, я не буду учитывать то, чего нет в игре. То есть всякий дополнительный материал, откровение автора где-то еще, его контекст. Здесь ничего этого не будет. Во-вторых, ролик почти полностью состоит из мнения человека, чей голос ты сейчас и слушаешь. Здесь будет немало додумок, моих мыслей и откровенного СПГС. Так что если ты будешь с чем-то не согласен... Ну, молодец. В таком случае приглашаю в комментарии. И в-третьих, разбор я начал делать на момент версии 0.35. Это 3 законченные главы, и хотя в процессе вышло еще с десяток обновлений, для более справедливой оценки и моего ментального здоровья, я разбираю именно под 35-ю версию. Дальше я не заглядываю. Ну что ж, самое важное сказал. А теперь настало время самой игры. Уроки любви — это одна из тех игр, которых именуют визуальными новеллами в аниме-стиле. Причем не просто новеллой, а самой настоящей порнухой. Мне кажется, именно в таком виде она попадается большинству людей. Очередной дешевой хентай-новеллой, чья задача быть развлечением на вечер, и при этом стричь с людей деньги каждый месяц за подписку на обновление.
Структура у нее до боли привычна. У игрока в поле зрения есть несколько девушек, которых надо полюбить, совратить, может разбить пару сердец, но в конечном счете создать целый гарем. Для этого есть распорядок дня из 3 фаз: утро, день и вечер, в каждой из которых надо ходить к тем или иным девушкам и развивать с ними отношения. И в общем-то все. Про игровой процесс сказать больше нечего, кроме пары моментов. Так откуда же такой конский хронометраж? Ну, скоро ты сам все поймешь. А пока хотелось бы прояснить пару вещей, по которым ты не должен в это играть. И нет, это не мой призыв к действию. Точнее, не действию. Давай сделаем так. Представь, ты нашел эту игру где-то на просторах интернета, примерно понял, о чем она, но не сильно вглядывался в жанр или теги и пошел ее запускать как раз за тем, чтобы погонять Хитмана. Игра тебя встретит аж 5 дисклеймерами, в числе которых тебя предупреждают о каких-то ужасных вещах, а переводчик и вовсе говорит, что сексов здесь не очень много. Далее в наше текстовое поле придет рассказчик, который вместо того, чтобы сходу дать тебе ворваться в это царство разврата, начнет слегка философствовать. О пыли, о смерти, о поэзии и немного о тебе. Заранее предупреждая, что вскоре ты его возненавидишь. На этом этапе автор игры под псевдонимом Селебус закидывает первые намеки на то, что закрыть игру сейчас и не тратить на нее свое время не такая уж и плохая идея. Но это только подпитало мое любопытство, и я продолжил, чтобы проснуться и... Ладно. Странно, что этого не было в дисклеймерах, которых, я напомню, 5 штук. Но давай условимся на том, что всем персонажам здесь есть 18 лет. Тем более, что в самой игре говорится возраст только тех, кому за 20, а у всех остальных он не определен. Итак, наш главный герой просыпается, и мы выясняем, что играем за некого сенсея, который вдруг проснулся в новой жизни, в новом теле. Да, это иссякай. Как же это оригинально. Ну да ладно, может это хороший иссякай. Последнюю оставшуюся ученицу зовут Ами, и она оказывается племянницей главного героя. Удачно разыграв карту амнезии, Ами вводит нас в этот удивительный мир. И да, он поистине удивителен. Ами рассказывает, что мы живем в городе Кумонми, народ которого себе на голову избрал своего японского Трампа, а весь остальной мир — это Мексика. Поэтому город изолирован гигантской стеной. Ладно, никаких Трампов. На самом деле там объяснение еще круче. Для начала, посмотри на этом кадре вокруг. Думаю, несложно догадаться, что действие игры происходит плюс-минус в нашем времени и с привычным нам уровнем развития. А теперь вот тебе офигительный факт. У них идет космическая война с пришельцами. Война, в которой участвует 99% мужского населения. Война, о которой тебе вообще ни сейчас, ни потом ни хрена не расскажут. Что там за пришельцы такие, откуда они прилетели, каким образом мы там воюем. Это вот действительно такие неважные вопросы. Вообще абсолютно поеб. Игра тебе прямо в лоб говорит, что над сюжетом здесь не запаривались. А вся эта хрень с войной лишь удобный предлог к тому, чтобы объяснить отсутствие конкуренции у сенсея и легкое падение девушек на его... Хотя, с другой стороны, это примерно как отсечь себе ногу, чтобы не пойти сегодня на работу. Ну то есть как будто бы есть варианты и полегче. И это ведь только начало, которое по идее должно сильнее завлечь, но дает смачную оплеуху тем, кто пришел сюда за сюжетом. На что дисклеймеры в начале вообще-то и намекали.
Но пока это больше похоже на дешевый иссякай, где есть невероятно удобные факторы для главного героя. Ладно, отойдем немного от горя иссякая и позволим Аме отвезти нас домой, где произойдет, наверное, самое интересное, если ты таки не доглядел список жанров. А это не так уж и сложно. Не раз видел такое. Сенсей ложится спать, и он видит сон, который... В общем, где-то на этом моменте ты понимаешь, что забрел совсем не туда, куда хотел. Видишь ли, у этой игры есть нечто общее с Доки-Доки. Да, это, мать его, психологический хоррор с хентаем. Правда, здесь больше акцент на психологический, но тем не менее. Описывать детали сна я не буду, несмотря на то, что он задает совершенно новый тон игре. Если хочешь, глянь на него сам, но не говори потом, что я тебя не предупреждал, потому что после него ты будешь выглядеть как-то так. Hey guys, good morning. Итак, рассмотрев очертания игры чуть подробнее, я бы хотел вернуться к мысли о том, что ты не должен в это играть. И опять же, это не я говорю. Но оно ощущается так, будто старается оттолкнуть большинство причин, по которым ты запустил уроки любви. Если ты зашел сюда за сюжетом, то начало, конечно, многим может показаться любопытным из-за начального монолога рассказчика и текста в целом. Но также может показаться и разочаровывающим, потому что космическая война с пришельцами — это немного чересчур. Я уж не говорю о том, что такие люди вряд ли вообще запустят эту новеллу, увидев, что здесь есть сексуальный контент. Тем более такой. Эти же причины актуальны и для тех, кто пришел за хоррором. А вот как раз тем людям, желающим поскорее заглянуть девушкам под юбки, игра вываливает, вероятно, не самую интересную для них основу. Да, это я опять про ту строчку и даже больше скажу. Она преувеличена. В итоге ни туда, ни сюда. Мало этого, так еще и сам Селебус регулярно пихает тебе мысль, что лучше выключить игру, потому что дальше будет только хуже. Думаю, теперь не возникнет вопросов, почему игра не популярна. Может, у нее просто небольшой обхват аудитории, но я вообще не исключаю варианта, что было немало людей, забросивших игру из-за весьма своеобразной политики представления от Селебуса. И я скажу так, у этого есть свои причины, но сейчас я тебе о них не расскажу. Придется подождать конца ролика. Хорошо. Давай сойдемся на том, что я всего лишь сгустил краски, и что это лишь пролог, но дальше будет только лучше. Игра наконец-то раскроется. Заметано? Окей. Но тогда вот тебе вопрос. А через сколько станет лучше? Через час? Через 2? 5? Какая это вообще часть от новеллы? Как бы тебе так сказать? Давай начнем с положительного момента. Как я считаю, Селебус обладает весьма солидным талантом письма. Он умеет хорошо описывать и характеры, и действия, и передавать нужное настроение. Но каждому осмелившемуся в это играть придется принять тот факт, что читать ему нужно будет много. Очень много. И если ты подумал, ну это же новелла, очевидно, что надо много читать, то нет. Ты просто еще не понял масштаба. Чтобы представить себе это в количестве времени, вот примерные цифры. Игра поделена на мелкие события, которые активируются при определенных обстоятельствах. События эти бывают и сюжетные, и принадлежащие лично персонажам.
Если верить моему внутреннему таймеру, одно такое событие длится от 5 до 15 минут. За редкими исключениями. Так вот, в игре, внимание, 305 сюжетных событий. Но не спеши доставать свой калькулятор, ведь есть еще и события персонажей. А их сколько? Ну, на самом деле не очень-то и много. 559. Ну что, считаем? Суммируем количество событий, прибавляем к этому числу еще 18 сцен счастья, об этом чуде позже. Умножаем на среднее количество минут и делим на 60. И получаем 147 часов чтения. За это время можно пройти 1,5 Elden Ring. И это я вообще молчу о всяких других мелочах, вроде отвлечения на сексуальные сцены, сборочков любви и вожделения, решения головоломок и прочее. А еще я говорил, что разбор делается на версию 0.35. То есть, да, игра вообще-то еще не закончена. И помимо уже вышедших 3 глав, в игре есть место еще по 3. То есть это в лучшем случае половина, а может быть и того меньше. И пусть Селебус действительно талантливый писатель, конкретно его таланты вместе с графоманией создают неоднозначную смесь. Да, текст реально качественный, но Селебус иной раз любит писать чересчур философски, абстрактно и с тонной метафор, значение которых одному ему известно, да еще и растягивает это на целые полотна. Да, в прологе рассказчик говорил про поэзию и упомянул, что она ему не нравится, потому что уж больно много интерпретаций в себе могут нести даже самые простые и прямые строчки. Возможно, это была ирония над самим собой. И с одной стороны, я совру, если скажу, что чтение не оставило мне много положительных эмоций. Но я далеко не один раз ловил себя на мысли, что читая очередной поток мыслей главного героя или рассказчика, я вроде вижу текст, я связываю слова между собой, мой мозг создает логичные и осмысленные образы. Но я их не понимаю. Вот совсем. Я пытаюсь соотнести его метафоры с реальностью, и иногда вроде даже получается на секунду уловить смысл, но он быстро теряется в водопаде из миллиона интерпретаций, и я снова тону. Это чувство вызывает и фрустрацию, и уныние, из-за чего нередко появляется желание пропустить такие моменты. Тем более, что в уроках текст не совсем однородный. Он может быть простым и забавным, тяжелым и серьезным, с глубоким смыслом, который надо откапывать целой бригадой чернорабочих, а еще нарочито отталкивающим и или откровенно бредовым. Нет, он неплохой, ни в коем случае. Это буквально создает нужный настрой и целые сцены. Но это не отменяет тот факт, что не всегда есть желание читать текст, который может вызвать плавление мозга даже в арктических условиях. Видишь, это те проблемы, с которыми столкнется неподготовленный читатель. Здесь какая-то непонятная мешанина из жанров, довольно нелепое начало, а в дальнейшем тебя может просто затопить и количеством слов, и их смысловой нагрузкой. И поднимается логичный вопрос, а есть ли тут вообще хоть что-то, что в первые часы тебя может завлечь? Без всяких «но». Может, музыка? Обычно над ней не сильно запариваются, но возможно конкретно здесь она будет той яркой звездочкой в беспросветной тьме? Ну, давай посмотрим. Да, музыка здесь это, конечно, что-то невероятно охренительное. Для меня это стало большой неожиданностью, но не сразу. Конечно, перед началом я увидел, что тут есть целый список мелодий, и даже слегка удивился, поняв, что их тут больше десятка, но я не придал этому значения.
И, наверное, часу на 15 или 20 я впервые обратил внимание на то, что здесь играет на фоне, а именно в конце пляжного эпизода. Да, часто музыка именно что фоновая и не напрягающая. Но как только я начал погружаться, то, боже мой, давно я не испытывал таких ощущений. Скажу сразу, музыку Селебус не сам писал, а просто подбирал из того, что есть в интернете. Но вот тут можно похвалить его за то, что подобранные им экземпляры бьют прямо в цель. Музыка здесь и хороша под события, и довольно разнообразна. Тут тебе и музыка, дополняющая атмосферу места, будь то бар, библиотека, святилище, школа, порномагазин или кафе, описывающая настрой происходящих действий, вроде обычного разговора, серьезного, веселой или интимной атмосферы, навевающий меланхолию, ностальгию по былым временам, бодрый и позитивный настрой под уходящее или наоборот восходящее солнце, или придающее чувство тревожности. И тема персонажей, неплохо дающая описание своему герою. Ну да что я все на словах. Давай мы с тобой рассмотрим внимательнее парочку из них. Но скажу сразу, к сожалению, некоторая музыка защищена авторскими правами. Не то чтобы я сильно переживал, что кто-то кинет жалобу на ролик, на котором, дай бог, будет сотня просмотров, но тем не менее, я лучше перестрахуюсь. Да и некрасиво это. Поэтому некоторые особо крутые мелодии мне придется пропустить. Из тем персонажей я хочу выделить Атоху, Юми, Аяне, Надоку, Тоуку и Сенсея. Но у этих двоих пояс верности из авторских прав. Твари, обидно. А про Сенсея будет в отдельной главе, посвященной ему. И вот, например, тема Юми. Достаточно бодрая, но при этом дерзкая. Она не начинается с тихих нот. Ей не нужно никакое выступление. Она врывается с ноги, с порога в лоб показывающая свое презрение к тебе. Поздравляю, ты пристал перед хулиганкой, которая видит в тебе разве что ходячий кошелек для ее карманных денег. Отдельно отмечу то, что темы здесь далеко не всегда описывают персонажа целиком, а скорее либо его внешний образ, либо наоборот внутреннее состояние. Случай с Юми описывает как раз первое. С Тоукой ситуация интересная. Она ей в некоторых случаях подходит, когда дело касается ее наивности по тому, как живут обычные люди. А с другой стороны, будто вообще не вписывается в ее серьезный образ. Но я ее упомянул, потому что как минимум классно звучит. Такая же сладкая, как и ее название. А вот у Аяны похожая ситуация с Юми, но с картой реверс. Ее тема не схожа с тем, какая Аяна абсолютное большинство экранного времени, но призванная подчеркнуть ее внутренние переживания, когда те случаются. Хотя, если честно, я уже не совсем уверен, что это ее тема. Прямо об этом не заявлено, просто она играет довольно редко и почти всегда именно с Аяны. Но если это не ее тема... Господи, да кого это вообще? Конечно, это далеко не все хорошие темы персонажей. Я выбрал лишь те, которые понравились мне и которые я могу сюда вставить. Список же остальных, которые неплохо подходят героям, на экране слева. Но не героями едиными. Хочется отметить подбор музыки, которая должна усилить момент и придать ему большую эмоциональную окраску. И, как я уже говорил, Селебус прекрасно справился с задачей. И логично, что он над этим запарился. Жанр новеллы несколько ограничен визуализацией. И нет, я не говорю, что статичной картинкой нельзя передать нужный настрой и атмосферу. Еще как можно! Это зависит от качества картинки и количества разнообразных кадров. Просто посмотри на зайчика. Однако малочисленность анимаций или их полное отсутствие все равно не дает очков постановки.
А звук, в свою очередь, слишком сильный инструмент, чтобы игнорировать его в новелле. Иногда даже сильнее, чем сам кадр. Конкретно в уроках я хочу отметить ту категорию музыки, которая играет в серьезных моментах. Когда персонажи проходят важную ступень в их жизни или отношениях с другим человеком. Когда между персонажами повисла грустная или откровенно депрессивная атмосфера. Когда между персонажами назревает конфликт. Когда и сам момент, и музыка наводит на определенные размышления и уводит читателя в глубокий мысленный поток. Такой здесь навалом, и в процессе ролика ты услышишь некоторые из них. Конечно, и другой, и более легкой, светлой, а то и задорной музыки здесь тоже хватает. И для шуточных тем, и для прогулок, и даже для игры в ДНД. Да и про жутковатый автор не забыл. Ты же все еще помнишь про жанр, да? Мои личные 3 фаворита — это вот эти мелодии, 2 из которых защищены авторским правом. А очень жаль, потому что Good Morning вызывает у меня просто бурю эмоций каждый раз, когда она играет. В голове сразу пролетают образы, воспоминания. Ее меланхоличный настрой вроде и нагоняет легкую тоску, но в то же время дает чувство надежды. Будь проклят тот, кто придумал авторское право. Особняком стоит музыка с вокалом. Да, и такая тут тоже присутствует. И да, больше чем 1 или 2 штуки. Подразумевается, что некоторые из них даже исполняются от лиц персонажей. Не уверен, что стоит их рекомендовать к прослушиванию вне контекста новеллы, потому что они хорошо работают именно там, где и звучат в уроках. Особенно вот это. Но ты их точно здесь услышишь в инструментальной версии. Часа эдак через 4. Но если в тебе проснулось любопытство, приглашаю тебя потратить все 150 часов своей жизни, чтобы услышать эти 4 композиции именно в контексте и с вокалом, а не просто так, потому что это сказал какой-то незнакомец из интернета. Уникальное предложение. В общем, могу сказать, что музыка меня здесь удивила. В самом хорошем смысле этого слова. Я очень люблю музыку, в том числе и без вокала. Но в основном я обращаю внимание только на звучание. И я могу даже музыку с текстом прослушать раз 20 и только на 21 понять, о чем она. Потому что все остальные разы я оценивал только по одному критерию. Классно звучит. И все же, в уроках музыка мне нередко давала не только классное звучание, но и вызывала в голове интересные ассоциации и уводила меня в мысленный поток. И пусть их композиторы малоизвестные, и я не знаю, кто они, но готов выразить им искреннюю похвалу за их работы. Давай подведем небольшой итог. Я поругал игру за свое позиционирование, из-за чего у нее может оказаться довольно высокий порог вхождения. Неоднозначно высказался о количестве и качестве текста, но неожиданно похвалил музыкальную составляющую. Но от обзора прошло уже целых полчаса, а я все о каких-то мелочах говорю. Тебе так не кажется? Хотя я бы не сказал, что музыка — это мелочь. Что здесь с действительно важными вещами? Если это хентай-игра, то как здесь с сексуальным контентом? Если здесь море нетипично сложного для порнухи текста, то, наверное, имеет смысл и сюжету дать второй шанс. Выглядит как метание из крайности в крайность. А как насчет элемента, одинаково важного для этих составляющих? Что здесь с персонажами? Мусорный сюжет вполне могут вытянуть персонажи, как и похоронить хороший, если они окажутся неинтересными пустышками. Да и хентай с хорошими персонажами как-то поприятнее будет. Что ж, давай посмотрим. Не сейчас. Сначала я кое-что проясню. Это может показаться странным, что я начинаю говорить о персонажах, не рассказав о сюжете. Логичнее ведь сделать наоборот. Но дело в том, что хоть это и немного неинтуитивно, здесь можно совершенно свободно говорить о почти всех персонажах, вообще не затрагивая сюжет. По крайней мере, до 3 главы. И под
Почти. Я имею в виду то, что в этой части ролика я не затрону 3 девушек и главного героя. У него будет своя, отдельная глава. А эти девушки найдут свое место в комбинированной главе о сюжете. Но данный факт не сделает эту часть ролика сильно меньше. Дело в том, что здесь очень много персонажей. 20 основных девушек из нашего класса и еще 15 второстепенных. А еще несколько чисто сюжетных, с которыми нет никакого интерактивного взаимодействия. Оставив напоследок 3 героинь, я не буду говорить об оставшихся 32 в общем. Я пройдусь по каждой из них персонально. По кому-то детально, а по кому-то быстренько. Приготовься. Персонажи здесь займут основную часть ролика, потому что это, по сути, главная часть новеллы. Персонажей много, и мне много есть, что о них сказать. И сходу погружаемся в обязательный архетип. Чику нам представляют как самую популярную, самую модную и самую прошаренную за интернет-веяние девушку. Буквально в первую же нашу встречу она отпрашивается в туалет, чтобы посмотреть там трансляцию с местным идолом. Да, она даже подрабатывает в торговом центре, где продает модную одежду. В общем, понятно. Если честно, не самый интересный для меня архетип. С другой стороны, когда начинаешь с ней общаться, она оказывается довольно приятным собеседником. Селебус не стал гиперболизировать речь модными словечками и прочими жаргонизмами. Нет, они есть, но автор хорошо держит баланс между живой речью и индивидуальным отличием персонажа от остальных. Меня еще слегка удивило, что, несмотря на свой образ, она на начало общения предстает довольно невинной и неопытной даже в романтическом плане. Хотя, когда дело касается одежды, ее наряды бывают слегка вульгарные. Тем не менее, довольно быстро увлекается, когда сенсей начинает проявлять внимание. Ну, естественно. Также практически сразу автор закидывает удочку с интригой. Частенько она по вечерам уходит из общежития куда-то в неблагополучный район города и почти открыто говорит о том, что есть у нее маленький секретик. В том числе, из-за которого она оставалась на 2-й год, и поэтому на год старше своих одноклассниц. А когда настает время узнавать о ее секретах, то из ярко-розовой во всех смыслах девушки она превращается в нечто иное. Из общежития она уходит домой, который и находится в бедном районе, к своей семье, которая состоит из младшей сестры. Ни родителей, ни других родственников, никаких опекунов. Отец давным-давно бросил семью, а маму забрала болезнь. И если тебе кажется, что уж больно много ответственности свалилось на девушку, только начавшую старшую школу, то вот тебе на добивочку. Сестра Чинами тоже больна, астмой и слабым иммунитетом, который не позволяет ей слишком много времени проводить на улице и тем более контактировать с почти любым человеком. И эта ее проблема создает большие риски того, что и Чинами уйдет из жизни гораздо раньше, чем того бы хотелось Чике. И тут мне хочется на минутку остановиться. В принципе, даже не обязательно рассматривать ее дальнейшие события, потому что все становится ясно буквально на 7-м. Нет, я не говорю, что это прям не важно, или что все дальнейшие события не имеют смысла. Просто конкретно с Чикой очень быстро становится понятно, что это за персонаж и почему она здесь. Когда я буду рассказывать об остальных, ты поймешь, что некоторые персонажи очень долго ждут своего раскрытия и часто ходят вокруг да около. Или у них логичная, последовательная, но очень долгая и размазанная по всему хронометражу арка, а какие-то просто проблемные. Но конкретно Чика, и я думаю это сделано специально, персонаж, который быстро вводится и быстро раскрывается, чтобы показать читателю местную специфику. Селебус показывает, что Чика – персонаж-идея. Идея такого человеческого качества,
как находить радость к жизни, когда окружающий мир пытается утащить тебя в бездну. Проводя свое время за разговорами с ней, ты не увидишь человека, слишком рано уставшего от жизни, жалующегося на ее несправедливость или скрывающего свою боль за яркими тонами. Несмотря на свое бедное положение, она не просто обеспечивает выживание себе и своей сестре, но и находит возможности жить, не отказывая в своих увлечениях. На этом моменте понимаешь, что ее архетип популярной, модной и лучезарной девушки не просто галочка, чтобы в игре были разные типажи. Он напрямую взаимодействует с самим персонажем. Конечно, это не отменяет ее недостатков. В своем арсенале она имеет очевидную наивность. Чика быстро падает в коварные сети сенсея и в дальнейшем искренне верит, что его чувства чисты и взаимны, а сам он верен только ей. Она буквально последней узнает об обратном. А еще редко, но может становиться довольно агрессивной, когда кто-то пытается влезть на ее территорию или несправедливо, как ей кажется, обращается с ее друзьями. И, опять же, это отлично ложится в ее набор качеств. Подростковая наивность и отчаянная вера в самое светлое логично обосновывается тем, что она, во-первых, подросток, а во-вторых, всеми теми лишениями, которыми ее подвергла жизнь. То есть это такая модель защиты, чтобы не сойти с ума и не сдаться. У нее есть не так много, и из того, что есть, она старается выжить максимум, поэтому цепляется за любую возможность получить хоть что-то. И этим что-то оказывается сенсей, который легко манипулирует новыми для нее ощущениями. И ее агрессивность имеет те же самые корни. Черта собственника очевидно объясняется желанием не терять то, что уже есть, потому что, еще раз, этого и так немного. А жестокость мира выдрессировала в ней излишнюю прямолинейность. Если ей что-то или кто-то не нравится, она вообще не постесняется послать того в пешее эротическое. Основной и довольно значимый минус персонажа в том, что она слабо развивается. За 3 главы она приобрела очень мало изменений, и в основном ты просто наблюдаешь, как девушка уживается в новых для себя условиях. Есть основания полагать, что начиная с 4 главы это изменится, но все равно остается ощущение, что Селебус придумал персонажа, но не знает, куда его привести. Однако, несмотря на вышесказанное, мне Чика видится очень хорошо сбалансированным персонажем с точки зрения набора качеств, их использования и подачи. В ней буквально нет ничего лишнего, и все аспекты друг с другом взаимодействуют. А еще с хорошим посылом читателю. И в этом плане она мне кажется одним из лучших персонажей новеллы, а в моем обзоре она дала положительный первичный окрас персонажам. Но давай посмотрим, что нас ждет дальше. Соседка по комнате Чики в общежитии, ее лучшая подруга и по совместительству главная хулиганка в школе. Естественно, ни один сюжет про школу не может обойтись без такого типа персонажа. Грубая, дерзкая, задиристая, пропускает почти все уроки, хамит всем не попадя, издевается над одной из учениц, занимается мелкими кражами, всеми фибрами своей души ненавидит сенсея и знакомит всех окружающих с речью сапожника, ударившего себя по мизинцу молотом Смоуга. Во время любого их диалога с ее стороны валится столько мата и оскорблений, что замени ее реплики цветами Евгения Ройзмана и ничего особо не изменится. Типаж стандартный, но довольно яркий. Шаблон – не преступление. Главное, как его использовать. Ну ведь не может же быть такого, что Юми здесь плохая просто потому что плохая. Да? Этому должно быть объяснение. Ведь так? Да, это так. Юми не очень охотно делится с сенсеем своей предысторией, и изначально о ней неизвестно ничего, кроме того, что она водилась с парнями из Якудза, пока многих из них не призвали на войну.
Но мало-помалу она раскалывается, и детали ее прошлой жизни довольно скверно украшает мать-наркоманка, которая залетела от главаря все тех же якудза. Согласись, не очень много шансов, что родители с подобными регалиями хорошо разбираются в том, как правильно воспитывать детей, да и что у них вообще есть такое желание. В конце концов, мать бросила их обоих. В конце концов, мать бросила их обоих, уехав в закат на своем байке, подкрепившись дозой героина. Вот так Юми и росла, в криминальной обстановке без хороших опекунов, решая свои проблемы в уличных драках. Однако, она не стала частью их банды. Юми жила с презрением к обоим родителям и в итоге оказалась в старшей школе, где даже смогла завести крепкую дружбу с популярной Гяру. В голове сразу вырисовывается довольно очевидная цепочка дальнейших событий. Юми тут же, буквально с первого же события, где появляется, предстает в плохом свете, а именно издевается над одноклассницей, Футабой, отпуская шутки про лишний вес. И главному герою предстоит либо исправить хулиганку, либо, как минимум, снизить ее выпады к остальным персонажам. Ну и так как эта игра гаремник, не менее очевидно то, что Юми не так уж и ненавидит сенсея. Ее образ четко говорит, что она цундере, и поэтому нам остается только проводить с ней много времени, и в конце концов она растает. В чем проблема? Она есть? Вообще-то да, есть. Юми оказывается совсем непростой добычей. Их с сенсеем отношения все время строятся на том, что он пытается как-то позитивно на нее повлиять, пока она оскорбляет его. Потому что девочка не глупая. Юми прекрасно понимает, чего сенсей хочет. И создается сложная ситуация. Даже в те моменты, когда сенсей действительно хочет помочь, с ее стороны эти действия воспринимаются, мягко говоря, подозрительно. Ей сложно доверять угрожающе большому развратнику, и ее сложно в этом винить, ибо автор почему-то решил максимально усложнить процесс сближения с ней. Юми по мере общения иногда дает слабину и показывает свое неоднозначное отношение к учителю. Но все это усложняется действиями самого сенсея. Тут такое дело. В игре расставлено несколько точек, когда главный герой чуть ли не на ровном месте разрушает все твои старания. Я выделю два из них. Первый случается довольно быстро. Когда Юми только начинает открываться, пускай и в своей манере, сенсей просто перехватывает управление и превращается в насильника, который, даже сам не знает почему, силой ее целует. Это жесткий момент на фоне остального, что пока видел игрок. Да, нам сказали, что Юми даже слегка ответила на поцелуй, хотя это скорее от отчаяния, и даже потом не стала об этом никому рассказывать. Но она еще очень долго будет припоминать этот его поступок. А вот второй случай происходит гораздо позже, и он гораздо хуже. Подробно об этом случае я расскажу, когда доберусь до другого персонажа. Но сейчас важно то, что ей дали такой сильный отпор, и в нем не в меньшей степени замешан сенсей, что это вполне могло бы привести к окончательному разрыву их отношений. В какой-то мере так и произошло, но на время. Да и как со всеми остальными в классе. И если случай с поцелуем пусть и шокирует, но на самом деле является очень интересным ходом и действительно влияет на их взаимоотношения, то второй как будто бы и нахрен не нужен. Он происходит в неуместный момент. После него с Юми происходит неочевидной метаморфозой, и вопрос об их логичности остается открытым. Но самое главное то, что, по правде говоря, их отношения с сенсеем никак не изменились, приостановились ненадолго, но ни шага вперед, назад или в сторону не произошло. И это гигантская проблема. Этот ход очень неожиданно и странно постучал в наши двери. И если тебе было интересно наблюдать за дуэтом из Юми и сенсея, то он может вызвать горение похлеще ножек Энакина.
А самое ироничное то, что этого горения происходит еще больше, когда ты осознаешь, что по сути ничего не изменилось. Юми оказалась предана своим учителям, но вместо того, чтобы интересно обыграть с новой силой вспыхнувший конфликт, автор жмет на тормоза. Возможно, очередное отдаление Юми и выглядело бы странно, ибо она уже очень долго маринуется, но так они с сенсеем ни к чему и не пришли. Однако в таком случае этот ход вообще не нужно было делать, или делать вину сенсея не такой явной, а об этом у нас будет тоже совсем не короткий разговор. То есть, еще раз, проблема не в том, что Юми все никак не усаживается на член сенсея. Это как раз таки имеет смысл, и такое развитие событий наиболее логично. Просто автор и дает намеки на такой тип отношений, и одновременно делает на пути к нему препятствия, которые на самом деле не мешают так, как должны. Однако продвижения все равно нет. Что это вообще за цирк? Замах на рубль, удар по яйцам. Но если учитывать все события, то отношения Юми и сенсея, конечно, приобретают несколько иную форму, но они на самом деле отличаются не так уж и сильно на фоне развития других персонажей. Будто Селебус решил выбрать для Юми максимально ползучую стратегию, где персонаж пусть и движется к своей конечной форме, и на его пути постоянно происходят важные события, но она все так же далека хотя бы от кульминации, и в итоге можно просто устать от этого ожидания. Но я не хочу сказать, что Юми плохой персонаж. Совсем нет. Мне она очень даже симпатизирует. С ней происходят одни из самых интересных событий, и в ней тоже есть банальная, но неплохая идея. О том, как выбраться из вредных установок, выработанных в плохом обществе, и стать лучше, как для себя, так и для окружающих людей, которым ты не безразличен или которые хотя бы не желают тебе зла. Она прекрасно понимает, что ее поведение недопустимо. Просто она по-другому не умеет выживать, ей не дали альтернативные модели поведения. Но, тем не менее, она не просто хорошая подруга Чики, но и добровольно помогает той с заботой и чинами. По сути, единственное, что плохого делает Юми, так это издевается над Футабой. И это действительно ужасно, но и это сходит на нет. Юми, в конце концов, извиняется перед ней и больше никому не доставляет проблем. И вот тут я бы хотел резко переключиться на другого персонажа, который с ней связан и чья арка неотделима от Юми. Как ты мог догадаться, та самая мать-наркоманка Якудза Юми. Да, в отличие от отца, Юки внезапно женщина, а потому у нее есть привилегия появиться в этой игре как полноценный персонаж. И появляется в игре она довольно внезапно, да и к тому же не совсем в том образе, который рисовала Юми. Нет, не потому что она приукрасила, это все правда. Но нынешняя Юки предстает перед нами как остывший человек. На свой 4-й десяток лет она перестала забавляться с наркотиками, с бандой, вроде даже не особо криминальничает и просто тихо живет, сама по себе. Конечно, это не значит, что она стала прилежной ячейкой общества. По ней сразу видно, что Юми – дочь своей матери. Разве что пропала былая пылкость. А мат, оскорбление и дерзость используются скорее как привычка, а не как цундерская защита. Вообще, у Юки интересное положение в игре. Она персонаж, который уже совершил кучу ошибок и является отражением того, кем Юми станет, если не образумится. И если ненависть к сенсею у Юми крайне неоднозначна, то вот к матери очень даже однозначно. И это на самом деле хорошая деталь в портрете Юми, что она меньше всего на свете хочет идти по ее стопам. Юки же, как она сама признается, после стольких лет бега от прошлого, случайно найдя свою дочь,
решает узнать, как живет наша юная хулиганка. И в этом сенсей является посредником. Юми в своих рассказах описывает свою мать в очень неблагоприятном свете. И в целом, Юки не отрицает ничего из этого. Но в то же время нельзя сказать, что она не любила свою дочь. По поступкам Юми можно сразу понять, что мать научила ее защищаться, гнуть свою линию и не прогибаться ни под кого, насколько это возможно в ее положении, потому что Юки это сама прекрасно умеет. Но она ничего не смыслила в том, как подарить своему ребенку спокойное и счастливое детство. В роли родителя она облажалась более чем полностью и в конце концов сбежала от этой жизни. В наше же время Юки оставила все свои ошибки в прошлом и старается дать Юми хоть что-то из того, чего не дала в ее детстве. И вот тут честно, никаких вопросов к персонажу нет. Ее ровно столько, сколько нужно. Ее реплики не заставляют скучать, она почти не наливает воды и каких-то серьезных проблем в раскрытии я не заметил. И у нее есть своя идея, хотя ее арку нельзя рассматривать отдельно от Юми. Их общая арка очевидно строится на примирении и становлении лучшей версии себя. На идее, что можно сколько угодно убегать от прошлого и строить свои отношения с людьми исключительно на нем. Но иногда лучше, что ты можешь сделать, это смирение и прощение. Ну прям таки джедайские уроки от главных засранок Кумонми. Take a seat, young Skywalker. И у этих двоих занимательная химия. Юми постоянно напоминает матери о том, какая она ужасная, пока вторая это принимает и иногда делает выпады в ответ. Пик этого приходится на их случайную встречу в магазине, где они впервые за несколько лет разговаривают. Сцена довольно мощная, и не только потому, что они друг другу отвешивают смачные чапалахи. Юми высказывает все, что хотела, а Юки ставит на место заносчивую дочь. В общем и целом, это любопытная парочка, которая не слабо выделяется на фоне остальных персонажей. Однако, они не единственные такие, у кого линия строится на взаимоотношениях матери и дочери. Сана тоже из тех, кто выступает в шаблоне. Это очень тихая, застенчивая, необщительная девушка, которая обитает в одной комнате с одной из самых громких, но сейчас не о ней. Небольшой разрыв шаблона происходит, когда ты заходишь в бар, а там... Нет, не это. Там работает та самая Сана. Барменом. Стесняшка. Коротышка. Носит пиво. Нет, она бы, наверное, неплохо зашла в игру про бухающих дворфов, но серьезно? Ладно, это забавный ход. В какой-то мере даже интригующий. Что вообще-то ценно, потому что лично я не ждал от нее чего-то прям вау. Очевидно, что такие персонажи, как она, пойдут по одному из двух путей. Либо она будет со временем улучшать свои социальные навыки, но останется все такой же тихоней для любителей неспешной и ванильной романтики, либо окажется скрытой нимфоманкой. Самое забавное то, что Селебус, видимо, решил закосплеить Геральта, но со знаком минус. Выбирая между меньшим и большим злом, он выбрал оба. По крайней мере, такое ощущение начинает складываться аккурат к концу 3 главы. И я бы, конечно, мог сказать, к чему это привело в 4, но все же не буду выходить за ранее составленные рамки. Какой же есть конфликт у Саны? Ну, тоже не самый радужный. Еще в самую первую встречу в баре она намекает, что у нее был брат. Был. Но после этого данная история еще долгое время не обрастает подробностями. Что отчасти даже странно, ибо даже мать Саны, Сара, и намека не дает на нечто подобное. Через большой промежуток времени Сана таки раскрывает эту тайну,
которая настолько простая, что даже жуткая. Брат однажды шел домой ночью, но кто-то преградил ему путь и зарезал. Мотивы неизвестны. И если честно, лично мне сложно о ней сказать что-то еще. Мне не симпатизирует ни такой тип персонажей, ни ее арка развития. Она идет медленно, предсказуемо, и я что вначале не ожидал вау, так и в итоге в рамках 3 глав не получил такого вау, как это было с Юми и было не раз. Даже эта ее история с братом кажется важной, но она проходит очень тонкой нитью, которая еще не сыграла свою главную роль. В этом плане интереснее ее синергия с другим персонажем. Сара — это слегка увеличенная и куда более открытая версия Саны. Владелица их семейного бара, в котором идут дела немногим лучше, чем у бабок на базаре. Крайне игривая женщина, которая может стать первой, кто залезет к сенсею в койку. Точнее, наоборот. Вообще, это даже забавно, как автор намеренно проводит параллели между матерью и дочерью. Ведь вторая, сама того не осознавая, проходит через тот же самый путь, но еще не успевшая совершить ее ошибок. Да, Сана с братом появились именно так, от другого учителя, на которого запала Сара. Но сначала намеренно ушел отец, а потом и брат. Уже не намеренно. Несмотря на то, что Сара внешне кажется довольно позитивной и простой женщиной, она несет за собой огромный груз сожалений и ответственности. Потеря 2 близких людей, бедственное положение их бизнеса, боязнь за будущее Саны. Именно поэтому она запрыгивает на сенсея практически мгновенно. Не только потому, что он ей понравился, а это действительно так. Но еще потому, что он оказался той опорой, на которую, как ей показалось, можно опереться, поделиться своими проблемами, перестать быть матерью-одиночкой и доверить свою дочь. Мы, как читатели, конечно же знаем, что это чуть ли не худший вариант, кому можно доверить подобное. Но Сара не получала подсказок от местных богов и не знает этого. С другой стороны, через эту заинтересованность четко прослеживается корреляция с отчаянием. Это что-то похожее на Чику, но на несколько другом уровне. И тут интересной деталью является то, как она преподносится. Как правильный персонаж, с которым сенсей должен быть. Потому что она взрослая. Она искренне любит. Ее мотивы, несмотря на поведение, кристально чисты, и все, чего она хочет, это полноценную, счастливую семью. И это при том, что ей уделяют не так много времени, как некоторым другим, хотя и больше, чем остальным взрослым. Мне кажется, именно этот персонаж с большей вероятностью вызовет у читателя мысль, что несмотря на все разнообразие девушек, в конце истории ему дадут выбор, с кем быть. I should go. И с одной стороны, она действительно в этой истории выглядит как девушка мечты, которую будет правильно выбрать. Семья станет полноценной, и это выльется в счастливый конец, но это все фальшь. И дело не в Саре. Дело в сенсее. Опять же, этот разговор я отложу, но просто хочу резюмировать то, что Сара на самом деле является более интересным персонажем, чем Сана. У нее более понятные и сложные конфликты, и она кажется чуть менее предсказуемой, чем Сана, которая просто повторяет мать. В целом, парочка нормальная, но, на мой взгляд, предыдущая оказалась куда лучше. Макото.
как мне нравится ее имя. А еще образ, который нам выставляет в течение нескольких первых ее событий. Она самая умная до поры до времени девочка в классе, самая прилежная до поры до времени и самая правильная до поры до времени. Президент класса, помощница учителя, приближенная к образовательному совету школы, владельца порномагазина, премьер-министр Японии и император человечества. Но, поверьте мне, по средам обычно все не так скучно. Ладно, шучу. На самом деле она не помощница учить. На самом деле ни император, ни премьер-министр, ни владельца порномагазина. Но работница. Это на самом деле даже более забавно, чем бармен Сана. Ну, хотя бы потому, что тут больше шуток про это. И это не совсем деконструкция образа, потому что она не выбирала себе такую работу. Как и в случае с Саной, это семейный бизнес, но который чувствует себя намного более уверенно. Интересно, почему же? Вообще, Макото лучше Саны не только в месте работы, но и, как по мне, в своей арке развития. У нее она довольно ровная, но в то же время с крутыми эмоциональными горками. Вот, знаете, что общего у Чики, Юми, Саны и Макото? У всех них, по тем или иным причинам, нет отца. Но у последней есть большое отличие. И это то, вы не поверите, А вот сейчас воздуху поболее в грудь. что ее отец не оказался последней мудилой. Ого. А я-то уже начал думать, что в Кумон-Ми рождаются только патологически ужасные отцы. Но фишка не только в этом. Отец Макото также является намного более важным элементом в ее истории, чем у предыдущих. Дело в том, что Макото прямо с порога предстает перед нами как девушка, которая восхищается сенсеем. Судя по всему потому, что он раньше казался умным человеком и отличным учителем. И несмотря на то, что до конца истории она и помыслить не могла, что сенсей мог быть таким извращугой, да и сама так себя не вела, она довольно быстро оказывается в его цепких лапах. Но при этом сам сенсей решает не брать ее сразу, а немножко поиграть. Будто ему нравится так дразнить Макото. Это я к чему? Чувства Макото становятся намного более понятными, когда она рассказывает о своем отце. В ее глазах он был отличным родителем, которого она любила больше, чем мать, но которого забрали на войну с пришельцами. Да, кстати, вы еще не забыли, что пока сенсей развлекается с подростками, там наверху происходит космическая резня световым мечом? Так, просто напоминаю. И ее сильная тоска вводит ее в такое состояние, когда ей очень не хватает в жизни авторитетной мужской фигуры. И поэтому она поставила сенсея на это место, вычеркнув из уравнения родственную связь и перемешав с гормонами. И даже если на секунду себе представить, что подобные отношения с сенсеем могли бы привести к чему-то хорошему, она все равно ошиблась в выборе конкретной персоны. Это касается многих девочек из класса, но Макото, очевидно, вкладывает в эти отношения намного больше, чем сенсей, и получает очень болезненные уколы, когда она видит это. Что он относится к ней как к инструменту для удовлетворения низменных потребностей. Как к очередной девушке из класса, которые на него вешаются. Я думаю, что здесь не особо нужны моменты, когда сенсей ее дразнит. Но, видимо, так автор ярко и слегка карикатурно хотел подчеркнуть эту проблему. Важно отметить, что Макото не пытается заменить отца сенсеем. Она все еще верит, что он вернется, и старается делать все возможное, чтобы он ею гордился. Но это не делает самого сенсея менее важным для нее. Накопившаяся тоска, ответственность, туманное будущее и отношения сенсея в конце концов раздавливают бедную девушку и... Видение своей смерти окончательно ломает Макото.
Она полностью меняется, но лишь на небольшой промежуток времени. Потом происходит кое-что, о чем я расскажу, когда дойду до сюжета. Пока просто закрепите это. И она возвращается в норму. Дальше Макото еще подробнее расскажет о той проблеме, которую ощущает в отношениях с сенсеем. Но она будто бы поняла, что это та вещь, с которой ей надо просто смириться. Так мы наблюдаем более-менее стабильное течение, пока не настает время очередного потрясения. Ей сообщают, что отец погиб на войне. Макото снова возвращается в свое поломанное состояние, только на этот раз нет давления разных факторов извне, а от утраты самого важного и бессмысленности всего того, что она делала ради него. А я просто напоминаю, что это вообще-то порнуха. Причем и в буквальном, и иногда в переносном смысле. Тут я хочу на секундочку отойти в сторону и упомянуть одну деталь. У Макото были непростые отношения с Ами. Они в каком-то роде выступали соперницами и сильно не любили друг друга. Так вот, вся ирония в том, что Макото никто не мог помочь выбраться из ямы. Ни ее лучшая подруга Мику, ни мама Маки, ни сенсей. Кроме Ами. Потому что, небольшой спойлер для обзора, та прекрасно понимает, какую боль утраты испытывает Макото. Нам не показывают сам процесс терапии, но она помогает, и Макото начинает медленно возвращаться к нормальной жизни, хотя и видно, что эта потеря на ней отразилась. Ну и тут в очередной раз я могу только похвалить автора. Мне, честно, не сильно нравится такой тип персонажей, да и сама Макото для меня скорее просто нормальная. Но проблемы, которые поднимаются через нее, плавное и последовательное развитие, игра на эмоциях, это все просто не может оставить меня равнодушным. Это хороший персонаж, за которым и интересно следить, и который тебе регулярно напоминает, что она здесь есть, и она важна. Очередной родитель номер один, присутствующий как персонаж и идущий в связке с одной из учениц. И если Юки похожа на Юми, а Сара вообще не похожа на Сану, то Маки тоже вообще не похожа на Макото. Она владеет их порномагазином, что очень часто подчеркивается ее постоянными шутками про секс и... Вот... Знаете, насколько много можно сказать о Макото, примерно настолько же мало можно сказать о Маки. Почти весь ее хронометраж сводится к тому, что она выступает чисто как комедийный персонаж. И в этой нише она вполне себе неплоха. Маки умеет повеселить. Но как персонаж она начинает немного раскрываться только после того, как им сообщают о смерти мужа. Тут и наконец начинает играть красками проблемы о взаимоотношениях матери и дочери, где вторая пусть и любит, но не очень серьезно воспринимает свою мать. И сама Маки начинает себя больше показывать как неумелый, но заботливый родитель, что несмотря на свою боль, ей некогда страдать, потому что Макото в куда более худшем состоянии. Это все прекрасно, но этого слишком мало. И это проходит как-то слишком на фоне. Проблема персонажа в том, что тебе понятна ее идея, но сам Селебус будто бы говорит: «Не, ну ты понял? Да? Понял? Отлично, идем дальше». Не, конечно, прикольно, что изменения коснулись не только Макото, но и Маки, и она после всего этого инцидента будто полностью потеряла свою либидо. Ладно. И что, наблюдая за изменениями Макото в последние годы, она начала подозревать, что та занимается с кем-то сексом, но у нее нет совсем никаких догадок, кто бы это мог быть.
Но, опять же, это скорее детали, которые делают ее хоть сколько-нибудь значимой для игры. Но, по большому счету, сказать про нее сейчас особо нечего. А вот тут уже поинтереснее. Хотя тоже не блещет на фоне Макото. Мику – это такая девочка-сорванец. Быстрая, низкая, спортивная, всегда заряжена энергией, но кладущей болт на учебу. Но у нее есть и минусы. Один из них, как она сама говорит, это то, что она скорее пацанка. Выглядит как мальчик, ведет себя плюс-минус так же, да и по уровню развития она чуть ли не в самом дальнем углу класса. Казалось бы, такой наивный персонаж в порно-игре должен быть чуть ли не в лидерах тех, кто погрязнет в развратных лапах сенсея, потому что им легко манипулировать. Но Мику подходит к сенсеевскому вопросу с осторожностью. Она не всегда понимает его намеки, а уж тем более мотивы, поэтому просто аккуратно пробует для себя новые вещи. Но в этом чуть ли не главный ее конфликт. Она не считает себя женственной, а потому ей сложно представить, что сенсей ею заинтересуется. Поэтому она более охотно помогает Макото в их сближении. И несмотря на то, что в умственном плане Макото и Мику две крайности, они очень хорошо ладят друг с другом. Поэтому Мику с самого начала знает, что Макото влюблена в нашего героя. Поэтому Мику старается как может помочь ей, когда та ходит на грани безумия. И поэтому Макото очень бережно относится к Мику и всегда помогает ей не только с учебой. Спросите, с чем? А вот это довольно интересная деталь. Как-то раз Мику и сенсей оказываются в кладовой, и по дверям прилетает мяч с таким громким звуком, будто его пнул сам Сайтама. И вот тут Мику сходит с ума. Она кричит, вырывает волосы и будто полностью теряет связь с реальностью. Лишь подошедшие сестры Канда, которые ее хорошо знают, берут ситуацию в свои руки и за кадром успокаивают ее. И нет, не ждите, что вам при следующей встрече все по полочкам разложат. Это же Селебус. Мику хранит в строгой тайне причину этих припадков во время громких звуков, да и вообще свое прошлое. Только Макото и Маки знают об этом. А сенсею придется пробираться сквозь тернии ее наивности, осторожности, припадков и познания себя. Только в 3 главе, после, возможно, сотни часов, нам выкладывают карты на стол. В далеком детстве в дом их семьи ворвались грабители, и из-за того, что глава семьи пытался защитить свой дом, до ужаса громкие выстрелы пистолета навсегда отпечатались фразами бедной девочки. Она не только осталась без родителей, и по сути семья Макото чуть ли не приютила ее, но и заработала себе ПТСР, каждый раз дающий о себе знать при громких звуках. И у этого есть две проблемы. Во-первых, ожидание. Тебя этим секретом мурыжат очень долго, а ответ дают, наверное, самый логичный и предсказуемый, который ты мог ожидать. Во-вторых, тупик. Если ты думаешь, что после этого открытия твои отношения с Мику выйдут на новый уровень или как-то по-особому ее раскроют, то нет. По сути, из этого ничего не исходит. Ты просто узнаешь о ней чуть больше, но по ощущениям, этот секрет несет в себе не больше, чем то, какой цвет трусов она носит в тот или иной день. То есть получается, что ты проводил с ней время, узнавал ее поближе, хотел раскрыть тайну ее психоза, чтобы затем ты просто в один момент узнал его и такой: да, классно. И все. На самом деле нет. Дело в том, что Мику поначалу кажется довольно скучным персонажем. Да и сам типаж как будто бы подходит далеко не всем. Но автор, видимо, очень хотел, чтобы читатель проследил за ее развитием и не заскучал.
Поэтому он ввел ее тему с ПТСР и для того, чтобы немного выделить, и для того, чтобы повесить интригу. А когда она раскрывается, то да, ты как бы с этой темой заходишь в тупик, но параллельно замечаешь, что Мику за все это время, что ты с ней провел, действительно изменилась. Все ее загоны, что она не женственна, что она нестабильна и вообще сенсей лучше быть с Макото, все это постепенно сходит на нет. Она начинает и лучше понимать свои чувства, и больше походить на девушку. На самом деле Мику очень даже подходит жанру игры. Да, тут все еще слегка выбивается тема с мертвыми родителями и ПТСР на этой почве. Но как второстепенный персонаж игры про то, как мужик охмуряет девушек, она вполне себе работает. Особо не раздражает и ничего не ломает. Ее немного, но в этом она и хороша. Лично на мне трюк автора сработал. Она была не очень интересна в начале, но по итогу оказалась вполне себе приятным персонажем. А вы заметили, что имена и фамилии всех персонажей здесь начинаются на одну и ту же букву? А если это не так, то знайте, трудности перевода. Все в лучших традициях Стэна Ли. Уйди. Это не шутка. У многих персонажей Марвел двойные инициалы. Например, Питер Паркер, Пеппер Поттс, Брюс Бэннер, Рид Ричардс. Хотя на самом деле это касается и многих героев DC. Как, например... Ладно. Знаете, когда я говорил, что о Мику не очень много есть что сказать, а Маки там... Это просто меркнет по сравнению с ней. Футаба Фукуяма. Это пример такого персонажа, о котором вообще почти ничего нельзя сказать. Она есть. Не знаю, выкини ее из повествования и почти ничего не изменится. Возможно, кто-то сейчас скажет: вообще-то, можно много кого выкинуть и ничего не изменится. Даже Мику или Сика. That's correct. Да, помимо того, что я дам ему по роже, этот человек будет прав. Но! Очень большое но! У всех этих персонажей есть идея, есть смысл, есть... Вообще-то, у Футабы тоже есть смысл. И я не договорил. Да, и у Футабы он тоже есть. Она человек с очень низкой социальной ответственностью. С очень низкой самооценкой из-за своего лишнего веса. Помимо того, что она ощущает себя уродливее всех остальных, масло в огонь подливает Юми своими издевательствами и шутками про нее. Нет, вообще-то, они вполне себе неплохие. И на своем пути она должна стать увереннее и избавиться от своих комплексов. Но боже правый, боже левый. Как же это скучно подано! В отличие от Футабы, у других персонажей есть интересные события. Есть интересные взаимодействия хоть с кем-то. Независимо от того, насколько они не важны для общей истории или сколько проблем они имеют. У Футабы просто ничего не происходит. Самые яркие ее появления — это извинение от Юми, поход в спортзал и прочтение книжки на доке. Да, уровень интереса этих событий сравним с будничным вторником той же Юми. Но да, это ее самые запоминающиеся события. А знаете, в чем прикол? В том, что у нее, больше всех событий в первой главе. И это при том, что на нее абсолютно поебать что читателю, что самому автору, видимо. Футаба просто своей обширностью заняла больше всех хронометража и морально убивает. Ладно.
Ладно. Наверное, надо хотя бы чуть-чуть рассказать о том, что с ней происходит в рамках 3 глав. Попытаюсь объяснить. Начинается все с того, что сенсей приходит к ней в библиотеку, где они обсуждают домашние задания, книжки, стихи там, еще. Ну что ж, отбомбился чуток на футабе, теперь можно и отдохнуть, и продолжить в спокойном темпе. Кто у нас там дальше по списку? Из огня до в полымя, да? Ох, Рин. Рин. Милая, прекрасная, замечательная, бесячая тварь, которую и любишь, и ненавидишь одновременно. Знакомьтесь, Рин Ракухара. Однозначно один из самых популярных персонажей новеллы. Иронично, что она стоит рядом с Футабой и является ее соседкой по комнате. Ибо если Футаба просто пшик, о которой почти ничего нельзя сказать, то Рин буквально противоположная сторона этой крайности. О ней можно говорить часами. При этом приходить к абсолютно разным выводам. Что же в ней такого интересного? Давайте разбираться. Рин с самого начала слегка выделяется на фоне многих девушек из класса. В первую очередь тем, что изначально сложно определить ее шаблон, пока ты не понимаешь, что его в общем-то и нет. По крайней мере такого явного, как у остальных. Рин предстает довольно общительной, эмоциональной, забавной и слегка странной. Там, где другие кажутся пусть и интересными, но слегка предсказуемыми в своем поведении, Рин выбивается из общей массы своей яркой оберткой, а именно интересным внешним видом, увлечениями, забавными диалогами и своей вольностью мыслей, назовем это так. Да и в целом ее общение с сенсеем кажется на несколько другом уровне, нежели с остальными, несмотря на то, что она знает его столько же. Она как тот самый друг, который постоянно бросается всякими колкостями и подколами в твою сторону, но при этом ты знаешь, что это всего лишь безобидный стиль общения, не несущий в себе цели оскорбить. Другими словами, Рин практически сразу завоевывает твое внимание, независимо от того, насколько тебе нравится такой типаж. И скорее всего, она станет одной из самых приоритетных целей у большинства читателей. Так ты с ней и общаешься. Ходишь к ней на работу в кафе, где ты становишься ее подопытным кроликом, на котором можно испытывать свои новые рецепты и узнавать все новые детали. Одной из ключевых является то, что она, во-первых, бисексуал, и она постоянно подчеркивает это своими ничуть не хищными комментариями в адрес других девушек. Но вставлять эту деталь персонажу просто так и никак не реализовывать – глупая идея, согласитесь. Именно поэтому тут есть во-вторых. Она влюблена в Чику. И вот тут уже появляется интересный конфликт. Интересный тем, что его основой являешься ты сам. Это у других их проблемы и переживания живут независимо от действий сенсея. Ну ладно, не у всех. Да, Рин, конечно, не знает, что она персонаж гаремника и объект ее вожделений автоматически переходит под юрисдикцию главного героя, но подозревает, и именно поэтому заранее просит сенсея не сближаться с ней. Поправочка, Рин думает, что заранее. Процесс с Чикой уже пошел, и сенсей не намерен лишаться яркой Гяру по прихоти бариста, которая даже ни разу не подала ему заказанного кофе. Однако он дает обещание, что не сделает этого. Но это не единственная проблема. Совсем скоро ты замечаешь, что Рин как-то странно себя ведет, а потом и вовсе пропадает на несколько событий. Перестает ходить на работу, в школу и ошивается где-то в районе своей комнаты общежития, но мы не можем проведать ее.
А когда этот момент все-таки настает, то... Да. Рин оказывается не такой жизнерадостной, какой она показалась изначально. Наоборот, она окажется в какой-то глубокой депрессии, но которая проявляется лишь эпизодически. На самом деле даже сложно определить, что является источником тех ощущений, что она испытывает. И испытывает ли вообще, потому что, как она сама говорит, порезы на своей руке она оставляет, чтобы почувствовать хоть что-то. Даже дальше по сюжету особо понятнее не становится, почему Рин такая. Это просто похоже на какой-то сдвиг в ее голове, вызвано не каким-то конкретным событием, а либо совокупностью мелких неочевидных деталей, либо врожденностью. Так или иначе, сенсею удается ее успокоить, и совсем скоро она возвращается в норму. В привычную, веселую, игривую и говорящую много всяких неловкостей Рин. Такую яркую, но, очевидно, уже покалеченную. Восприятие персонажа значительно меняется. Но это только начало. Крайне важным событием становится первая поездка всего класса на пляж. Мы поговорим со всеми. Правда, для основной массы персонажей здесь не произойдет ничего такого. Максимум просто забавные диалоги или ситуации. Но не для всех. Для Рин это настоящее событие, ведь она собирается признаться Чике в своих чувствах к ней. Но перед этим сначала заглядывает в комнату к сенсею, чтобы с ним поговорить. Вообще, читатель по идее все это время понимал, что Рин вряд ли ждет удачи, потому что а. Чика уже тяготеет к сенсею, и б. Неизвестно точно, но скорее всего Чике не нравятся девушки так же, как они нравятся Рин. И последнее это понимает. Понимает и даже озвучивает вслух. Но не принимает, пока не услышит прямой отказ. И вот тут получается супер интересный узелок. Следите за руками. Рин давно влюблена в Чику, но та об этом не знает. Да и маловероятно, что эти чувства будут когда-нибудь взаимны. В то же время Чика начинает сближаться с сенсеем, который знает о связи Рин с Чикой и даже дает обещание, что не будет вставать у нее на пути. Но обещание свое нарушает. И Рин приходит к нам в комнату со знанием предательства с его стороны. Очевидно, это приносит ей огромную боль, что друг, давший ей обещание и к которому она тоже слегка тяготеет, втыкает ей нож в спину в отношении той, кого она любит. Но сенсей в данный момент единственный человек, который может ее хоть как-то понять, не осудить или высмеять и утешить, потому что она знает, что он сделал это не со злым умыслом. Просто мы не выбираем, кого любить. Поэтому она здесь открывается ему. Потом Рин и Чика встречаются на пляже, где говорят по душам. Но этот разговор моментально тухнет, как только звучит признание. Признание, заранее обреченное на провал. Одна девушка плачет, другая в замешательстве. И что же Рин делает после этого? Да, она идет плакать и сокрушаться к сенсею, потому что тот, кто является причиной ее боли, сейчас действительно единственный, к кому она может прийти, на чьих коленях может плакать всю ночь и который не позволит ей совершить какую-нибудь глупость в порыве печали и слабости. Просто какая-то злая шутка вселенной над Рин. Вау. Браво. Нет, игра и до пляжа давала понять, что здесь все серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Но первый пляж должен поставить в этом точку. Селебус выкручивает простейший конфликт в слегка запутанную и очень эмоциональную ситуацию. Он дает понять, что связь персонажей между собой ничуть не слабее, чем с сенсеем, и он готов делать так, чтобы в хентае с повседневщиной они ловили на себя удары жизни. У всех остальных персонажей это тоже раскрывается, но потом. Рин одна из первых, если вообще не первая, кто выступает на сцене боли. Но
как в анекдоте, здесь есть нюанс. Видите ли, в игре существует система развилок. Это проявляется в банальном выборе между несколькими вариантами в конкретном случае. Но также выбор осуществляется порядком прохождения событий. То есть существуют скрипты, когда одно событие влияет на другое, в зависимости от того, было оно пройдено до него или после. Но часто эти выборы влияют на всякие мелочи, и в основной своей массе игра линейна. Возможно, вы уже догадались, в чем тут проблема. Есть такое событие у Чики. Schadenfreude. На первый взгляд, это просто первая сексуальная сцена с Чикой. Но на самом деле это и есть тот самый скрипт, который определяет, предашь ли ты Рин или нет. И если не выполнять это событие до пляжа, то будет считаться, что ты сдержал обещание. И тут самое интересное, как начинает отличаться эта ветка Рин от ветки предательства. Никак, блять! Да, для Рин это все еще будет тяжелым моментом, потому что Чика в любом случае с ней не сойдется. Но вы вдумайтесь, насколько это упрощает ситуацию в отношениях между сенсеем и Рин, делает меня интересной, но практически никак на нее не влияет. Да, ты пропустишь парочку событий с Рин, и она регулярно начнет припоминать тебе это. Но что в одном, что в другом случае, ее сюжетка будет проходить абсолютно одинаково. Ладно, справедливости ради стоит отметить, что если ее не предавать, то в одном из будущих событий Рин поцелует сенсея. И этот поцелуй на самом деле влияет никак, Та локальная, но все же драма, что разгорелась на пляже, является просто необязательным элементом. Именно поэтому я и назвал это системой развилок в кавычках. Может быть, конечно, Селебус под конец выкрутит все эти выборы так, что они действительно приведут к разным вариантам. Но пока что это просто два совершенно разных события, приводящих к абсолютно одинаковому результату. Ладно. С другой стороны, так как Рин не ставит на сенсея крест, между ними как бы разрушается барьер в виде Чики, и у нас появляется возможность наконец-то сблизиться с ней. Тем более, что на это действительно есть намеки, и они становятся ближе, чем раньше. И я бы рад продолжить говорить про Рин, но проблема в том, что дальше это станет невозможно в отрыве от другого персонажа. Так что я сейчас ненадолго переключусь, но скоро мы обязательно вернемся к нашей любимой Рин. Атоха – девушка того же возраста, что и остальные наши ученицы, но сама она учится в другой школе. До поры до времени. Потом происходит кое-что, и она переводится в наш класс. Позиционируется Атоха как довольно-таки крутая личность. Юный музыкант, которого учит известный идол города, в большинстве случаев спокойная, хладнокровная, но не лишенная простого человеческого поговорить по душам или поюморить. Да и вы посмотрите, как она одевается. Ну прям рок-звезда. Ее все любят. Она умеет находить общий язык с людьми и вроде даже популярна в школьных кругах. На фоне остальных девушек в классе ведет себя абсолютно нормально. Увлекается нормальными вещами, не имеет за душой глубокой психологической травмы и, кошмар, вообще не тяготеет к сенсею. Да и в принципе считает его странным, слегка жутким и подозрительным то, что он больно много ошивается рядом с подростками. Хотя и продолжает с ним общаться. Короче говоря, Атоха, мне даже страшно такие слова здесь произносить, нормис. Хорошо это или плохо, решим ближе к концу этого разговора. А сейчас давайте разберемся, при чем же здесь Рин. Эти двое знакомятся незадолго до пляжа, но полноценно начинают проводить время вместе уже после него.
Рин в открытую превозносит Атоху почти во всем. А самой Атохе, видимо, просто приглянулся такой человечек. Даже со всеми ее странностями. К тому же, они обе увлекаются музыкой. Я как-то забыл упомянуть это про Рин, да? Ну что ж, не будем на этом заострять внимание. При этом, что сенсею, что Атохе становится очевидно, что Рин по уши влюбилась. Да, опять. Так, конечно, не говорить это напрямую, но это же Рин. Она не очень хороша в том, чтобы фильтровать свой базар, и часто говорит то, чего говорить не следует. Да, казалось бы, Рин вот уже почти в наших руках, и она даже целует сенсея, но эта склизкая девчонка опять ускользает к другой девушке. Ладно, видимо, Селебус очень любит мучить Рин, а потому нам остается только ждать того, как ее отвергнут во второй раз. Тем более, что Атоха и сама говорит, что ей не очень понятны все эти чувства, не очень интересные, да и вообще, она не может точно сказать, нравится ли ей девушке в таком плане или нет. Перед тем, как мы перейдем ко второму пляжу, следует упомянуть еще одну деталь. Молли. Подробно я ее разберу совсем скоро. Сейчас стоит отметить то, что она тоже би и как-то распалилась на том, что очень хорошо проводила время с фотографиями Рин. Да, в кои-то веке нашелся тот, кто любит Рин, а не наоборот. Но это пока что тайна. А вот и второй пляж. Рин решает не тянуть резину так же долго, как с Чикой, и, видимо, планирует сделать это своеобразной традицией. Быть отвергнутой на пляже. Но тут на пути встает Молли. В ходе игры в ДНД она очень некрасиво поступает и психует из-за Атохи, потому что ее очень огорчает, что Рин увязалась за рокершей. И прямо перед признанием Атохи Рин натыкается на подавленную Молли, которая поступает очень некрасиво во второй раз. Она практически набрасывается на Рин, что логично вызывает негативную реакцию. И в итоге она убегает признаваться Атохе. Но нет, мы пока не пойдем дальше. Я хочу подробнее остановиться на этом моменте. Итак, Молли. Нет никаких сомнений, что она поступила сначала плохо, а потом вообще ужасно. Это-то как раз понятно. Но реакция Рин на все это, мягко говоря, неоднозначна. Они ведь с Молли знали друг друга какое-то время и были друзьями. И было бы ноль претензий, будь на месте Рин кто угодно другой. Но нет, она-то как раз лучше, чем кто бы то ни было другой, знает, что сейчас испытывает Молли. Она буквально была на той же самой позиции и знает, какие страдания ждут таких эмоциональных людей, как она и Молли. И что она делает? Отмахивается от нее. Отмахивается, потому что ей неинтересно выходить в ее положение, потому что на горизонте маячит такая классная Атоха, с которой и так ничего не светит. Рин оставляет ее саму бороться с целым градом чувств. Более того, в случае с Рин, Чика сначала была в шоке и не могла особо ничего сказать. Но после признания она сама рвалась поговорить с Рин, пока та от нее бегала. И в итоге сама к ней пришла, чтобы поговорить и нормально решить вопрос об отношениях между ними. Потому что это логичный поступок со стороны друга. Но когда в той же ситуации оказывается Молли, Рин ничуть не спешит на разговор с ней. Получается ровно наоборот. Это самой Молли приходится идти к ней на разговор. Но из этого ничего не получается, потому что она находит Рин в очередном приступе рукореза. Да, потом они все-таки поговорят, но спустя нехилый такой промежуток времени. И в нем Рин прямо скажет, что понимает чувства Молли, и что они могут приводить к крайне импульсивным решениям. Но в то же самое время обвиняет ее в том, что Молли не принимала чувства Рин. Как же иногда хочется персонажам отвесить смачного чепалаха. И вообще говорит, что ты мне, конечно, друг, но давай-ка разойдемся, как в море корабли. У меня все есть и я счастлива, а ты нет и будешь только мозолить мне глаза. Что я хочу сказать? Ну, то есть,
помимо того, что Рин ужасный друг. Это и так понятно. Я хочу сказать, что вся эта ситуация очень хорошо добавляет штрихи в образ Рин, которые логично согласуются с тем, что мы видели раньше и что будем видеть потом. Как персонаж, Рин в очередной раз показывает себя с интересной стороны. А как человек, ну да. В общем, наверное, это самый разочаровывающий в ней момент. Тут прям ругаться на нее хочется. Ну да ладно. Все равно она сейчас пошла к Атохе, и жизнь ее сама накажет. Ожидаемо, Атоха ее отвергает. Блять, да ты охуел. Да. Мало того, что Рин сама разочаровывает, так еще и Атоха, тварь такая, соглашается попробовать. Попробовать, блин. В общем, мы получаем Рин на 7-м небе от счастья и целую лесбийскую пару. Весело. Хотя на самом деле в их отношениях не все так однозначно. Я дочь офицера, я это точно знаю. Атоха не хочет торопиться, а поэтому там не то что до всяких интимных штучек дело не доходит, там даже поцелуй — это целое событие. И хотя Рин, как выражается сам сенсей, целый кусок сдерживаемого сексуального разочарования, она все же принимает правила игры Атохи и во всем ей уступает. Вообще, они вполне открыто показывают, что в их отношениях Атоха именно в позиции своеобразного дегустатора, и ей пусть и нравится Рин, но явно не так же сильно, как она своей партнерше. И та бегает вокруг нее, сдувая пылинки и залезая под любой каблук, который Атоха наденет. Но так происходит не всегда. Первый их конфликт возникает на Рождество. Дело в том, что родители Атохи строгие люди, которые держат свою дочку в золотой клетке. Много чего запрещают и постоянно грозятся отнять у нее возможность заниматься любимым делом. Поэтому Атоха в этом плане крайне осторожна и старается во всем их слушаться. Ее позиция тут более чем понятна. Она не хочет лишний раз рисковать тем, что у нее не будет возможности заниматься музыкой. По сути, самое важное, чем живет Атоха. Плюсуем к этому то, что ее родители люди консервативных взглядов, и получаем то, что для них отношения Атохи остаются в секрете. Тем более то, что это отношения с другой девушкой. Рин об этом узнает и, мягко говоря, обижается, что девушка ее стыдится и держит в тайне. На мой взгляд, Рин тут снова поступает странно, но уже в отношении Атохи. 1-0. Да, потом они слезливо мирятся, и все у них хорошо. Пока не происходит новый конфликт, уже немного серьезнее. Но сначала немножечко контекста. Между двумя этими событиями сенсей проговаривает такую мысль, что они с Рин начали все больше отдаляться друг от друга, ведь она практически все свое время уделяет Атохе. Рин с этим соглашается и говорит, что не хочет, чтобы это происходило, ведь, несмотря на все, Рин любит сенсея. Как парня, как друга, кореша, учителя или все вместе, не совсем понятно, но это и не важно. Рин дает понять, что сенсей для нее очень и очень важен. Потом девушки устраивают конкурсы, где личности с разных этажей общежития противостоят друг другу в самых разных вещах. Так вот, Рин попала на конкурс «Кто лучше знает сенсея» против Ясу. Для понимания, Ясу – последняя переведенная ученица, и она мало общалась с сенсеем. Еще меньше было понятных разговоров, ибо она, мягко говоря, не от мира сего. А события уроков проходят в течение нескольких лет. Если сейчас у вас появилось несколько вполне обоснованных вопросов, не волнуйтесь, позже все объясню. И за это время Рин должна хорошо узнать сенсея. Однако Рин с треском проигрывает конкурс. Как вы думаете, как чересчур эмоциональная девочка-подросток отреагирует на это поражение?
Да, она очень сильно расстроится, ведь это в ее глазах только еще больше доказывает, что сенсей как будто бы постепенно уходит из ее жизни. И как вы думаете, насколько будет глупо со стороны другого близкого ей человека сказать, мол, да че ты, не расстраивайся, это просто тупой конкурс. Да, именно это Атоха и делает. И на этой почве разгорается новая ссора, которая увидит свой конец уже не так скоро, как первая. 1-1. И вот вы, наверное, задаетесь важным философским вопросом. Отвечаю. Через эти 3 события очень хорошо прослеживается сущность этих 2 девчонок. Рин – это целая совокупность черт типичной девочки-подростка, некоторые из которых доведены до крайностей. Она мила, красива и приветлива, эмоции так и хлещут, каждый диалог с ней она будто сияет. Но хранит в своей голове проблемы, вызванные непонятно чем и непонятно для чего. Она не просто эмоциональна, она импульсивна. Она слишком много любит, и не обязательно кого-то конкретно, да и это не важно. Она будто чувствует именно потребность любить кого-то. Отсюда и пошлые комментарии в адрес других девушек, привязанность к сенсею, любовь сначала к Чики, а потом сразу к Атохе. Но она не понимает эту сторону своих чувств, и от этого страдает, что не знает, чего хочет на самом деле. Эта неопределенность и, возможно, психические отклонения рождают сломанную Рин, когда на нее накатывает глубокая депрессия, а она даже не знает почему. Буквально, ведь второй раз происходит уже после начала отношений с Атохой, то есть когда она по идее должна быть на 7-м небе от счастья. И в том числе поэтому она так мечется между близкими людьми. Дополнительным штрихом является то, что Рин, несмотря на свою внешнюю доброту и отзывчивость, на самом деле довольно эгоистична, когда дело касается ее потребности любить. Идя к своей цели, она будто перестает замечать все остальное. Оттого она была такой с Молли, потому что она с ней дружит, но не любит ее. Рин рисует себя с не самой лучшей стороны. Она постоянно вытворяет всякую дичь, забавную и не очень, довольно долго бегает от нас, оказывается таким себе другом и в целом будто ее арка с Атохой затянута. Но этим персонаж и прекрасен. Да, к ней можно плохо относиться как к человеку, но как персонаж она, в отличие от своей соседки, постоянно творит всякий движ. Своими репликами она развлекает читателя, а действиями заставляет разгораться крупным срачем. Люди любят, ненавидят, но обсуждают. А это очень важно. Помимо того, что персонаж несет в себе идею, он не заставляет заскучать. Именно поэтому она является одним из лучших персонажей, по моему мнению. А теперь Атоха. Понимаете, в чем проблема? Это практически Футаба, за тем лишь исключением, что она участвует в интересных событиях. Участвует, но почти не имеет своих интересных. Как я уже говорил, Атоха – это нормис в нашем классе, и это я говорю скорее в негативном ключе. Она, безусловно, крутая девушка, но в уроках ей будто не место самой по себе. На фоне остальных она не просто серая ворона, она серая ворона посреди ворон зеленых, красных, синих, розовых, нежно-лавандовых и переливающихся всеми цветами радуги. Она банально скучна. Получается, что интересных событий с ней и кем-то еще в комбинации, но не она сама. При этом я назвать персонажа плохим не могу. Ее поведение с Рин, наоборот, очень даже интересно. Она неожиданно соглашается быть ее девушкой, но несколько раз показывает, что это для нее именно что своего рода проба. Не в ее интересах делать Рин счастливой или испытывать к ней настоящую любовь. Она это не сильно скрывает. И как раз таки конфликт после конкурса это хорошо показывает. Она не против потусить с Рин, но она не понимает ее и не хочет понимать. Оттого Атоха и в недоумении, почему реакция у Рин такая негативная. Да и вообще, чего это она так хорошо относится к сенсею, к этому стрёмному мужику? Не, база так-то.
Хотя вот тут забавно. Атоха часто показывает ревность, когда Рин шатается с сенсеем или Чикой. Иными словами, она хочет, чтобы все было как ей вздумается. А чувства остальных, они подождут. И в противовес Рин, Атоха в этом вообще-то последовательно и логично. И в этом к ней вопросов особо нет. Вот так и получается. Рин интересна, Атоха скучна, а их пара вполне себе неплоха. Тем, что хорошо раскрывает их обеих. Ну, вот тут уж точно разговор будет коротким. Обещаю. И дело не в том, что Молли какой-то не такой персонаж. Тут я не буду держать никакой интриги и сразу вывалю все карты на стол. Молли классный персонаж, но одновременно и проблемный. Чем классный? Это довольно яркий образ, который несет в себе и юмористическую цель, и гиковскую. Причем второе доведено до крайности. Она так называемый тюнебё. Молли настолько помешана на играх, аниме и в целом на развлекательной медиакультуре, что ведет себя довольно эксцентрично. Причем Селебус решил сделать ее помешанной не на выдуманной культуре, а на настоящей выдуманной культуре. То есть она без проблем может делать отсылки на Final Fantasy, Звездные войны, Dark Souls, Sailor Moon, одеть своих подруг в костюмы из Геншина и Старрейла, 10 реальных минут рекламировать тебе Raid Shadow Legends, втайне ублажать себя, играя в эротические новеллы, а по вечерам устраивать игры по ДНД. А еще она любит из ниоткуда появляться и делать виабу заметки, поясняя тебе за тот или иной феномен. Короче говоря, Молли это как Сол Гудман. Она не играет главную роль, но без нее игра многое потеряет. Она разбавляет этот винегрет из психотравм и просто откровенных чудил, являясь при этом самой чудилой. А чем проблемный? Тем, что Селебус, видимо, очень серьезно относится ко всем своим персонажам и хочет с каждым из них слепить какую-то историю. И это неплохо. Наоборот, похвально. Тут просто все упирается в реализацию. Я уже зацепил ее при разговоре о Рин. У Молли в какой-то момент появляется конфликт, который не оригинален уже даже в рамках самих уроков. Неразделенная любовь. Она тут почти повторяет путь Рин до первого пляжа включительно. А после него Молли что-то совсем понесло. Не достигнув своей цели с Рин, она решает переключить свое внимание на сенсея. Причем иногда делая это довольно-таки навязчиво. Молли была сама по себе довольно навязчивой, но не в этом плане. Ключевым тут моментом является праздник на Хэллоуин, где она решает напиться. И в этом не совсем сознательном состоянии заманивает сенсея в уединенное место, а потом отключается. Вашу мать! Что же может пойти не так? Конечно, что-то идет не так. Сенсей из-за своих проблем, до которых я дойду еще не скоро, решает воспользоваться ситуацией и... Да хрен его знает, что он делает. Читателю тут оставляет загадку, изнасиловал ли он Молли или просто спустил на нее. Это замечает ее подруга, Цунея, и чуть было не приканчивает сенсея прямо там, подумав про первое. А вот сама Молли говорит, что ничего такого не чувствует и больше склоняется ко второму. Но фишка в том, что Молли к этому моменту слегка отчаявшийся человек, и она была бы не особо против того, чтобы сенсей ее прям там и воспользовался. Вообще, с этого момента начинается какая-то клоунада, когда сенсей избегает Молли,
потому что ему внезапно стыдно, что он в теории мог совершить ужасное. Он и сам не знает, было или не было. А сама Молли, наоборот, бегает за ним, стараясь сблизиться. Короче, на мой взгляд, автор на ходу придумывает, что делать с Молли, и заводит ее куда-то совершенно не туда. Ей не сильно требовалась какая-то великая драма. Она вполне работала как комичный персонаж, делающий тонну отсылок. Тут только остается надеяться, что в дальнейшем это выльется во что-то действительно крутое. А пока Молли выглядит как ярко украшенная елка, на которую повесили прожектор, чтобы она еще была и функционально полезной. А жаль. Ну вот, Цунея, походу, будет рекордсменом по каратизне. И я не про рост, она наоборот очень даже большая. Просто для меня Цунея не особо далеко ушла от Футабы. За тем лишь исключением, что я допускаю, что это лично я ею не проникся по сугубо субъективным причинам. Она тоже появляется не сразу, а переводится к нам в класс в процессе истории. Впервые мы Цунею встречаем в лавке рамена, где она не юридически, но фактически является владельцем. И по традиции она очередная чудила. И это заметно сразу. Но не по своей вине. Судя по ее истории, отец почти никогда не выпускал ее в мир людей. И только когда ему не позволило здоровье, ей пришлось взять лавку на себя. Это вылилось в то, что Цунея имеет малые социальные навыки, а все ее интересы заканчиваются на лапше. И вот, неплохая такая затравочка на очередную сломанную девчонку. Да вот только дело в том, что эта ее особенность в 90% случаев используется только для юмора. Да, он иногда неплох, но даже с точки зрения юмора я не могу ее как-то выделить. А про какое-то развитие и подавно. Потому что кроме одного сюжетного момента, с ней связана только одна интрига. Несколько раз за прохождение в лавке вырубается электричество, и она уходит проверять своего больного отца наверху. Почему это интрига? Это очень хороший вопрос. Просто в этих моментах нагоняет такой саспенс, что не может быть так просто. Но пока это именно что вот так просто. По приколу. Вообще, этот персонаж один большой прикол, который я не понимаю и не сильно хочу понимать. Она ни в своих событиях не вызывает интереса, ни в совместных. Такие дела. Юточка. Местная обаяшка, с одной стороны. С другой, хитрая лиса, которая выкачает из тебя все деньги, а ты не против. Своим поведением Юта чем-то похожа на Рин. Стиль общения такой же яркий, только она лучше контролирует свой язык. И поэтому, если она и говорит что-то неловкое или неприличное, она это говорит нарочно. При разговоре с сенсеем она прям закидывает его опасным флиртом. И при этом не дается сенсею так просто. Она так общается, потому что это ее работа. Работа в качестве сотрудницы мейд-кафе. И тут вся суть в том, что она должна общаться гипермило и одновременно вызывающе, чтобы выкачивать из кармана все деньги и... О, подожди, а сенсей-то реально не против. То есть он вполне осознанно приходит туда за тем, чтобы милая девушка разводила его на деньги. Это забавно. В общем, да. Еще одна яркая звездочка в классе.
звездочка, которая переносит свой рабочий флирт в обычную жизнь. И у тебя может создаться впечатление, что плюс-минус в стандартном хентайном ключе отношения и будут с ней развиваться. А может и не создастся, ибо к этому моменту несколько десятков часов уже точно пройдет, и ты будешь ожидать подвоха везде, где только можно. И да, он тут тоже есть. Каждый раз, когда у нее создается ощущение, что разговор из-за ее флирта начинает заходить на опасно близкую к интиму дистанцию, она тут же сводит его к тому, что, чтобы идти на такие смелые шаги, ей нужно разрешение родителей. И это как бы наполовину заворачивается в шутку, но вполне очевидно, что в этом есть своя доля правды. Она включает режим защиты и, наоборот, слегка отталкивает сенсея. То есть тебе дает понять, что пусть Юта и живет практически сама по себе, но за ней есть некий контроль, одним из проявлений которого является ее крайне ограниченный в возможностях телефон. Но про него попозже. Сейчас вот что важно. Когда Юта раскрывается сенсею, она рассказывает то, что полностью объясняет и контроль, и поведение. В далеком прошлом, когда Юта была еще совсем глупенькой и наивной, она очень хотела чужого положительного внимания по поводу ее внешности. И чтобы это внимание получить, она делала фотографии определенного характера и показывала их неизвестным парням. Неясно скольки, но как минимум один из них опустился до полноценного сталкерства. Не только в сети, но и в жизни. Юте повезло. У нее был старший заботливый брат, который защитил ее от этого ублюдка. Но и не повезло одновременно, потому что брат с защитой переборщил и попал в тюрьму. С тех пор близко к ней, конечно, никто не подбирался, но в сети регулярно находился очередной сталкер, напоминающий ей о своей ошибке, и поэтому ей приходилось часто менять адреса и номера телефона, а то и вовсе его ограничить, чтобы на него не могли приходить фотографии или сообщения от неизвестных людей. Тут вот что интересно. Ее подруга Ио постоянно поддерживает Юту в этом вопросе. Старший брат, с которым она поддерживает связь, ни капли не жалеет о том, что сделал. Сенсей, когда слышит эту историю, не отгораживается от нее. Но сама Юта не может себя принять и простить. И когда начинаешь анализировать ее поведение с сенсеем, все становится предельно понятно. Он ей, естественно, нравится, но у Юты есть крайне болезненный опыт совершения ошибок по глупости, поэтому она никого не подпускает к себе слишком близко, кроме родных и Ио. Она боится, что снова поддавшись своим желаниям, это станет очередным ее провалом, который дорого обойдется. Конечно, ее арка еще не закончена, но очевидно, что она строится на примирении с самим собой. Ты можешь и, скорее всего, будешь в своей жизни совершать кучу ошибок. Главное то, чтобы не закопать самого себя, найти силы и смелость идти дальше. Саму Юту я оцениваю довольно-таки среднюю. Но вот это очень хорошая мораль, которая в моих глазах сильно вытягивает ее и за ней становится интересно следить. Опять же, скорее всего, итог ее арки в целом довольно очевиден. Но автор, в отличие от Чики, решает не тянуть исключительно посылом, а закидывает всякие интересные крючки. Например, то, что сенсей в какой-то момент получает одну из тех самых фотографий Юты от неизвестного человека. Кто это? Загадка. Хотя одно предположение, конечно, есть, но о нем немного попозже. Короче, топ-вайфу. Дайте 2. В сырном. Ио. Знаете, я почти про каждую девушку говорю, что она выделяется на фоне остальных. Или не говорю, но намекаю. Даже Атоха выделяется тем, что она не выделяется, а Футаба выделяется своей унылостью. Но Ио... Да, и никогда такого не было, и вот опять. Ио тоже выделяется.
тем, что, по крайней мере, на фоне предыдущих девочек, Чики, Юми, Рин, Атохи, Моли и Юты, Ю — это олицетворение спокойствия. Насколько это возможно в такой игре? Она сама, да и события с ней спокойные, где-то даже умиротворяющие и не лишенные немалой доли милоты. Когда проводишь с ней время, создается ощущение, что ты читаешь не аморальную порнуху, а вполне себе обычную романтическую новеллу. Да и вы только послушайте эту музыку. Ну, во-первых, да, это не тема Ио, потому что авторские права. Это тема другого персонажа, а точнее места. Но они обе подходят. А во-вторых, куда же без подвоха? Ну конечно. Хотя, признаюсь, это я немного слукавил, точнее, недорассказал. Вторая ее сторона заключается в антисоциальности. Причем не такой милой и безобидной, как у Саны, а наоборот, очень даже проблемной. Ио ненавидит практически все, и в особенности людей. В еще большей особенности других девушек. Это, конечно, не касается сенсея. С ним она очень хорошо общается. Но даже тут ее антисоциальность прям выпирает, потому что саму себя она ненавидит лишь в чуть меньшей степени, чем других. То есть ее обычное событие выглядит как-то так. Пока она с сенсеем, то они проводят свое время тихо, мирно. Ио не скрывает своей заинтересованности в нем, навязчиво делится своими увлечениями, по типу создания всяких вещей из дерева. В общем, ведет себя как самая обычная, очень милая девушка. Но в то же время никогда не упускает шанса упомянуть, насколько она никчемна и глупа. Или в своей уверенности, что сенсей только притворяется, что она его не бесит и не раздражает. А вот когда рядом оказывается другая девушка, наружу вылезает токсичность, и она действительно становится бесячей и раздражающей. И вот хочется узнать, почему Ио такая противоречивая. Что с Ио такого случилось, что ненавидит и себя, и других. Но тут придется потерпеть, потому что сама Ио вообще не хочет об этом разговаривать. Известно только то, что она, помимо школьного общежития, живет и работает в бане своей тети, которая ее приютила. Других родных либо нет, либо не поддерживают с ними связь. Но есть несколько наводящих намеков на ее темное прошлое. Одним из самых ярких которых является, внезапно, Юта. Как ни парадоксально, но при всей своей нелюбви к женскому полу, Юта, самая девчачья девочка из всех, самый близкий ей человек. Они знакомы очень давно и по-настоящему дорожат друг другом. Так вот, Ио как-то раз проговаривает, что очень ею восхищается, потому что, несмотря на то, что Юта попала в очень хреновую ситуацию и до сих пор себя за это винит, она смогла вырваться из ловушки самоуничижения и социализироваться. То, чего Ио сделать не смогла. И раз она сравнивает их ситуации, это намекает на в чем-то похожий ужасный опыт. А еще, помните, я недавно сказал, когда проводишь с ней время, создается ощущение, что ты читаешь не аморальную порнуху, а вполне себе обычную романтическую новеллу. Это ощущение создается еще и тем, что с Ио нет вообще никакого сексуального контента. Это не раз становится их сенсеем темой для разговора, где Ио прямо говорит, что не хочет этого. Не то, что она боится, нервничает или просто слишком правильная. Ей противна сама мысль об этом. Настолько, что, будучи крайне ревнивой, когда дело касается сенсея и других девушек, она предпочтет вариант, при котором в отношениях с сенсеем будет и Ио, и Юта, где первая может дать только платоническую любовь, и весь физический контакт ограничен максимум до обнимашек и поцелуев. А свою сексуальную энергию он сможет высвобождать со второй, у которой ее тоже немало. Сенсей и Юта тоже были в шоке, когда услышали это. И это второй яркий намек на ее травму.
Предположения делайте сами, но вариантов тут не так много. Сижу я тут, размусоливаю, уже прочитав половину 4 главы, где Иов прямо об этом сказала. Типа я умный. Если говорить в общем, то Ио... Я не знаю. Это если и не самый, то точно один из самых противоречивых персонажей уроков. С одной стороны, события с ней одни из самых милых. Чего только стоит тот момент, где они играли в классику ПК 1999 года Roller Coaster Tycoon, или ее подарок своими руками. Они спокойны, иногда забавны, не портятся никакой развратной активностью. Но она сама к себе относится как к мусору, к другим относится так же. Почему? Не говорит. Ее сюжетка долгое время стоит на месте и как-то слишком много акцента делается на то, что она не такая, как все. Все девочки как девочки, а она ни-ни. Только молоток, пила, бейсбол и старые игры. А, да, еще она активно сидит на множестве всяких разных таблеток, чтобы не сойти с ума и хоть как-то нормально функционировать. Но мне уже лень переписывать сценарий и искать удобное место, где это можно логично вставить. Ибо даже говорить о Ио сложно. Вроде есть что сказать, персонаж не безинтересный. Но вот как это сделать? Задача непростая. Без 4 главы персонаж какой-то не такой, а появляется она во 2, и наблюдение за ней в таком темпе более 100 часов может утомить. Короче, пусть она пока посидит в коробочке и подождет, а мы пойдем дальше. Дегенерат, ебучий, дебил, ёбаная сука, блядь. Засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда. Это сам трах. Ты ебаный, каноничный, ебаный проклятый. Иди, идиот. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гадкий. Иди сюда, ты говно, жопа. 2 недели беспрерывный понос, блядь. Жди нахуй. Или же просто Надока Нагасава. Как несложно догадаться, девушка с... не самой кристальной чистой репутацией. Хотя поначалу она кажется очень даже классной. Если раньше главным мозгом в классе считалась Макото, то с приходом Надоки этот титул со свистом слетает с макушки первой и переходит ко второй. Макото позиционируется как просто умная, а Надока – настоящий гений, у которой в своей возрастной категории даже близко нет конкурентов в этом плане. Она знает кучу люто специфических фактов и хорошо разбирается в литературе, да и сама пишет, и даже имеет немалое количество поклонников. Хотя своим характером она завлекает людей чуть меньше, чем талантами. Начнем с того, что Надока чуть ли не главная извращенка школы. На этом закончу. Не, шучу конечно, но просто это довольно большая часть ее образа. Она вообще не стесняется заявлять любому человеку, какой он сексуальный, и что была бы не против заняться с ним сексом. Это касается и учениц, и сенсея, и других учителей. Часто отпускает шутки на эту тему и вообще своим видом показывает, что эта тема ей очень интересна. И сенсею она себя навяжет, правда далеко не сразу. Да и просто обратите внимание на этот взгляд. Не знаю, как лично у тебя, зритель, но меня он слегка напрягает. Она смотрит так, будто хочет меня поиметь и съесть, и еще неизвестно в каком порядке. Подобные взгляды есть, конечно, у всех, но у Надоки он просто постоянно. Так и хочется сказать: Сделай лицо попроще. во, другое дело. Но это так, не самая важная деталь. Более показательным является ее отношение к другим людям. Нет, оно неплохое, просто чем дольше читаешь ее реплики, тем больше начинает казаться, что и жизнь она воспринимает несколько иначе.
Об этом не говорится напрямую, по крайней мере я такого не помню. Но у меня складывается ощущение, что у нее несколько размытые понятия искусства и реальной жизни. Будто все остальные люди не совсем люди, а персонажи ее романа, только написанные без ее участия. Персонажи, чьи загадки интересно разгадывать, с которыми можно вести себя как угодно, играть с ними, манипулировать. Эдакий комплекс творца. В пользу этого говорит ее безумная грань. Редкие моменты, когда она слегка сходит с ума в творческом порыве. Тут ее понятия еще сильнее размываются. Тем не менее, она вполне осознает эту свою черту и добровольно поддается ей. К тому же она несколько... Ну все, хорош душнить. Самое время перейти к конфликтам, к драме. Их есть у меня. Немного, но они определенно запоминающиеся. Контекст. Надока дружит с Футабой. Причем не просто дружит, она прям супер хорошо к ней относится. Это и удивительно, и одновременно нет. Потому что с одной стороны, обе девушки увлекаются литературой, а с другой... Блин, где Надока, а где Футаба? Правильно, первая в классе, а вторая в центре галактики, но не суть. А теперь вспоминаем, что Футаба подвергается издевательствам от Юми. Да, Надока, конечно, ни разу за игру не отличилась какими-то особенными физическими данными, но, опять же, видимо, ее мировоззрение и взгляд на всех свысока позволяет ей не бояться противостоять Дитя улиц и Якудзы. Первая их стычка прошла под калибером через тонкую броню на вылет, то есть почти незаметно. Надока из-за недопонимания помешала извинению от Юми, одному из первых ее шагов на путь исправления. Но Футаба тут проявила инициативу и доброту к своему обидчику, из-за чего извинение так и произошло, и конфликт этих двух девушек затух. А вот вторая стычка влетела 40-килограммовым фугасом в боекомплект, то есть имела катастрофические последствия для отношений Надоки и Юми. И, скорее всего, для твоего восприятия персонажа. Надока путем некоторых манипуляций сталкивает ничего не подозревающих сенсея и голую Юми. Он предлагает поделиться с ней своей одеждой, потом Надока фотографирует раздевающегося мужика и голого подростка. Фотография, конечно, красноречивая, пусть и обманчивая. Под угрозой отправить компромат Чике, Надока предлагает ее удалить за выполнение одного из двух действий. Естественно, сексуального характера, поэтому пропустим и перейдем к итогам. Юми сделала что надо, фотка удалена, отношения накалились, Юми убежала, напоследок кинув угрозу Надоке. Навалил сухих фактов, а теперь разбираемся. В этом событии Надока впервые настолько сильно проявляет свою сторону манипулятора и откровенной твари. Мотив ее предельно ясен. Все из-за прошлых выходок Юми в отношении Футабы. И можно было бы этот поступок понять, будь выстроена хронология следующим образом. Юми издевается над Футабой, Надока наносит ей серьезное унижение, Юми в полной мере осознает, как себя чувствовала Футаба и извиняется перед ней. Тогда это можно было бы назвать защитой, и несмотря на то, что поступок все равно мерзкий, ему можно найти рациональное оправдание. Но Селебус ведь не зря построил хронологию иным образом. Юми с подачи сенсея и Чики сама сделала шаг вперед, а уже потом Надока совершила свою месть. Именно так этот поступок и может трактовать, да и она сама об этом говорит. Она не защищала Футабу, потому что защищать уже не от кого. Она ни во что не ставит чувства других людей, которые ей безразличны, а это практически все. Поэтому творец Надока решила в свое удовольствие поиграть на этих самых чувствах. Не только Юми, но и Чики, которая ни ей, ни Футабе уж точно ничего не сделала. Жестокость ради жестокости. Что будет,
Если крайне унизительно поиздеваться над эмоциональной, уличной хулиганкой, которая не побоится пустить кулаки в ход и при этом не оставить никакого сдерживающего ее фактора для защиты, загадка от Джака Фреско. На размышление дается... Конечно же, никто не знает, почему Юми на глазах у всех избила Надоку. И получается, что хитрый манипулятор дважды нагадил хулиганке, заплатив целостностью своего хлебальника. Все считают Юми сумасшедшей и на время отстраняют ее от обучения. Но это не единичный случай, когда Надока поступает... спорно. В дальнейшем совершенно внезапно выясняется, что одна из ее книжек написана по мотивам их с классом школьной жизни с сенсеем, а точнее чуть ли не полностью с нее списана. В том числе все сомнительные контакты учителя с ученицами. До какого момента там все описано, неясно, но примечательно то, что из всех, кто узнал об этом, больше всех в шоках была Футаба. Настолько, что их дружба дала огромную трещину. Футаба крайне возмущена тем, что Надока описывает то, что описывать нежелательно, просто слегка исковеркав имена героев, наплевав на личную жизнь этих людей. А Надока искренне не понимает, почему Футаба так реагирует. И это очень важный момент. Надока показывается как крайне умный человек с задатками манипулятора. Она очень хорошо видит логическую цепочку дальнейших событий и поступков героев, исходя из характеров и общего контекста. Будто читает их, извините за каламбур, как открытую книгу, как персонажей произведения. Но порой Надока забывает, что люди – нечто большее, и она не проникается их чувствами. Видит логику действий, но не понимает внутренний мир. Точнее, не хочет понимать. Она-то быстро разберется, будь у нее желание. Именно поэтому в случае с Юми хронология была выстроена таким образом. Селебус хотел показать ее не как защитника своих интересов, а чуть ли не антагонистом в рамках своего класса, чтобы у тебя были вполне понятные причины ненавидеть ее. И это на самом деле очень крутое решение. Ведь, чтобы набор персонажей был неоднородным, надо не только делать их всех разными, но и толкать читателя к разному отношению к каждой из них. И я говорю не про болтыхание в районе середины, а про крайности, где один вызывает у тебя чувство восторга, а другой желание оказаться на месте Юми в тот момент. Это банально интересно. Надока создает интересные конфликты, причем конфликты разные, с разными людьми, но исходящими из одного своего заскока. Еще интереснее то, что будучи главной мразью класса, она ближе всех к сенсею. И нет, не в плане, что она его тоже внезапно любит. Истинные чувства Надоки по этому поводу сложно описать, но это точно не любовь. Он для нее, помимо сексуального аттракциона, загадка. Надока хорошо видит его мотивы и разделяет интересы сомнительной морали, поэтому она хочет докопаться до его сути. Подводя итог, хочется сказать, что Надока, конечно, Мудила гороховая! но в хорошем смысле плохой персонаж. Да, хрень сморозил. Ну и что ты мне сделаешь? Я по ту сторону монитора. Честно признаюсь, это вторая версия сценария конкретно этого куска видео. Дело в том, что я тут изначально написал о том, что мне не нравится Тоука, и долго распинался, какая она на самом деле классная, но просто мне не понравилась.
То есть я просто вывалил свои общие мысли после прохождения, которое на момент написания этого сценария было уже несколько месяцев назад. Да и я тогда не сильно много обращал на нее внимание. Но это был своего рода черновик, чтобы потом не забыть свои мысли. После чего я пошел перепроходить некоторые события с ней, дабы четче сформулировать свою позицию. И все свелось к тому, что я переобулся в воздухе и снес к чертям старую версию сценария, и теперь буду говорить, какая толка классная с немного меньшим количеством «но». Но они все же будут. Чтобы лучше понять мое двоякое к ней отношение, стоит начать с простого. Как вы уже могли заметить, у всех предыдущих персонажей есть какая-то идея, и в деталях каждая из них уникальна. Но вот в своей основе многие из них исходят из одного – проблемы социализации. У Саны это застенчивость и неуверенность, у Футабы низкая самооценка, у Юми полное отсутствие должного воспитания и слишком большая концентрация диких улиц, у Цунеи изолированность, а Ио и так далее. И вот сюрприз, следующие две девушки-соседки тоже присоединяются к этой группе. Просто представьте себе ситуацию. Вы учитесь в самой обычной школе в довольно среднем таком городе. И в какой-то момент к вам в класс зачисляется ученик из семьи Ротшильдов. Вот это примерно Тоука и ее семейка. Семья Цукиока на данный момент является самой богатой и влиятельной семьей в городе, для членов которых вполне нормально иметь персонал в 100-другую человек, по 3 дома на каждого и дарить 10-летней дочке личный вертолет с ее именем. Мать Тоуки, Цубаса, обратила внимание на сенсея и посчитала, что такой необычный человек в такой совершенно обычной обстановке поможет дочери набраться уникального, полезного жизненного опыта. И да, Тоука врывается в игру именно с позиции богачки, оказавшейся среди людей. Слава богу, что Нет. Обычных. Среди обычных людей. Блять. Обычных. По Фрейду. Слава богу, что Селебус не стала прокатывать ее по другим клише таких сюжетов. Она, конечно, избалованная аристократка, что прекрасно видно по ее первой реакции на сенсея, но несмотря на скепсис, она на самом деле старается вжиться в новое общество, чьи порядки ей незнакомы и иногда даже дикие. И чтобы еще больше подлить интереса в ситуацию, ей в соседки дают Ясу. Если вы не уловили тонкости всей иронии, в чем, наверное, может быть виноват я сам, то вот на пальцах. Девушки, пытающиеся социализироваться в новом обществе, что дается ей нелегко, под бок дают самого антисоциального персонажа во всей игре. Ясу настолько странная, что часто пугает людей, хотя она сама по себе беззащитна и хрупка настолько, насколько это вообще возможно. И вот Тоуки приходится не только пытаться ужиться в совершенно новых правилах игры, но и стараться наладить с ней контакт. Ясу — это маленький, беленький пиздец, который для Тоуки сравним со вступительным экзаменом по квантовой механике для человека, только окончившего 9 класс. Дуэт в самом деле получается интересный, особенно в сочетании с отношением сенсея к ней. Изначально он для нее дерзкий, но опытный учитель. Но довольно быстро сенсей сжигает всю формальность и откровенности бьется над ней. Не со зла, а потому что это забавно и она позволяет легко это делать. Он с самого начала прямо дает понять, что к ней не будет никакого особого отношения из-за ее статуса, и подтверждает это делом, постоянно опуская ее с пьедестала. То скажет, что автомат выдает еду только после заклинания, то отправит искать кондуктора в вагоне метро, или же просто коверкает ее имя. Цукика, Таору, Тамока, Тошика, Томас Шелби. В общем, Тоукой он ее зовет только в серьезные моменты. Сколько бы она ни возмущалась,
Но, похоже, это действительно работает. Что смешно, потому что мы-то знаем, что у сенсея прям такой серьезной цели научить Тоуку жизни нет. Потом она рассказывает больше про свою семью, и ты понимаешь, что ей, конечно, повезло родиться в богатой семье Цукиока. Но в то же время не повезло родиться не того пола. То есть Тоука богачка, и поэтому испытывает проблемы с обычными людьми. Но не с теми параметрами, которые нужны. И поэтому испытывает проблемы личного характера из-за традиций семьи, которые хотели бы наследника, а не наследницу. Ее богатство и наивность чаще играют роль комедии в диалогах, но сама она вообще не про это. На самом деле цель ее персонажа влиться в класс довольно быстро сменяется на другую, на связь с Ясу. И, конечно, с сенсеем, но это само собой разумеющееся. Она не просто становится ее первой подругой, Тоука начинает больше раскрываться как опекун. Что вообще-то охренеть как логично, потому что ей приходится всегда присматривать за Ясу, учить ее тем нормальным вещам, которые она сама знает, и банально защищать Ясу. Быть для нее матерью. Необычненько, согласись. Особенно если в 17-й раз вспомнишь, что это за игра. О, я, кажется, недавно назвал ее наивной, и у тебя могло сложиться впечатление, что она слегка глуповата. Я развею этот миф, который сам уже и создал. Цубаса логично предоставила своей дочери хорошее образование и поделилась своим опытом жизни. И все это делает Тоуку одной из самых умных девушек в классе. Не по количеству знаний. Это как раз таки не главный показатель ума. Точнее, не только это. Тоука также не питает иллюзий насчет сенсея, и из дерзкого учителя он в ее глазах становится больше похож на настоящего, не совсем компетентного учителя-извращенца, но удивительно хорошего друга. А еще такого сексуального. Да, это все еще хентай-игра. Разработчик не поменял внезапно жанр, пока шел видос. Здрасте. Она, конечно, не Надока, но довольно близка к Макото. Может, даже на одном уровне. Короче, как минимум топ-3, если не считать глупой симпатии к сенсею, что мне кажется справедливым. И вот, после этого, я уже могу со всей уверенностью сказать. Скажу честно. Мне не нравится Тоука. Ну то есть, не пойми меня неправильно. В ней есть почти все, что нужно хорошему персонажу. Смысл? Есть. Приятный характер? Есть. Интересные диалоги? Есть. Прикольные события? Не прям много, но есть. Развитие? Есть. Сиськи? Еще как есть. Но это удивительно хорошая комбинация, которая просто не находит во мне отклика. Я действительно получил немало удовольствия, заново перепроходя ее события. И все же на фоне остального это не то, что я мог бы выделить. Хорошо, но приторно. Это чистая субъективщина, и я еще вначале сказал о том, что объективностью здесь не будет и пахнуть. Так что я могу смело сказать, что Тоука хорошая, прекрасная, смешная, умная, с запахом авокадо, но скучная. И буду таков. Блять, то есть я зря переписывал сценарий. А вот Цубаса — это совсем другой разговор. Несмотря на то, что ей уделяется внимание примерно в 50 раз меньше, чем Тоуки, мне мать видится примерно в 50 раз интереснее, чем дочь. А дело тут в контрастах, параллелях и линиях с другими персонажами.
Если Тоука выше по статусу, но ниже по возрасту и зрелости, и поэтому восприятие ее персонажа не слишком далеко уходит от остальных учениц, то Цубаса практически во всем выше сенсея. Она богата, влиятельна, взрослее и умна. Очень умна. На самом деле, когда я недавно говорил про 3 самых умных девочек, я некрасиво соврал, ведь в эту троицу определенно выходит Цубаса, если вообще не возглавляет ее, потому что она имеет в своем арсенале и рассудительность Макото, и манипулятивность Надоки, и возможности Тоуки, точнее даже выше. Сам Селебус на секунду проводит параллель между ней и Надокой, но у них есть кардинальные различия. И та, и другая используют людей в своих интересах, не гнушаясь выбирать самых близких. В случае Надоки это Футаба, а в случае Цубасы 4 ее дочери. Но если Надока слегка поехал кукухой и делает это ради своей извращенной выгоды, то Цубаса, порой используя не менее рисковые методы, старается ради их же блага. Самое очевидное здесь — это Тоука. Тут такое дело. Ее мать познакомилась с сенсеем в таких обстоятельствах, при которых тут же узнала о том, что у сенсея есть заскок на переспании со своими ученицами. И она сделала, наверное, самую контринтуитивную вещь во вселенной. Вместо того, чтобы сдать его полиции, она отправляет Тоуку учиться у него. Зачем? Ответ она дает довольно быстро. Красивой и слегка заезженной аналогией. О том, что она потратила целую кучу средств и времени, чтобы научить Тоуку плавать. Но это не дало никакого эффекта. Помог старый дедовский сброс в воду, где ей пришлось научиться, чтобы выжить. И тут она применяет такую же логику. Дает ровно противоположное тому, что Тоуке нужно, чтобы пройти последний этап взросления. То есть она буквально бросает дочь в лапы сенсея, вполне себе допуская, что они рано или поздно окажутся в одной постели. И при этом она достаточно осторожна и часто ошивается где-то рядом, физически или эмоционально, чтобы контролировать процесс. Она намеренно общается с сенсеем так, чтобы у него всплывали опасения за свою жизнь, что Цубаса может в любой момент его закопать в лесу и скрыть это, но в то же самое время уверяет его, что не хочет этого, что они на равных. Может, она действительно так считает. Но это не мешает ей видеть в сенсее удобный инструмент, с помощью которого можно неочевидным способом положительно повлиять на своих 4 дочерей. И говоря 4, я имею в виду 2 плюс еще 2. Вот видите, для чего нужна математика. Дело в том, что то самое знакомство произошло вместе с Чикой, с которой у нее произошел личный и проникновенный разговор. И ее настолько тронуло положение Чики, что она начала занимать в ее жизни околоматеринскую роль. Тут происходит интересная связь самого богатого и самого бедственного персонажей. И положение Чики, кстати, только лучше показывает то, чего хочет Цубаса. Потому что она человек, оказавшаяся в полном дерьме, но сумевшая настолько исказить реальность, добавить больше красок в мир, чем есть, что она прогнула ее под себя, выжила и вернула 3 жизни в настолько нормальное русло, насколько вообще в ее силах. Так Цубаса и подходит к воспитанию. Гори или превозмогай. И тут встает очевидный ход действий. Чика сильна духом, но бедна, а Цубаса богата, и ей ничего не стоит обеспечить свою новую дочь лучшей жизнью. Достаток средств, хорошее жилье, лучшая медицина. Но Цубаса снова врубает свой мозг и анализирует. Чика не сможет принять это в лоб, потому что их дом – одно из последних воспоминаний о матери, потому что Чика слишком привыкла полагаться только на саму себя, потому что, приняв эту помощь, она расписывается в своей невозможности и дальше справляться. Да, это глупое суждение, но Цубаса прекрасно понимает его природу. И все же, она слишком властна, поэтому позволяет себе самой решить, что для Чики лучше, и делает выбор за нее. Но, чтобы не ломать волевую сторону Чики, она хочет провернуть очень хитрую манипуляцию,
с помощью сенсея заставить ту думать, что она сама нашла решение и пришла к тому, чтобы переехать в новое, гораздо более безопасное жилье из фонда Цукиока, которое как раз ей по карманам. А на самом деле она специально сдается за гораздо более низкую цену, чем должно. И в этом разительное отличие от Надоки, из-за которого я готов поставить Цубасу выше. Надока, решая за других, использует манипуляции только ради своих хотелок, ради своего чувства прекрасного, и ей плевать, сколько чувств других людей она заденет. Цубаса же решает за других, стараясь сделать их сильнее, обезопасить их, и не показывает этого напрямую, управляя всем из тени. Я, конечно, не говорю, что все ее действия правильные. Иногда ее методы тоже вызывают очень большой скепсис и желание лишить ту родительских прав. Но ее намерение, суждение, подача — это все добавляет какое-никакое уважение и, самое главное, интерес. С Тоукой такого не произошло. Хотя, казалось бы. Не, у меня, конечно, немного остается ощущение, что это со мной что-то не так, раз мне не понравилась Тоука. Хотя, казалось бы, есть немало фактов для обратного. Типа я чё, быдло, которое не выкупила? Но вот в случае с Ясу такого ощущения нет совсем. Мне вообще кажется, что отсутствие большой симпатии к Ясу — это чуть ли не самое легитимное чувство, которое можно испытывать во всей игре. Нет, она неплохой персонаж. Нет, она не хуже Юми или Надоки как человек. Просто она маленькая, невинная, тихая, с дрожащим голосом, религиозный фанатик, о которой вообще нет никакой информации, изгой, пришедший из ниоткуда и постоянно говорящая проповедями, пытающийся обратить остальных людей в свою веру во имя Бога, которого она одна знает, и что самое странное, ее религия походу имеет реальное обоснование, потому что она нередко ведет себя как обезумевшая и пару раз предсказывала будущее. А еще она любит чаечек. Так, к слову. То есть, как бы тебе ни были далеки переживания предыдущих девушек, их будет в 1000 раз легче понять, чем Ясу. Да, их в любом случае будет легче понять, чем Ясу, потому что большинство ее диалогов просто переполнены всякой религиозной фигней. Она слишком часто говорит обо всей этой дичи, и иногда даже сложно понять, это что-то осмысленное или автор просто забыл принять таблетки, пока писал это. Это вот как те моменты, о которых я говорил ранее, когда на тебя льется какой-то философский поток мыслей, которые тебя просто топят, но сконцентрированный в одном персонаже. То есть, ладно, если она не приземленная, как все остальные, но ее при этом не очень приятно читать, из-за чего сложно, но не невозможно, хотя бы начать вырабатывать к ней симпатию и интерес. Как выразился один человек, это персонаж-прикол, просто довольно специфичный. Не для всех. Не для меня в том числе. И да, поначалу кажется, что она просто шизанутая. Но по ходу игры становится ясно, что ее вера имеет какую-никакую силу, и может быть ее бог даже реален. Пока что без деталей. Но что самое забавное, она действительно оказывается медицински шизанутой. Просто одно другому не мешает. Интересные моменты у нее, конечно, есть, и во многом они произрастают из ее комбинации с Тоукой. Правда, в первую очередь это добавляет плюсики для самой Тоуки. Да. Не, это, конечно, не Футаба. Даже Ясу чаще веселит. С ней выходит неплохой юмор. Да и взгляд у нее прикольный иногда бывает. В 1000 раз более жуткий, чем у Надоки, но она не ходит с ним 24/7, а поэтому ощущается в те же 1000 раз лучше. Но, пытаясь вспомнить интересные события с ней, у меня в голове возникает разве что парочка. Вот, например, событие «Белый цвет». Оно
на самом деле одно из самых охрененных во всей игре. Нет, сейчас без иронии. Во-первых, самая яркая, в ней играет уникальная песня от лица самой Ясу. Я уже как-то раз упоминал ее. Во-вторых, в ней есть Тоука, которая озвучивает неплохую интерпретацию сущности Ясу. Она почти все время просто супер странная и неадекватная. Но именно в этом событии она показывается человечнее, чем когда-либо. Поет она не просто так. В этот момент происходит рождественская вечеринка со всем классом. И так получилось, что девушки увлеклись караоке. Потом все разошлись по своим делам. Но в скором времени сенсей заходит в ту комнату, где остались только Тоука и Ясу, которую заворожило данное развлечение. Она тоже захотела попробовать, но она ни у кого не просила уступить ей очередь. Вместо этого она подождала, пока все уйдут, чтобы в тишине спеть песенку. Почему она так сделала? Тоука объясняет, что это из-за ее взгляда на саму себя. Ясу – единственная последовательница своей религии и логично считает, что только она просветленная, но в то же время она сравнивает саму себя с тараканом. На фоне остальных, непросветленных, она видит себя ниже их во многих смыслах. Зачем такому жалкому существу что-то просить у таких интересных личностей? Ведь можно просто подождать, пока все уйдут, и тихонько проникнуться этим причудливым развлечением. Боже, да одно это событие очеловечивает Ясу в миллион раз сильнее, чем все остальные вместе взятые. Даже тот момент, где через ее воспоминания нам показывают, как мать Ясу обращается к хрен знает какому по счету врачу, и все они ставят один и тот же диагноз, но никто не может помочь. До конца непонятно, но, судя по всему, родители от нее отказались. Но именно белый цвет чуть ли не единственный момент в игре, где ты не только понимаешь ее настоящую, но и проникаешься этим, потому что сцена поставлена великолепно. Рождество. Света от ламп нет, только тусклое свечение монитора, проникновенный диалог с Тоукой. И самое главное, девушка, белоснежная как ангел, со слезами на глазах, своим тихим, дрожащим голоском поет какую-то песенку из караоке, чтобы стать ближе к остальным девушкам. Честно, я не очень люблю всю эту японщину, а песня естественно на японском. Но комбинация всех этих мелких факторов делает сцену максимально живой и чувственной. И не возникает никаких сомнений, что этот дрожащий голос принадлежит именно Ясу, хотя песня взята из интернета и не имеет к урокам никакого отношения. Вот тут я готов встать и похлопать. Я не буду скрывать, что какой-то позитивный отклик Ясу у меня вызывает. И он почти на 99% связан именно с этим событием. Я понятия не имею, какое бы событие в игре я выделил как самое лучшее, ибо их с 500, но это однозначно как минимум в тройке лучших. Мне даже сказать больше нечего. Просто молодец, Селеба. Делай так почаще. Сразу скажу, что здесь мне будет довольно сложно вертеться. Дело в том, что говорить про сестер Накаяма немного сложновато, не затрагивая сюжет, а я все-таки каждую детальку хочу сохранить на потом. Так что некоторые моменты мне придется опустить, но я обязательно к ним вернусь попозже. На конечные выводы по персонажам это не повлияет. Норика. Странная, яркая, эмоциональная, инфантильная, бунтарка, панк, сумасшедшая. Эти все эпитеты могут прийти к себе в голову при ее первых событиях, однако почти каждый из них обманчив. Правда, менее обычный это ее не делает. Взять хотя бы первое появление.
Она практически врывается в класс, замечает сенсея, заливается слезами и внезапно заявляет, что знает нас, и бросается ему в объятия. Говорит, что они были очень давно знакомы, но сенсей убежал, и она всегда хотела его найти. И вот она, Норика Накаяма. А ты такой... Кто? Какая-то абсолютно незнакомая девушка претендует на связь с сенсеем чуть ли не хлеще его семейных. Было бы прикольно, будь это такой план, чтобы завоевать его внимание, но нет, это правда. Норика говорит, что ваши семьи, Накаяма и Аракава, знали друг друга. Ты часто был у них дома, практиковался в преподавании, но после одной трагедии ты бесследно исчез на целых 8 лет. А еще ты встречался с ее старшей сестрой, Ники Накаяма, которая сейчас самый известный идол города. Человек, чьи постеры висят абсолютно везде, а ее песни знает каждая школьница. Кстати, вот она, поприветствуйтесь. И именно с позиции соперницы своей сестры она изначально и показывается. Нет, у нее с Ники хорошие отношения. Просто в детстве сенсей ей казался крутым старшим братом, но недосягаемым, из-за разницы в возрасте и Ники. И вот сейчас, когда она снова нашла его, а ее возраст стал машиной, которая превращает детское восхищение в подростковую любовь, у Норика появились шансы загробастать сенсея себе. В голове вырисовывается образ, который затем последовательно дополняется и выливается в нечто совершенно другое. Например, Норика делит комнату с Кирин, и хотя они очень не похожи, те быстро становятся подругами и договариваются о том, что, скажем так, Кирин получает тело сенсея, а Норика – сердце. Норика, которая много лет так ждала его возвращения, легко делит его с другой девушкой. И это не потому, что ей интересна исключительно романтика, а не физический контакт. Она точно такая же извращенка, как и многие другие. Или вот другой пример. Гораздо более красноречивый. Как-то раз Норика проговаривает, что в грядущее Рождество подарит сенсею кое-что очень особенное. Нет, не девственность. Для него такие подарки – самая настоящая обыденность. И вот Рождество настает, они поднимаются на крышу, а в руках у Норика коробка. А в коробке не носки и даже не шампунь, а старые письма. Письма ее старшей сестры Ники, которая писала их в никуда после внезапного исчезновения сенсея. Каждый день, надеясь, что он когда-нибудь вернется. Десятки и сотни штук. То есть, еще раз. Норика открыто заявляет, что она соперничает с Ники за право быть с сенсеем. Ники встречалась с ним очень давно, а Норика по объективным причинам не могла пробраться выше 2-го места. Ники сейчас чуть ли не самый популярный человек в городе, а Норика, как бы и ни старалась выделиться, остается крохотным существом в ее огромной тени. И вот, Норика стала старше. Сенсей снова здесь, и у него как раз появились сомнительные вкусы на девушек ее возраста. Она, конечно, не в силах предотвратить новое сближение его с Ники, и когда та узнает, что они начали снова сближаться, Норика аж закатывает истерику, боясь, что ей снова будет уготовано лишь 2-е место. Но она берет и сбрасывает на сенсея эмоциональную бомбу, которая только еще сильнее сблизит его с Ники. Сама встает на 2-е место. Самопожертвование. Это, на мой взгляд, главная идея Норика с очень крутой подачей. Вот Норика странная внешне, но как дело доходит до чего-то серьезного, она вполне себе обычный подросток. Она бунтарка, но это просто очень громкое слово. Ее стиль одежды, характер, действия, любовь к музыке и посещение странных клубов – это обоснованный способ самовыражения, который не несет в себе цели изменить мир. Ей просто хочется, чтобы что-то доставалось и ей, а не только Нике. Она кажется собственницей, которая хочет всего сенсея до последней капли, но обладает, наверное, самой высокой эмпатией во всей игре, и поэтому, как бы ей не хотелось быть с ним только вдвоем, она делит его с Кирин, сквозь пальцы смотрит на отношения с другими девушками и чуть ли не толкает его в объятия Ники, потому что после нахождения тех писем она просто не может встать на пути у любимой старшей сестры.
которая так долго ждала. Норика жертвует своими интересами ради других, близких ей людей. Да даже когда дело доходит до реальной соперницы, которая ее откровенно ненавидит и желает смерти, Норика в моменте, когда у них с сенсеем вот-вот произойдет развитие отношений, отпускает того к ней. Иначе говоря, Норика — это интересные контрасты. С Ники, на мой взгляд, все несколько проще. Тут у нее идея скорее в том, как переступить через свою печаль и двигаться дальше. В своих письмах она в довольно эмоциональных красках писала, как ей плохо, как она ждет, как любит и ненавидит. Но через какое-то время находит в себе силы не зацикливаться на плохом и идет пробовать себя в музыке. И спустя столько лет имя Ники Накаяма стало известно по всему городу. Но, иронично, не сенсею, ибо о ней он узнает от Норика, буквально за пару минут до знакомства. Это забавно, потому что Ники потом не раз будет говорить, что строя свою карьеру идола, она втайне надеялась, что сенсей смотрит на нее через экран телевизора и тихо жалеет о том, что бросил ее, что он хочет чуть ли не на коленях к ней приползти. А он, мало того, что не знал, так и после воссоединения это его не сильно впечатляет, и он просто дурачится с ней. Сейчас Ники показывает себя несколько властной и даже немного цундере. Только в отличие от Юми, которая на данный момент открыто не проявила свою дэре, Ники с очень большой неохотой признает, что несмотря на свою злобу к нему, она пронесла любовь через года. Она может заполучить любого, но никого не хочет, кроме сенсея. Так что, слегка скорректируя свое высказывание, идея у нее двойная. Как переступить через свою печаль и двигаться дальше и, вопреки всему, сохранить свои чувства. И в целом, это все, что мне есть сказать по поводу Ники. Точнее, по ее сути. Потому что в остальном остается разбирать только сюжетную часть. Она достаточно простой, приятный, забавный, но в конечном итоге скорее просто нормальный персонаж. Сестры Накаяма – хороший дуэт, где есть персонаж попонятнее, но простой, и посложнее, но более интересный. А самое главное, они несут в себе очень банальные, но оттого не менее хорошие идеи. Еще одна пара сестричек. И вот они несколько более неоднозначные, чем Накаямы. Но обо всем по порядку. На этот раз начнем со старшей, Карин. Это не аналог Ники, ибо та значительно старше Норика, лет на 10 как минимум. А Карин, не помню, то ли на год, то ли на 2, неважно. Если коротко, то это практически футаба момент, хотя поначалу все идет довольно-таки неплохо. Карин прям непорочный ангел. Вежливая, спортивная, трудолюбивая, не глупая, бесконечно добрая и настолько же бесконечно далека от всего, что касается романтики и тем более секса. Вот совсем. Тут прям крайность. Она вообще до этого особо не разговаривала с мальчиками. А сам факт простого разговора с сенсеем заставляет ее люто нервничать, а процессор перегреваться. Иногда такое ощущение, что она пришла из какой-то другой новеллы, чей возрастной рейтинг лет на 6 ниже. Но это ни в коем случае не минус. Сначала это выливается в множество забавных ситуаций, да и то, что она вся из себя такая идеальная, даже пробуждает спортивный интерес. Как и когда удастся ее так и завалить в постель. Ну или хотя бы просто понаблюдать за ванильной романтикой. И вот ты начинаешь ждать ее развития. Да, именно так. Ждешь хоть какого-то развития событий с Карин, а там... Ты проводишь с ней несколько встреч, которые между собой не очень сильно отличаются, и на этом
Как самостоятельный персонаж, она все. И я тут мог бы, конечно, отбомбиться как на Футабе. Но у Карин все же есть заметный плюс. Ее роль относительно Кирин. Эдакий персонаж-костыль, через которого другой персонаж становится лучше. И вот Кирин — это уже совсем другой разговор. Начнем с того, что Кирин не то что не похожа на Карин, она ее полная противоположность. Всегда прямолинейна, даже тогда, когда это может ранить других. Не отличается особым трудолюбием. Тоже не глупая, может даже чуток умнее Карин, за счет того, что старшая слишком наивная, но испорченная. Не постесняется кому-то причинить боль, если ее сильно задеть, и абсолютно полностью напичкана похотью. Я, конечно, понимаю, что это, о, так сюрприз, хентай игра, и тут много похотливых персонажей. Просто почти все из них либо приходят к этому от романтических чувств, либо преследуют иные цели. Например, получение нового опыта. Но для Кирин потрохушки это и есть сама цель, и ей другие вещи не интересны. Значит, два вопроса. Первый вопрос, ты чё, охуел? Второй, ты чё, охуел? И тут те полтора зрителя, что до сих пор не заснули и внимательно слушали мои слова, сейчас воскликнут: «А говорил, что это Нодока, главная извращенка». Во-первых. Тяжело. Во-вторых, я шутил. В-третьих, я все равно прав, потому что через несколько минут узнаете. В общем, да, Кирин вообще не похожа на сестру. Чего только стоит ее первое полноценное появление, где она тут же предлагает сенсею свою девственность, потому что почему бы и нет? Можно было бы подумать, что такой человек тут же начнет генерить кучу НСВВ контента. В принципе, это так. Только вот обещанную девственность она какое-то время морозится отдать. Странно как-то. Но самое интересное начинает происходить с первого пляжа. Суть такова. Одна из учениц, Аяны, предлагает сенсею уединиться в гостиничном номере и хорошенько провести время. Сенсей, конечно же, отказывается. Сенсей Ладно, сенсей не отказывается. Но вот незадача. Кирин застукивает их во время тайных и запретных отношений. И за свое молчание она предлагает присоединиться к веселью. Будь это типичная хентай-игра, все закончилось бы хорошим тройничком и все ушли бы довольные. Но тут есть одна проблемка. Аяна от этого не в восторге. Она прям очень ясно дает это понять. Тут у нее просыпается страх, что все, пипец, их застукали за таким. И сейчас сенсею дадут по макушке, а может и вообще посадят. И даже после заверения Кирин, что никому ничего не скажет, если ей позволить чуток понаблюдать, Аяна не сильно успокаивается. Как минимум потому, что и вариант с наблюдением ей не очень нравится. Аяна выглядит так, словно это происшествие нанесло ей душевную травму, а Кирин просто довольна, что смогла повеселиться. Потом Рождество. Кирин подходит к Аяне и, несмотря на обещанное никому не говорить, она ставит новое условие. Я изменил условия сделки, молитесь, чтобы в последний раз. Очередная сексуальная активность с сенсеем втроем в обмен на продолжение молчания. И да, у Аяны снова прям на лбу написано, что она этого очень не хочет делать, но ради безопасности сенсея сделает что угодно. Тут уже становится очевидно, что Кирин мразь не в общем. Она точит зуб именно на Аяне. И вот тут важный момент. Кирин всегда прямолинейно говорит, что думает, ни от кого не скрывает свою похотливую сущность. Но на самом деле она очень редко бывает искренна в некоторых вещах. Один из таких случаев происходит, когда она раскрывает источник своих обид на Аяне. Как говорится, следите за руками. Карин. Первенец. Пример для подражания. Гордость родителей. И Кирин. Младшая. Считает, что получает недостаточно внимания. Ситуация похожа на Ники и Норика, где Ники – звезда, и Норика приходится трудиться в 100 раз усерднее, чтобы ее заметили.
Вот и Кирин сначала старается. Однажды у нее появился шанс – научная ярмарка. Ей казалось, что если она сможет получить на ней первое место, то родители наконец-то вспомнят, что не только Карин что-то может. Она вложила кучу сил и времени в проект, но ее легко обошла Аяна, которая, будучи из богатой семьи, имела куда больше ресурсов для победы. И вот это конечная точка становления той Кирин, что мы знаем. С обидой на Аяны все понятно, тут другое важно. Мы видим резкий контраст между Кирин и Норика. У обеих есть одна и та же проблема. У Норика она даже гиперболизирована, ведь ее сестра, идол. Ей чисто физически гораздо сложнее добиться того же, в то время как Карин просто хороший человек. Вот только Норика не держит обиды на сестру, или на кого бы то ни было. Она сохраняет свою эмпатичность и всегда готова идти людям навстречу. Кирин же в моменте разочаровывается в мире, в людях, родителях. И она избирает довольно странную модель защиты. Не ждать ничего и ни от кого, слать нахер с их добротой, стать настолько циничной и раскрепощенной, насколько сможет. Ведь куда легче просто хотеть получить секс и действительно его получить, чем париться ради чего-то одобрения. Ее бесит Карин, что она такая идеальная, что она всем нравится, и Кирин старается показать, что она-то не такая. Но на деле это не более чем зависть, вызванная недостатком признания ее. Вся эта ее похотливая и мразотная сторона – это обман. Ни Карин, ни родителей, ни сенсея. Она обманывает саму себя. А Аяна – просто удобный объект для вымещения своей обиды. Как ни странно, но проводя с сенсеем время, она начинает больше уделять внимание своим настоящим чувствам. И ты видишь, как она начинает меняться. Не резко, а плавно и понемногу. Поэтому я считаю ее уровень извращенности не более высоким, чем у Надоки. Потому что это следствие ее загонов, инструмент самообмана. Думаю, не сюрприз, мне не нравится Кирин. Она неприятный и часто раздражающий персонаж. Но она такой и задумывалась. И в отличие от Надоки, у Кирин более житейская проблема. Она банально найдет отклик у большего числа читателей. Люди часто занимаются самообманом, и автор, используя Кирин как зеркало для таких людей, создает гротескное их отражение. В этом плане Кирин отличный персонаж. Она даже в этом плане противоположность Карин, только в данном случае в ее пользу. Но Надока все равно покруче. Итак, я прошелся по всем основным персонажам, осталось лишь несколько дополнительных. Только без паники, это не займет много времени, я быстро пройдусь по ним. Харука Хамасаки. Мое отношение к персонажу можно описать тем фактом, что я только ради написания сценария впервые узнал ее фамилию. Нет, она, конечно, не бессмысленна. Через нее поднимается один из самых актуальных жизненных вопросов. Вопрос верности. Харука очень любит своего мужа, но его давно забрали на войну, и все это время она хранила ему верность. Но есть проблемка. Харука – женщина жаждущая, и ей ожидание дается очень нелегко, вплоть до депрессии. И тут появляется сенсей. Ну и вы понимаете. Однако же нет, все не так просто. Конечно, сенсей может решить ее проблему сексуальной жизни, но это лишь один путь. Игроку дают выбор – склонить Харуку к таким отношениям, либо же оставить ее. По сути, этот выбор – лучшее, что есть у Харуки. Тут следует хорошенько подумать, ведь выбор состоит не из хорошего и плохого. Быть верным своему партнеру – это прекрасно. Это замечательно. Вы все должны быть такими людьми. Но случай с Харукой нам говорит, что переход к другому может быть выходом. Она не знает, жив ли ее муж или нет. И даже если жив сейчас, нет никаких гарантий, что это не изменится в будущем. В войне конца и края не видно, а сама Харука страдает. Да, она может и дальше хранить верность, и лично я буду ее бесконечно уважать за это. Это
Хороший выбор. Однако второй, конечно, хуже, но он не плохой. Это приемлемый выход для человека, который хотя бы немного думает и о себе. Так или иначе, что бы игрок не выбрал, дальше Харука особо смысла не имеет. Если выбрать путь секса, то она просто погрузится в похоть с головой и будет отвечать фетишам определенной группы людей. Но на этом все. Даже новость в 3 главе, что ее муж до сих пор жив, особо ничего не меняет. Поэтому ее идея классная, но этого не хватает на целого персонажа. В рамках именно уроков любви, потому что для стандартной порнушки этого хватит с головой. Каори Кадаваки. Супер крутой и супер бесполезный персонаж. Она очень подходит на роль маскота игры. Внешка пушка, а вот в голове поселилось целое общежитие тараканов. Она как Ясу, только та странная в жутком смысле, а Каори в веселом. Она как с луны упала, имеет крайне искаженное представление о мире и владеет странным умением построения фраз. Сенсея называет друг бургером, потому что он в первую встречу заказал бургер и с тех пор друг. Лапшу нитками теста, бумагу трупами деревьев, постоянно путает приветствие и прощение, работает на 30 работах, держит дома огромного петуха. В общем, проще посчитать ее нормальной стороны. Конечно, потом становится не так весело, когда ты узнаешь, что это следствие аварии, в ходе которой она была на волосок от смерти, и именно после этого у нее поехала крыша. Типичные уроки любви. Чинами, Цукаса и Нао. 3 самых юных персонажа, и прежде чем ты задашь справедливый вопрос, я отвечу: нет. Этого нет. Выдыхай. Чинами, напомню, это младшая сестра Чики, которая имеет проблемы со здоровьем. По большей части это тоже персонаж-костыль. Она нужна, чтобы через ее ситуацию показать всю хреновость положения Чики и ее волевые качества. То есть авторы тебя разводят на жалость к ребенку, чтобы ты смог увидеть Чику в том свете, в котором он хочет. Не имею ничего против такого приема, просто это факт. Чинами неполноценный персонаж. С Нао все лучше и хуже одновременно. Лучше в том плане, что у нее есть огромный потенциал. Хуже в том, что непонятно, что это за потенциал, да и вообще ничего не понятно. Нао ультра прикольная за счет своей немоты, очень милая девочка, но в то же время очень загадочная, ибо про нее известно еще меньше, чем про Ясу. Она буквально берется из ниоткуда, и пока что у нее крайне мало событий, большая часть из которых чисто комедия. Лучше всех у Цукасы, но не намного. Это та самая младшая дочь Цубасы, о которой я не упомянул. Напомню, Цукиока хотели наследника, но родилась Тоука. Они попробовали второй раз, но родилась Цукаса, а традиции семьи запрещают иметь больше 2 детей. Вот и получилось, что все надежды в итоге легли на Тоуку, а Цукаса просто не нужна. Она, конечно, все еще человек, все еще дочь Цубасы, которую она любит, но любит вынужденно. Но ведь не выбросишь ее. И Цукаса это очень тонко чувствует. Ее мать проводит с ней времени намного больше, чем с Тоукой, но она скорее просто находится рядом, просто терпит ее. Она с ней, но не с ней. От этого она очень вредный, нахальный, раздражающий ребенок, чем еще больше вымораживает Цубасу. Что забавно, но именно сенсей ей открывает глаза на то, что она для Цукасы богатая, влиятельная, уважаемая Цубаса Цукиока, а не мать. То есть налицо проблемы с семьей, которая дает ей все самое лучшее, старается удовлетворить каждый каприз, но мать и отец забывают именно об этой своей роли. Ведь у них уже есть Тоука, зачем им Цукаса? Обидно то, что этого слишком мало. Вот прям раз, два и обсчелся. Она более самостоятельный персонаж, чем Чинами и пока что Нао. И у нее хорошая идея. Просто пока что этому уделяется не так много внимания. Вакана Ватабе. Учитель, как и сенсей,
и Осака Асака, тоже учитель. Карате. На первый взгляд их ничего не связывает, но они оказываются счастливой лесбийской парой. Вау. Вакана очень похожа на Гота. Одевается мрачно, взгляд вечно такой, будто она не спала 3 суток. Ну и, конечно же, ее коронная фраза. И несмотря на это, на фоне сенсея она настоящий голос разума, ибо часто критикует, да и вообще поносит его. Вполне вероятно, что это она так проявляет свою привязанность как к другу, но в таком случае она очень странная. Она прикольная. Все. Осака Асака. Все. Нет, конечно, если я захочу, то и про них распишу 3 вордовские страницы сценария. И возможно, когда-нибудь придет тот момент, когда я это захочу сделать. Однако именно сейчас о них есть немного что сказать. Ваканы не то чтобы мало, просто ее существование в игре для меня пока что не приобрело какого-то однозначного смысла. А с Осака все гораздо хуже. Ее будто нет. А если убрать Вакану, то реально нет. В рамках 3 глав, конечно, есть моментики, которые можно обсудить, но я не вижу смысла говорить о них именно сейчас. Позже, может быть. Единственное, что могу сказать, это самая нормальная пара в игре. Все. Имани Имаи, еще один учитель, но совсем новенький, становится эдакой протеже сенсея, на которого очень быстро западает. Но! Знаете, что самое смешное? Сенсей ей не дает. Нет, ты подожди, я ж серьезно. Она хочет, а он не дает. Просто она приходит спустя большой промежуток времени, и к тому моменту сенсей немного переосмыслил некоторые вещи. Поэтому он оставляет ее в друзьях, мотивируя тем, что делает это ради нее, что он не хочет и ее окунать в эту грязь наравне с собой. Да, он задумался об этом в отношении той, с которой можно и которая этого хочет, а все остальные... Да. Короче, этот конфликт выглядит очень странно и слишком искусственным. Тем более, что у Имани и так есть другой конфликт. Она стыдится своего тела. Не потому, что оно некрасивое, а потому, что на нем имеются шрамы неопределенного происхождения, и она держит это в строжайшей тайне. Пока что из этого вытек один хороший момент. И вы не поверите, с кем? С Футабой. Но на самом деле это очень логично. Обе девушки комплексуют из-за своего тела, и я думаю, автор хочет сказать следующее. Это не приговор. Жизнь продолжается, и если тебе не нравится твое тело, исправь его. Если не можешь, прими. Тут я бы тоже мог сказать, что этого как-то мало, но... Знаете что? А меня устраивает. Персонаж она приятный, есть 2 конфликта. Да, один глупый, но второй неплохой. Она справедливо занимает нишу середнячка и на большее не претендует. Рика Ракухара. Да, это мама Рин. Правда, не биологическая. И кстати, у Рин она не одна. Да, тут как с шутками про 2 отцов, только в уроках это про 2 мам. Ее воспитала приемная лесбийская пара. И в принципе этот факт очень даже хорошо ложится на Рин и многое объясняет. Сама же Рика приходит в игру путем развода с партнером. Идти ей некуда, а потому поселяется в комнате Рин. Отчего та не в восторге, ибо Рика, скажем так, немного неловкий и иногда даже жалкий человек. Тут снова поднимается проблема о связи матери и дочери, но она относительно новый персонаж, и поэтому чего-то действительно значимого с ней почти не произошло. Тут, как с Ваканой и Осака, у автора есть немало возможностей ее раскрыть в будущем, основа уже заложена. Но понимаете, 150 часов и больше 2 миллионов слов для новеллы — это очень мало. Буквально вот на 3 жалкие главушки хватило.
но не нашлось пока места для Рики. Ну что ж поделаешь. Давайте отнесемся к автору с пониманием и подождем лет эдак 7, чтобы он точно успел прописать ей хотя бы десяток нормальных событий. Все. Наконец-то я всех рассмотрел. И я уверен, что сейчас ты выглядишь как-то так, а в голове один вопрос. Почему так подробно? Неужели нельзя было описать все это в общих чертах, а не растягивать на 2,5 часа? И я отвечу: нет. Почему? Да. Суть вот в чем. В начале видео я старался больше в критику, чтобы сохранить немного интриги. Но после блока с персонажами, думаю, мое отношение к новелле очевидно. Это просто чуменно. Я все это рассказывал, чтобы у тебя было четкое понимание. Да, здесь очень много персонажей, явно больше, чем автор может охватить. Да, многие из них проблемные, кому-то не хватает хронометража, кто-то начал круто, но уже довольно давно либо топчется на месте, либо просто терпеливо ждет своей очереди. Однако, здесь есть и другая сторона. Будь у Селебуса мысль сделать простую хентай-игру, он бы скорее сначала придумывал разные сексуальные фишки, а уже потом на эти фишки натягивал бы характеры. То есть, строил бы персонажей вокруг того факта, что их рано или поздно поимеют. И может быть даже он так действительно и делал. Я думаю, что по крайней мере парочка таких имеется. Да и в конце концов, изначально уроки такими и были. Но почти все, если вообще не все, несут в себе какую-то мысль, какую-то идею, свои проблемы и конфликты, абсолютно разные типажи, стили общения, способы решения проблем, цели в жизни. Они во многом не похожи на реальных людей, но в них легко поверить. У любого произведения есть своя внутренняя логика, которая может совпадать частично или вообще не совпадать с логикой реального мира. Но ее смысл не в том, чтобы максимально точно отразить аспекты реального мира. Смысл в том, чтобы ты мог поверить в определенные закономерности, поверить в логичность той истории, что тебе хотят рассказать. В основе этого лежит тот факт, что Селебус правильно выбрал то, откуда растут корни многих проблем. Если ты посмотришь именно на девушек из класса, то увидишь, что почти у всех из них проблемы идут из семьи. Некоторые напрямую, а некоторые косвенно. Буквально единственное исключение – это Футаба. А у остальных в лучшем случае пока нет информации. Но это исключение только подтверждает правило. Да и добавляет логичности. Все-таки далеко не все проблемы исходят из семьи. И хорошо видно, как он свой авторский замысел ставит выше реализма. Как я уже говорил, некоторые черты характера или поступки персонажей могут показаться нереалистичными, и он делает допущения в пользу идей и образов. Селебус использует аномальную силу воли Чики, чтобы показать тебе, что из любого дерьма можно выбраться. В любой ситуации нужно не только уметь выживать, но и жить. Показывает тебе чуть ли не шизофреничную концепцию в голове у Юты, которая разделяет себя на две личности. Собственно, Юту и Юту-чан. Вторая – красивая, жизнерадостная, профессиональная Мэйда. А первая – Юта, полная грязных желаний, приводящих ее к совершению страшных ошибок, за которые расплачиваются близкие. То есть человека, который страдает от того, что не может простить себя за прошлое. Говорит, что занимаясь самообманом, ты можешь стать как Кирин, потерявший жизненный ориентир, цепляющегося за низменные потребности и не видящим ни выхода из этого, ни причин для выхода. Пытается убедить тебя, что прощение не та штука, которой стоит пренебрегать. Юки могла быть сколь угодно плохой матерью и отбросом общества, но если она хочет измениться, исправить свои ошибки, то может Юми стоит хотя бы попытаться простить ее. Ведь Футаба смогла ее простить, учитывая, что Юми буквально ничего не сделала ей, чтобы это заслужить. И все же она посчитала, что даже Юми этого заслуживает. Эта Чика и Сенсей знают другую ее сторону,
когда та, например, нянчится с чинами. Несмотря на свою агрессию к миру, грубость к окружающим, она видит в чинами частичку себя. Ребенок, которому не повезло родиться в ужасных условиях, и если ей сейчас не помочь, это может плохо кончиться. Спрашивает у тебя, что ты выберешь, личное удовлетворение или верность. Я причем хочу акцентировать внимание на том, как именно поставлен вопрос. Быть джентльменом или трахнуть чужую жену. Я уже говорил, что ситуация Харуки не такая однозначная, но Селебус поставил вопрос именно в черно-белых красках, либо чтобы показать тебе личное отношение к этому вопросу, либо чтобы склонить тебя к хорошему варианту. Если он заложил в персонажа не мораль, то как минимум просто крутую идею саму по себе, которая хорошо дополняет этот винегрет. Геймер Молли, хаотичная Рин, безумный гений Надока, пацанка с ПТСР Мику, религиозный фанатик Ясу, благородный манипулятор Цубаса, немая Нао, токсично милая на таблетках Ио, Каори. Да вы хоть посмотрите на то, как они расселены в общежитии. Чика и Юми. Первая популярная Гяру, вторая уличная хулиганка. Макото и Мику, умная, президент класса и недалекая спортсменка. Сана и Аяна. Про вторую я, конечно, особо не говорил, но давайте так. Аяна громкая, открытая и похотливая, а Сана застенчивая тихоня. Футаба и Рин. Максимально обычная и максимально необычная. Грубо говоря, первый этаж — это противоположности, которые дополняют друг друга. Второй этаж немного другой. Это скорее разные проявления одного и того же. Тоука и Ясу не по своей воле оторваны от обычного общества. Только если у Тоуки это из-за высокого статуса, то у Ясу беды с башкой. Молли и Цунея на самом деле почти то же самое. Девушки, привыкшие к своей среде обитания и испытывающие проблемы, когда приходится столкнуться с реальным миром. Юта и Ио, огорченные событиями из своего прошлого и всячески пытающиеся от него убежать. Ио находит себя в самоуничижении и неприязнью к другим людям, а Юта, наоборот, пытается создать новую, идеальную версию себя, всегда яркую, добрую и общительную. Надока и Атоха, находящие себя в творчестве, но Надока слишком глубоко погружается в свой мир, не замечая других и ходящая на грани безумия. Атоха тоже грешит подобным, просто в более привычной форме. Именно у этих двоих бывают творческие приступы безумия. Норика и Кирин – младшие сестры, желающие быть лучше, чем их старшие. Но, если говорить очень грубо, зато понятно, Норика идет по пути джедая, а Кирин – ситха. В том числе и в этом их мякотка. Персонажи в основном раскрываются через взаимодействие с сенсеем. Ну, это и логично. Игрок как бы лично участвует в их историях, и поэтому они чаще всего вокруг него и крутятся. Но это не значит, что они не существуют друг для друга. Жизнь в это сборище фриков вдыхает взаимодействие между собой, которое не намного меньше, чем с сенсеем. Вот, смотрите. Макото, дочь Маки, дружит с Мику и учит ее. К тому же у нее потом появляется связь с Аяна, но об этом позже. Мику, в свою очередь, в какой-то момент тесно пересекается с Ио, которая очень любит Юту и частенько видится с Юки, матерью Юми, и она в поисках работы приходит в Барсаны и Сары. Мать является членом своеобразного женского триумвирата бизнес-вумен, состоящим из Маки и Харуки. А вот дочь хорошо уживается с Аяны, которая входит в другой, более молодой триумвират подруг, знающих сенсея с раннего детства, состоящего из Майи и Ами. Ами, понятное дело, племянница сенсея, но еще через него она знакома с Норика и Ники. Норика – подруга Кирин, младшей сестры Карин, обе из которых спортсменки и подруги Мику. А отходим чуток назад, к Ники, которая тайно учит Атоха вокальному искусству. Атоха в какой-то момент встречается с Рин, подругой Футабы, которая подруга Надоки, соседки Атохи, которая сошлась с Рин в том числе потому, что той отказала Чика, старшая сестра для Чинами и моральный компас для Юми, у которой произошел конфликт с Надокой из-за Футабы, а у Чики с Атохой из-за Рин. Сестер Тюсакабе заметила Цубаса, мать Цукасы и Тоуки,
которой приходится заботиться о Ясу. Она же нередко заходит к Сане и явно знает о ее секретах. А вот Сана, помимо остального, еще не прочь поиграть в игры с Рин и Молли, которая, кроме дружбы с Цунеей, любит проводить игры по ДНД до немалой доли подруг. Сана, Рин, Футаба, Аяна, Ами. И помимо всего этого... Рика мать Рин. Рин работает у Харуки. Харука также наняла Молли. Молли любит Рин. Кирин достает Аяна. Аяна учится карате у Осака. Осака любит Вакану. Вакану достает Надока. Надока пытается свести Рин и Атоху к ножницам, а еще разозлила своей книгой Футабу, которая нашла общие проблемы с Имани, являющейся коллегой сенсея и Ваканы. Ах да, еще Аяна пригласили на тройничок с сенсеем и Чигой, а та решила работать мейда вместе с Ютой. Туда же пришла Ами и Осака. Кстати, Ами имеет терки с Макото, а также помогает той в трудный момент. Кроме пока не раскрытой мной связи с Аяной, у Макото она появляется и с Майей, которая ненавидит Норика. А еще там где-то на фоне Каори приютила Нао, ну и она оказывается дальней родственницей Юми. И это я молчу про несколько войн общежития, где они сталкиваются друг с другом в равных конкурсах, и часто это приводит к интересным или забавным результатам. Прибавляем к этому всему связь с сенсеем, из-за которой тоже возникает некоторые взаимодействия или полноценные конфликты. Это я к тому, что количество здесь не бьет качество. Скорее слегка постукивает, и да, это заметно. Но там, где просело качество, на помощь и приходит количество. Чика классная, приятная, с неплохими событиями и хорошим посылом, но у нее крайне инертная общая арка, в которой не происходит практически ничего значимого. И это было бы большой проблемой, будь игра чисто про нее, или в ней было бы не 35 персонажей, а просто 5. Но это уроки любви. И тут есть Майя, Аяна, Макото, Рин, Юми, Надока, Кирин. Чисто по-человечески не нравятся последние 3? На тебе ту же Чику, Молли, Юту, Мику, Норика. Хочется юмора? Молли, Каори, Маки, Цунея. Обычной романтики? Сана, Сара, Карен, Ио, Тоука. Ярких и необычных персонажей? Рин, Ясу, Надока, Каори. Хентая? У Ами, Аяны, Чики, Макото, Кирин, Сары, Харуки его предостаточно. У остальных пока по мелочи или вообще нет. Практически каждый здесь найдет персонажа по душе. Однако, держите в голове, что шанс разочароваться не так уж и мал. Но лично я, пока игра не закончилась и их истории написаны не полностью, готов закрыть глаза на некоторые недостатки, потому что положительных эмоций они вызывают куда больше. Блок с персонажами, по сути главным плюсом игры, закончился. Но, уверяю, самое интересное только начинается. Впереди еще сюжет, 3 оставшихся персонажа, сенсей и общий итог. Но чтобы разбавить духоту, давай-ка на пару минут переключимся на более простую темку. Как бы тебя не увлекали эти буковки снизу, не будем забывать, что это все же визуальная новелла, которая внезапно подразумевает наличие какой-никакой картинки. Обычно не очень сложной, особенно если мы говорим про 3D. Модельки персонажей сделаны в кайкацу, довольно популярный инструмент для авторов эротических новелл, ибо он позволяет создавать разных симпатичных персонажей. И знаете что? Я решил посмотреть на превьюшки и скриншоты из таких новелл и... увидел там 50 оттенков полигона. Абсолютно одинаковые шаблоны, на которые просто навешивают разную одежду и прически. Важное уточнение. Я сейчас говорю исключительно про графическую часть.
Про наполнение представленных на экране проектов я ничего не знаю, и соответственно критикую не его, а только лень таких разработчиков в плане моделек. И на фоне всего этого уроки любви выглядят сносно. Мордашки симпатичные, не похожие на аналоги, да и в целом образы гармоничные и запоминающиеся. Также радует разнообразие локаций и ракурсов. На этом плюсы закончились. Наполнение этих локаций оставляет желать лучшего. Далеко не везде есть правильная работа с тенью, где-то одни части модельки проходят сквозь другие, перспектива иногда подобрана так, что кадр очень странно смотрится. Ну, то есть это все очень мелкие придирки, большинство из которых ты даже не заметишь. Просто стоит понимать, что обновы для уроков выходят каждый месяц, в среднем по 60-70 тысяч слов. Для подобного проекта это прям дохера. Поэтому очевидно, что упор на визуал здесь нет от слова совсем. Разве что художественный, что на мой взгляд более ценно, но да, это не отменяет фактор наличия мелких ляпов. И все же при таких объемах работы ждать визуала уровня зайчика несколько странно, ибо при таких раскладах каждое обновление будет выходить не раз в месяц, а раз в 1,5 года, и большую часть уроков любви вам придется выслушивать в пересказе от ваших правнуков в загробной жизни. Другое дело с частью эротической. Не в том плане, что она куда лучше. Нет, она хуже. Просто уже этот недостаток более серьезный объективно. Потому что на этом как бы и строится один из основных жанров игры. Я даже не про то, что самих сексуальных сцен здесь мало, а про то, что они исполнены максимально лениво. Условно, здесь можно такие сцены разделить на две категории. Сюжетные и геймплейные. Первые всегда предшествуют вторым, и они вписаны в канон. Например, ты сначала по сюжету заходишь в комнату Аяна и там ее дефлорируешь, а уже потом у тебя появляется возможность регулярно к ней заходить и как бы повторять эту сцену. Но она уже будет геймплейная, в историю она не вписана. Так вот, первый тип исполнен, как и вся остальная игра, просто набором сменяющихся картинок, без всяких там анимаций, интерактивных элементов и даже без выбора, куда заканчивать. А вот вторые просто лютое говнище. Интерактива как не было, так и нет. Анимации, конечно, уже завезли. Аж целых 2 штуки на одну сцену. И то одна обычная, а другая побыстрее. Но хоть выбор концовки есть. Но этого как бы недостаточно, чтобы удовлетворить мои эстетские пожелания. Поэтому они что есть, что их нет. Да, я немного ерничаю, но тем не менее, как бы ты к этой игре не относился, это все еще одна из главных частей, и она выполнена объективно так себе. Если ты в игру пришел именно за этим, то либо запасись железным терпением, либо навыком зажимать Ctrl для быстрого пропуска. А еще изрядной доли фантазии, чтобы скрашивать эти скудные сцены. А вообще не надо. Серьезно. Ну что, отдохнули пару минуточек от 3-часовой духоты? Продираемся сквозь эти тернии дальше. Сейчас пойдет просто пересказ сюжета с ключевыми моментами 3 персонажей. Я правда постараюсь выделить только самое важное и не растягивать это на миллион часов, но за результат не ручаюсь.
Самое начало я уже затрагивал ранее, поэтому напомню ключевые моменты. Мы, сенсей, проснулись в новом мире, в новом теле. Раз все это не его, он решил воспользоваться возможностью и получить максимум удовольствия. Перед всеми остальными девушками он разыгрывает карту амнезии, что частично даже похоже на правду, ведь он не знает своей предыдущей части жизни, и всем окружающим придется смириться с тем, что перед ними новый сенсей. Перед отправкой домой Ами знакомит нас с Майей, ее одной из лучших подруг, с которой мы знакомы очень давно. Однако Майя почему-то не очень рада нас видеть. Понятно, цундере. С этой мыслью мы отправляемся домой. Там сенсею снится странный сон, а на следующий день мы идем в школу. Ведь мы, вообще-то, учитель. По пути знакомимся со второй лучшей подругой Ами, Аяна. Тоже знакомы очень давно. Только Аяна демонстрирует противоположные эмоции. Она в открытую говорит, что любит сенсея, чем раздражает Ами, ибо и у той проскальзывают странные подтексты. В школе мы знакомимся с остальной частью класса, который пока что умещается в один этаж общежития. Так как сенсей, по сути, оказался в чужом теле, он понятия не имеет, как быть учителем, а потому начинает загонять ученицам следующее. С этого дня он пробует новую методику обучения, которая по минимуму в себя включает скучную школьную программу. Вместо этого он позволит им делать все, что они захотят, а требование лишь одно – относиться к нему как к другу, а не как к скучному учителю. И вот с этого момента мы начинаем проводить время с ученицами, узнавать их побольше, пытаться решить какие-то их проблемы и склонять к более интимным отношениям. С Аяна это удается очень даже легко. Насколько я знаю, первой у сенсея может стать либо Сара, либо Аяна. Она прям постоянно говорит о том, как любит сенсея, как хочет прожить с ним всю жизнь и часто пытается баловаться с ним. На протяжении следующих нескольких часов Аяна создает двоякое ощущение. С одной стороны, она постоянно переключает на себя внимание, с ней довольно абсурдный юмор, завязанный на богатстве. Типа, она может спокойно пронести в школу меч или пистолет, а в секцию карате грёбаный автомат. Для защиты, конечно. Ощущение, будто она какая-то легкомысленная. То, что она может стать первой, только это подтверждает. С другой стороны, когда она не говорит о том, что хочет родить от сенсея 7 детей, она проявляет свою более серьезную сторону, показывающую, что к этим своим чувствам она относится очень серьезно. Простите за тавтологию. Более того, она довольно быстро раскрывает причину своего такого поведения. Ее отец сколотил целое состояние, но ему будто бы все равно на дочь. Он просто дает ей деньги, но не родительскую любовь. Поэтому она с очень давних времен больше тяготеет к сенсею, что со временем переросло в полноценную любовь. Выглядит все это очень странно, и на фоне остальных девушек она слегка теряется. Тем более, что одним из самых тяжелых моментов в начале нас одаривает Ами. Вообще, Ами довольно веселая, пусть и не самая сообразительная, добрая и заботливая. Хоть и всегда возмущается, когда к сенсею девушка подходит ближе, чем на околоземную орбиту. В общем, она такая очень-очень-очень легкая версия цундере. Яндере. С явным инцестуозным подтекстом. Но в какой-то день сенсей просыпается и видит перед собой плачущую Ами. Сенсей по какой-то причине понимает, к чему это, и они без лишних прелюдий уезжают из дома. На кладбище. К могиле ее родителей. Они каждый год так делают, чтобы Ами могла пообщаться с ними. Назому и Секай Аракава трагично погибли в аварии. Ами осиротела, и ее дяде, сенсею, пришлось приютить ту у себя. Он для нее стал и спасителем, и единственным опекуном, и лучшим дядей на свете. К сегодняшнему дню это вылилось в ненормальные к нему отношения. Она, очевидно, любит сенсея в несколько ином плане, чем должна. И лично тебе надо помнить, из чего это исходит. Из трагедии. Тем более, что довольно скоро у сенсея с ней произойдет очень личный диалог,
в котором тебе предложат выбор. Вывести отношения с Ами на новый уровень или оставить все, как и должно быть. Просто дядя и племянница, которые любят друг друга. Забегая немного вперед, что бы вы ни выбрали, с этого момента на очень долгое время Ами заходит на самую обычную дорожку развития. Она будет часто появляться. Градус отношений с сенсеем будет все повышаться, но без особых изменений или резких сломов. Чтобы потом выстрелить. Так, а что же там с Майей? С ней хуже всего. В плане сближения. Она прям по умолчанию ненавидит сенсея. Постоянно говорит, что он отвратителен и была бы рада не подходить к нему ближе, чем на околоземную орбиту. А почему? Ну, она довольно уклончиво спихивает сразу несколько факторов. Что он типа на самом деле отвратительный, потому что пытается залезть в трусы к своим ученицам. Забавно то, что об этом нам с самого начала прямо говорят только два персонажа. Юми и Майя. И обе проявляют нотки цундере, просто Майя в гораздо более спокойной манере. Но есть одна деталь, которая сразу же приковывает к себе внимание. Майя работает служительницей храма, и когда к ней сенсей заходит в первый раз, она прямо в той же встрече говорит, что знает о том, что сенсей не совсем сенсей, что он просто появился в этом теле без воспоминаний. Сам сенсей немного в ахере и пытается уклоняться. Говорит, что это какой-то бред. Кроме того, во время разговора с ней она говорит о довольно сложных вещах. Что-то там про бессмертие, про богов, про судьбу, про время, петли, разум. В общем, в первой половине случаев она конкретно так обсирает сенсея, а в другой загоняет какую-то философщину, явно не свойственную для нормальной девочки-подростка, коей она себя очень часто называет. Загадочности добавляет то, что когда ей в общежитии не удается отмахнуться от назойливого сенсея, та просит хотя бы помочь донести какие-то тяжелые коробки в школу. С надписью «Не открывать». Ночью. Что вообще-то не разрешено. Упорно держа в секрете содержимое коробок. Будь это американская школа, я бы подумал, что она таким образом туда проносит бомбы, а оружие, если что, можно выпросить у Аяна. Но нет, это не тот тип историй. С ней, конечно, проскальзывают моменты, когда она пытается говорить хоть сколь-нибудь прилично, постоянно на что-то намекает, но остается все такой же неприступной. Короче, создает прям такую лютую ауру загадочности. И вот в таком темпе мы проходим несколько игровых месяцев, а в жизни часов эдак 20. Пока не настает один очень странный день. В городе никого нет. Вот прям вообще никого. Можно ходить в разные места, где обычно мы встречаем персонажей, проматывать день за днем, но ничего не изменится. Единственное место, где хоть что-то происходит, это в храме, где работает Майя. Там можно помолиться Богу, и если совершить правильную последовательность действий, то на утро откроется возможность пойти в школу. И по пути мы встречаем ее. Нет, это не для игрока такие глюки. Сенсей ее тоже видит вот в точно таком же виде. Но и он странно себя ведет, как будто это не самое диковинное, что он видел. И заметно, что он немного не в адеквате. Как и эта пародия на Ами. Но в конце концов сенсей приходит на крышу школы и встречает там ее. Нормальную версию Майи. А небо пестрит несвойственными ему красками. И вот тут Майя дает объяснение почти всем странным моментам, что мы наблюдали раньше, и ее намекам. Мир подходит к концу света, поэтому все остальные исчезли. Сенсею мерещится всякое, а небо будто вот-вот взорвется. Но есть выход. Майя может провести несложный обряд и перезагрузить мир ровно до начала учебного года. То есть тогда, когда мы и проснулись. Однако память у всех останется. Все другие девушки будут помнить, как провели это время с сенсеем, но не будут ничего знать о том, что мир вот-вот чуть не рухнул. Для них это будет тоже начало учебного года.
И при этом они все будут упорно игнорировать этот парадокс в своей голове. Как бы это первый учебный год, они к сенсею только-только перевелись, но уже будто знают его какое-то время. Майя, очевидно, будет помнить все. Потому что для нее это далеко не первая перезагрузка. А вот с сенсеем все не так очевидно. Он может, как и Майя, сохранить всю память. А может и не сохранит, и он снова вернется к тому, с чего начал учебный год. Где-то на этом моменте можно точно сказать. Это никакой не иссякай. Никто посторонний не очутился вдруг в теле сенсея. Это он и есть. Просто у него реально что-то вроде амнезии, вызванной перезагрузками. Но чтобы с сенсеем не произошло, одно останется неизменно. Мир застрял во временной петле, и только Майя помнит все. В этот раз нам везет, и мы входим во вторую итерацию Common Me без потери памяти. Но явно без какой-то доли рассудка, потому что все это время сенсей ловил просто дичайшие галюны, которые, тем не менее, пытались нам что-то подсказать. И в них, кстати, участвовала Майя. Правда, в основном это были какие-то криповые пародии на нее, как с Ами. Так или иначе, мы просто продолжаем в том же темпе. Сделать с петлей мы ничего не можем, Майя не очень охотно отвечает на многие вопросы, но видно, что знает она не сильно больше нашего. А попытаться рассказать об этом кому-то еще не поможет. Все остальные, как запрограммированные, тут же меняют тему разговора. Поэтому просто остается жить, как живется, дожидаясь следующей перезагрузки. Между первой и второй не происходит ничего особо значимого. Разве что можно выделять то, что сброс Макото с крыши начинает играть новыми красками, а ее выздоровление после безумия как раз обусловлено перезагрузкой. Она просто не помнит этого. В общем, вторая перезагрузка проходит так же, как и первая. Гораздо интереснее то, что происходит после нее. Внезапно приходит новость, что другая школа в Common Me вдруг обрушивается под землю. Буквально. И Майя тут просто в диком ахере, потому что такого раньше никогда не происходило, а поведала она явно очень много перезагрузок, как две капли воды, похожих друг на друга. Поэтому она иногда проговаривала, что слышала все эти фразы сенсея уже бесчисленное количество раз. Но вот тут произошло новое, глобальное событие. Именно после этого в наш класс начинают переводиться остальные ученицы. И тут происходит еще одна неожиданная деталь. Вообще, Майя показывается как невероятно спокойная и хладнокровная. У нее просто минимальные колебания эмоций. Но когда приходит Норика, Майя при всех закатывает настоящую истерику. Она, мягко говоря, не рада ее видеть. Норика подтверждает, что она, сенсей и Майя знакомы очень давно, и с тех пор Майя испытывает к Норике ненависть. А вот сама Майя опять не дает каких-то внятных ответов, но хотя бы объясняет причину этого. Воспоминания как бы ломают сенсея. Чем больше он начинает вспоминать, тем быстрее ломается и перезагружается. Причем он каждую свою итерацию немного разный. И обычно одна версия сенсея не доходит даже до первой перезагрузки, очень редко до второй и ни разу до третьей. Поэтому Майя со всей серьезностью настаивает на том, чтобы держаться от Накаям подальше, потому что они неминуемо вызовут старые воспоминания и сенсей снова сломается. Но сенсей не собирается следовать этому совету. Его вполне устраивает текущее положение дел. Поэтому он охотно проводит время с Норика и Ники, вспоминая все больше из старой жизни. И вот третья перезагрузка еще нет. Незадолго до этого происходит довольно важное событие с Аяне. К этому моменту она начинает восприниматься чуть-чуть серьезнее, и разговор на обычной крыше это только закрепляет. Тут видно, что она чем-то подавлена, видимо боится за их с сенсеем будущее. Тут она говорит, что хочет сказать кое-что очень важное, но не решается, откладывает на потом. А вот теперь третья перезагрузка. Все проходит как обычно. Майя даже закатила небольшой пикник в ожидании прихода сенсея. Вот они уже собираются перезагрузить мир, как вдруг на крышу поднимается Аяна.
Сенсей в ахуе, Майя в ахуе, я в ахуе, все в ахуе. Очевидно, никогда раньше не происходило такого, чтобы на крышу во время конца света поднимался кто-то, кроме Майи и Сенсея. Они в очень кратком изложении все объясняют Аяна и начинают перезагрузку. Но счастье длилось недолго. Аяна не проходит и исчезает. Селебус даже нагоняет интригу, мол, она исчезла насовсем. Но нет, она просто не помнит несколько последних событий, а свой грустный вид объясняет тем, что... она и сама не знает. Она чувствует, что потеряла что-то очень важное, но не знает что. Майя в попытках разобраться, что к этому привело, начинает строить теории. Самую логичную она вываливает на Сенсея. Мир или местные боги пропустили на крышу Аяны, потому что в ней была ДНК Сенсея. То есть она залетела от него. И с одной стороны, это создает вопросы в адрес самой Майи. Но с другой, Аяна ведь не прошла, а Майя живет тут явно дольше, чем положено обычному человеку. Да и если бы это было правдой, сложно поверить в то, что за все предыдущие перезагрузки мира никто не взлетал от Сенсея, а кандидатов там полно. С третьей стороны, это объяснение очень хорошо ложится на саму Аяна. Она ведь хотела сказать что-то важное, но не решилась, а после перезагрузки говорит, что потеряла что-то важное. Довольно жуткая картина получается. Они даже заранее спрашивают Аяна, не беременна ли она сейчас, и та говорит, что нет. Переходим к четвертой. И, о чудо, Аяна снова оказывается в конце света. Во второй раз. Правда, для нее это все еще первый. Осталось только утереть нос Майи с ее теорией и снова перезагрузиться. Да вот только... Майи нет. Она не пришла. И вот теперь они оба в растерянности. Обычно Майя добирается до крыши быстрее всех, а без нее Сенсей совсем раскисает. Но Аяна дает ему заряд мотивации поискать ту по городу или в общежитии. Несмотря на то, что сама Аяна дважды проверяла комнату Майи и не находила ее там, именно Сенсей ее там и замечает. То есть Аяна буквально не видела ее, и только после того, как увидел Сенсей, она прямо на глазах появилась и для нее. Сама Майя спит и видит сон, видимо из ее прошлого, когда Сенсей был репетитором у нее и Норика. И ей это очень не нравится. А когда просыпается, то прямо-таки бросается Сенсею в объятия и в порыве эмоций окончательно подтверждает все эти намеки, что игра давала до этого. Майя говорит, что ненавидит Сенсея, считает его отвратительным и все такое. Но на самом деле она точно так же любила его, как и остальные. Однако нынешнее положение обязывает Майю к такому поведению. Короче, все живы, счастливы, перезагрузка, и Аяна не исчезла. Что ж, теперь их официально трое. Целый отряд путешественников во времени. Майя, конечно, до сих пор не верит, что Аяна не беременна, поэтому наставляет этих двоих не заниматься вообще ничем сексуальным до следующей перезагрузки. Между четвертой и пятой впору вспомнить про еще одну героиню. В последнее время она начинает вести себя все страннее, все более жутко. Яндерские наклонности все более яркие. И это подозрительно коррелирует с ее возросшим интересом к творчеству своей мамы. И тут пора вводить в повествование нового персонажа. Да, Секай Аракава уже давно мертва. Однако есть парочка «но». Через воспоминания и слова Ами нам говорится, что Секай была творческой личностью, писала стихи и была популярна под псевдонимом «девушка, которая не может дышать».
Однако ее творчество вызывало множество вопросов. Было мнение, что она не совсем здорова психологически и что она черпает странное вдохновение от одного мальчика. Со всеми вытекающими. И, как несложно догадаться, этим мальчиком был сенсей. Да, получается, что тот, кто имеет сомнительные вкусы на старшеклассниц, в детстве сам был жертвой этого от жены своего старшего брата. Поэтому после смерти и брата, и женщины, к которой он испытывал своеобразный вид любви, он сам оказался подавлен не меньше Ами. Им обоим нужна была помощь, которую они и находили друг в друге. Только если Ами хотя бы внешне стала напоминать жизнерадостного человека, то сенсей так и остался около овощем. Ами начинает писать стихи в стиле своей матери. Это замечает Вакана, и так как она очень увлекается литературой, то сразу замечает что-то неладное. Никто не знает, что девушка, которая не может дышать, это Секай Аракава. Но Вакана начинает подозревать именно это, и это ее пугает. Она опасается, что Ами вдохновляется своей матерью, у которой было не все в порядке с головой. И более того, Вакана достаточно умна, чтобы предположить, что мальчик, о котором сочиняла писательница, реален, и им может быть сенсей. И она пытается в этом разобраться, но со стороны сенсея она не то что не получает помощи, а наоборот. Он агрессивно настаивает, чтобы она прекратила копаться в их семье. Второе оно заключается в том, что Секай, конечно, мертва, но она является сенсею в виде призрака. Не совсем понятно, это просто очередные его глюки, или она настоящий призрак, которого может видеть только он. Но этот факт заставляет его избегать любых мыслей и разговоров о ней. Суть в том, что если ее существование не ограничивается шизой сенсея, то она может оказывать влияние на Ами. Чем ближе к концу 3 главы, тем чаще Секай появляется, тем четче ее образ и тем безумнее становится Ами. Хотя, может, это просто совпадение. Но дальше больше. Майя в какой-то момент говорит, что на Ами вся эта хрень с перезагрузками влияет немного по-другому. Она может окончательно слететь с катушек и из легкой пародии превратиться в самую настоящую яндере. Майя поясняет, что за все время она повидала от рук Ами все возможные издевательства и убийства всех других девушек, которые пытались сблизиться с сенсеем. Это, конечно, всего лишь слова Майи. Насколько ей тут можно доверять? Другой вопрос. Но и сама Ами играет на этот образ. То есть под конец 3 главы она на пару с Секая рисуется гораздо более серьезным антагонистом, чем какая-нибудь Надока. И тут очень легко начать испытывать к ней неприязнь. Но важно проследить вот какой момент. Ами немного напоминает Чику. Это оба ярких, позитивных персонажа, но глубоко травмированных. Просто если у Чики не было никого, кто о ней мог бы позаботиться, и вопрос ее выживания буквально зависел от нее самой, то у Ами был дядя, который, как мы видим на контрасте, оказался даже хуже отсутствия помощи. Он сам был травмирован сначала Секай, а потом и ее потерей. Его моральные установки сместились, и он ничего не сделал для своей стабилизации. Что уж говорить об Ами. Да, на начало истории она кажется нормальной, а ее сексуальная заинтересованность в дяде выглядит не более чем фетишем для игрока, элементом хентая. Поэтому тот самый выбор в начале лишь самую малость выглядит криповым. В основном он воспринимается именно как инцест-контент. Но по сути, на данный момент это самый страшный выбор. Ами и так погружается все глубже в пучину безумия, видя, как другие девушки мутят что-то подозрительное с сенсеем. Она на самом деле знает, все знает, всех, с кем он спит, но продолжает играть роль хорошей племянницы. И сенсей не делает ничего, чтобы это исправить, и даже наоборот, может сделать ситуацию еще более ужасной, погрузившись с ней в похоть. Начать окончательно доламывать все то нормальное, что осталось в ней. Обстоятельства ужасным образом складываются на психическом здоровье Ами.
Она же хорошая девушка. Это видно по очень многим моментам. Она очень хорошо заботится о дяде, а должно быть наоборот. Она обладает большой долей сострадания, что проявляется, когда она помогает Макото. Она всегда готова идти навстречу, если это не касается сенсея. Безысходность от потери родителей привела ее к абсолютной и безоговорочной любви к дяде, ее самой главной проблеме. Он, как наркотик, дарит удовольствие, от которого не хочется отказываться, но он только вредит. Если честно, сначала я этого персонажа не совсем понял, но размышления все же привели меня к тому, что она может и не прям уж супер интересный персонаж, но ее линия проделана достаточно тонко. Автор делает все, чтобы ты ее возненавидел, но оставляет несколько лазей к тому, чтобы ее понять. Мне на нее сложно злиться, потому что она такая не по своей вине. Те же Кирин, Надока, Юми, они в большей степени здоровы и отдают себе отчет о своих действиях. Ами нет. Персонаж неплохой, но надо смотреть дальше, чем за 3 главу. Есть еще пара важных событий перед 5-й перезагрузкой. Ненадолго вспомним про Ники. Вообще, в первой встрече Ники довольно ясно дает понять, что она очень зла на нашего героя за то, что тот исчез, заставил столько лет страдать, но теперь она звезда, а он лошара. Но со временем Ники становится мягче. Она все еще любит и хочет, чтобы у них снова закрутилось и завертелось. Что и происходит. Сенсея долго уговаривать не надо. Только если это не Имани. И вот Ники решает помочь ему вернуть некоторые воспоминания об их юности, где они проводили время, как любили друг друга, но также он вспомнил кое-что очень и очень важное. Свое имя. Акира. Жаль, что не Куросава. Хотя нет, назвать сенсея в честь него было бы плевком в лицо любителям хорошего кино. Второе событие важно не столько для сюжета, сколько для понимания персонажа, и сейчас настало время основательно поговорить за Аяне. Как я уже говорил, поначалу Аяна не создает образ серьезного персонажа. Она может иногда позабавить своим бредовым юмором, а ее легкодоступность будто нужна чисто под жанр. За ней будто бы не стоит ничего такого. Да, опять же, там есть моменты, которые могли бы выделить Аяна на фоне других секс-кукол в обычной хентай-игре, но тут тебе сходу показывают Макото, Маю, Юми, Рин. И вот на фоне них Аяна смотрится блекло. Толчок на пересматривать свое отношение к ней лично меня сподвиг ее разговор на крыше, перед первой для нее перезагрузкой. Суммируя то, что она раньше говорила про человека, который оказался хорошим предпринимателем, но так себе отцом, Аяна наконец дала какую-никакую пищу для размышлений. На этот момент она оказалась достаточно глубоко закопанной в себе. Она всегда держала лицо жизнерадостной девушки, но сейчас, под воздействием переживаний, эта маска начала трескаться. Переживания самые разные, но по большому счету они касаются сенсея и ее любви к нему. В момент 5-й перезагрузки нам дают намек, что теория Майи, конечно, может и неправда, но на тот момент Аяна действительно была беременна. И если это правда, то очень хорошо видно, насколько она серьезно к этому отнеслась. Что ж, подумал я, раз ты начала быть серьезной, давай и я отнесусь к тебе соответствующе. Дам тебе шанс. Потом было много мелких моментов, которые помогают чуть лучше понять Аяна как персонажа. Но есть один, перед 5-й перезагрузкой, который ставит в этом точку и помогает собрать все воедино. Это очередная война общежития. Аяна договаривается с Акирой, что если она победит в своем конкурсе,
то может задать ему любой вопрос, и он ответит честно. Но она, правда, поступает немного по-другому. И вместо вопроса дает ему листок и ручку с приказом написать список. Какой список? Понятно и так. На этот момент Аяна точно не знает, но очень даже догадывается о связи его с другими девушками. Тем паче, что она более чем уверена в такой связи с Майей, пусть даже если она и была, возможно, очень давно. Но она прекрасно понимает, что когда увидит список имен, ей это очень сильно ударит по сердцу. Но это не изменит ее отношение к Акире. Она примет этот факт, выбирает не путь ненависти, который ведет в никуда, а путь смирения, который поможет Аяна сохранить то, что делает ее счастливой. Аяна вполне себе владеет ревностью, но по какой-то причине она настолько любит Акиру, что просит ему все, пока он дает ей то же самое. Она счастлива от того, что он с ней, а не от того, что он не с ними. Это что, мысль про что-то вроде бескорыстной любви? Про чистоту своих чувств? Немного карикатурно, слегка наивно, и странно смотрится в связке именно с Акирой, но тем не менее, мысль хороша. Доработать напильником и будет замечательно. Но как бы тут есть небольшая проблемка. Норика существует. Ну или наоборот, проблемка с Норика, потому что существует Аяна. Она тоже как бы говорит про чистоту своих чувств, что она будет любить Акиру независимо от того, сколько девушек у него будет еще. Она даже прям персонально дает разрешение в адрес Кирин, прямо как Аяна это делает с Майей. Так и что, Селеба сделал два идейно одинаковых персонажа, просто украсив разными деталями? Если ты ожидаешь, что я сейчас скажу «нет», потому что... то не скажу, потому что я правда этого не понимаю. Грубо говоря, у него была около пустая Аяна, которую он на ходу начал переписывать, а потом ввел Норика, которая лишена проблем Аяна, но по сути говорит плюс-минус о том же. О настоящей, слащавой любви, несмотря ни на что. Я просто предположу, что тут дело может быть в оттенках. Типа он показывает Аяне, которая получила от Акиры, что хотела, поэтому относительно легко переживает его полиаморность. Другое дело Норика, который вечно что-то мешает. То решит, что сестра заслуживает его больше, чем она, то Майя украдет, то Ами в своей жуткой манере помешает. Последний случай очень важный, но я о нем не говорил, но вот настало время. Норика и Акира решили, что наконец пришло время первого секса. Но тут внезапно приходит Ами, которая догадывается, что дома есть другая и начинает очень жутко себя вести. Если ты выбрал сторону большего контента с Ами, то она практически заставит того принять минет, пока Норика прячется в шкафу и наблюдает. Данная картина, очевидно, повергает Норика в шок, но тут важны ее конкретные слова. Она очень расстроена не тем, что Акира пала настолько низко, чтобы сношать свою племянницу, а тем, что данная ошибка коснулась даже ее, но не Норика. Может быть разница в этом, что Норика борется, не получает, но не сдается, а Аяна получила и борется за то, чтобы это ни в коем случае не потерять, даже если придется смириться с тем, что она не одна у него. Мне не иронично очень нравится Аяна. Она приятный человек. У нее хорошая идея, которую не стоит воспринимать слишком буквально. Все-таки автор очень много говорит карикатурами. Просто сложно закрывать глаза на то, что персонаж буквально поменял концепцию на ходу, и то, что меня в ней привлекло, в итоге привело к Норика и создало чувство вторичности. Я надеюсь, их линии закончатся принципиально по-разному. Возвращаемся к сюжету. К самой перезагрузке троица подготовилась основательно. Во-первых, Аяна все это время хранила монашеское целомудрие, чтобы окончательно опровергнуть теорию, что через нее проходят только носители ДНК Акиры. А во-вторых, они попытались в это втянуть еще двоих, Юми и Цунею,
которые проявляли подозрения к происходящему, и они при этом внимательно слушают и вникают в разговоры о перезагрузках, а не меняют вечно тему. Пусть и относятся к этому с очень большим скепсисом. Но их постигла неудача. И Юми и Цунэя не прошли через перезагрузку. Зато прошла Аяна, и теория Майи окончательно разбилась. А за вынужденное воздержание она чуть не устроила Майе шоу прямо там, на крыше. Но пусть не получилось с Юми и Цунэей, зато внезапно прозрела Макото, и у команды появился шанс ее провести через следующую, 6-ю перезагрузку. И вот тут есть один моментик. Майя обычно чувствует, когда приближается эта самая перезагрузка. За столько лет-то научилась подмечать ее признаки. Но в этот раз она настала внезапно даже для нее. Ами продолжает вести себя жутко, но когда мир таки входит в состояние конца света, Майя и Аяна встречают ее не совсем целой. Заранее скажу, что это скорее глюк. Настоящая Ами жива-здорова. А дальше конец 3 главы. Но перед ним у нас осталась еще одна неразобранная девушка. Персонаж с самого начала загадка. Она и Юми единственные, кто прямо с порога ненавидит сенсея. Но Юми как раз таки больше себя ведет как цундере, да и сам главный герой с ней более настойчив, из-за чего в ее токсичную привязанность поначалу веришь как-то больше, чем с Майей. Вот она-то как раз не оставляет тебе ни единого шанса. Но относительно быстро неприступность меняется именно загадкой. В этом мире происходит что-то паранормальное, и она единственная, кто в курсе этого. К тому же о ней самой неизвестно буквально ничего, кроме того, что она с сенсеем Ами и Аяны давно знакома. И никаких других связей, помимо Накаям, у нее нет. Но когда начинается вся эта хрень с перезагрузками, с глюками, с волшебной крышей, мало-помалу тебе вкидывают разного рода намеки. И вот где-то во 2 главе тебе уже должно стать очевидно, что Майя когда-то была именно той, кой она себя и называет. Нормальной девочкой-подростком, которая тоже любила сенсея. Но в какой-то момент началось то, что началось, и Майя застряла в этой временной петле, где мир, будучи то ли симуляцией, то ли сном сенсея, то ли песочницей местных и жестоких богов, запрещает ей иметь с ним какую-либо близость. Займешься сексом – сломан. Поцелуешь – сломан. Обнимешь – сломан. Скажешь, что любишь – сломан. Просто что-то приятное – сломан. Напомнишь что-нибудь о прошлом – сломан. А если он сделает что-то из этого в отношении нее – абсолютно неважно. И тут он сломается. И под этим словом, возможно, подразумевается самые разные развития сценария, приводящих к одному. Становится сумасшедшим, плавятся мозги, отключается, исчезает, но так или иначе, все приводит к его перезагрузке. Тут становится понятно, что ее поведение не более чем защитная реакция. Ей приходится играть отвращение и ненависть, потому что любая слабость ее стороны в очередной раз приведет по сути к его смерти. Она вынуждена держаться подальше и только смотреть, как он проводит время с другими. Любит, использует, помогает, ломает, чинит, ломается сам в процессе. И вот в этой ловушке она провела очень много времени. Сколько точно, неизвестно, даже примерный диапазон. Десятки лет, сотни, тысячи, а возможно и правда миллионы. Она давно пережила свой возраст, что объясняет ее нетипичные разговоры о сложных и философских вещах. Объясняет ее циничность, даже когда дело касается чего-то нового. Но вот, появляется очередной сенсей, который чем-то даже похож на того самого, настоящего. Не эти дурные копии, которые и пару перезагрузок не переживают,
а настоящий. Первая, вторая, третья, вот уже пятую перезагрузку он, конечно, не в совсем добром психическом здравии, но живой. Тут и Норика с Ники объявились, которые заставляют его вспоминать свою прошлую жизнь, но он все еще живой. Он вспомнил свое имя, он сказал Майе, что любит ее, и не разлетелся на много маленьких сенсейчиков. Автор тут прям очень круто ведет ее арку. От холодной и безразличной до постепенно прощупывающей почву. Даже когда и сенсею, и Аяна становится понятно, что Майя на самом деле чувствует, она продолжает носить маску. Но очень эмоционально реагирует на Норика и молит Акиру держаться подальше от нее, потому что она боится, что волна воспоминаний снова убьет того самого, которого она ждала невообразимое количество времени. В ней начинает четко прослеживаться страх. Столько лет жить во временной петле, не имея доступа к своему главному источнику счастья. А потом оказаться в новых реалиях, непривычных. Мир снова начинает давать что-то новое, а потому не мудрено, что в ее восприятии она словно в центре минного поля. Любой неосторожный шаг приведет к потере возможности вырваться из этого ада. Но она все еще человек, которому не чужды эмоции. И очень редко она им поддается. В какой-то момент она даже устраивает ему довольно милое свидание, где она лишь чуть чаще улыбается, но все так же продолжает играть роль отдаленной. Фактически именно тут она ему признается в чувствах, правда очень косвенно. Майя очень любит звезды и знает много интересных фактов о них. Например, она рассказывает легенду о Альтаире и Веге. Если очень кратко, то это двое возлюбленных, которых насильно разделили целым Млечным путем. Очевидно, что Майя проводит параллель между этой легендой и их положением с Акирой, потому что сказать напрямую очень рискованно. И вот знаете, во всех остальных персонажах я нахожу какую-то мораль, какой-то урок, смысл. И ничего из этого я просто не вижу в Майе. Как будто она просто нужна для сюжета, просто рассказать какую-то историю. Именно так. Майя очень сильно выбивается из общего числа, потому что обо всех них можно разговаривать вне контекста сюжета, что я и продемонстрировал. С Ами и Аяна уже сложнее, но даже так, сюжет скорее только подчеркивает их мысль и проблемы, которые через них поднимаются. А вот о Майе просто невозможно говорить, не затрагивая сюжет. Она, по сути, его двигатель. И это круто! Она создает такой интересный контраст, где есть она и сюжет, а есть все остальные. И она со временем начинает перетягивать на свою сторону все больше персонажей. Да, ее суть просто в том, по крайней мере пока что, чтобы рассказать историю. Очень странную, но грустную историю. Майя – это самый трагичный персонаж в новелле. Ее страдания, может, и не такие яркие, как у других, но они размазаны по такому временному промежутку, что там бы даже Санс, понимающе отдал честь. И то, он-то сам себя на это подписал, а Майя просто самый большой в мире неудачник, над которым мир или боги жестоко издеваются. И все это затем, чтобы показать тебе концовку 3 главы. Но я ее тут не покажу, потому что... Как бы так сказать... Она вот прям очень в духе уроков. Она очень странная, немного некомфортная, где-то даже нелепая, но рабочая только в том случае, если ты таки потратил 150 часов на новеллу, проникся и историей, и ее подачей, и конкретно персонажем. Только в этом случае она произведет мощное впечатление. Я же скажу только о ее итоге. Майя, по сути, умирает. Глава буквально заканчивается на кадре с ее исчезновением. Ну и так как я залпом прочитал все, то я, конечно, немного взгрустно рыдал как сучка.
Ну, наконец-то, я добрался до него. Все это время я обходил его точку зрения стороной, а она вообще-то в некоторых моментах очень важна. Я ждал этого момента с тех пор, как начал делать видео, а с тех пор прошло почти 9 месяцев. Можно было бы уже родить, а я все никак. Данная часть для меня является самой интересной и одновременно самой сложной в плане рассуждения, хотя вряд ли она будет большой по хронометражу. Но, казалось бы, в сенсеевском вопросе нет ничего сложного. Он мудила, который должен сгореть, пройти через Райцчлененбург по частям и сесть. И на бутылку, и за решетку. И именно в таком порядке. Но просто сказать, что сенсей... Мудила гороховая! Это слишком просто. Как-то даже не спортивно. Гораздо интереснее разобраться в том, почему он такой. И я предлагаю начать с его восприятия со стороны игрока. Потому что... Вот мы начинаем игру, и перед нами как бы чистый лист. Герой без памяти, без имени. Он просто какой-то сенсей. Он без каких-то принципов, железных убеждений. Им движет только желание... Гладить. Конечно, он много говорит о том, как ощущает себя, но это все равно довольно вольные выражения, которые легко применить на себя или вообще не учитывать. Короче говоря, идеальный аватар для игрока, с ним себя легко ассоциировать. Он — это ты. Только у него есть лицо. Единственный промах. Но со временем становится понятно, что это никакой не промах. Нет памяти? У этого есть урное объяснение, да и память-то на самом деле есть, он ее по кускам возвращает. Все его пространные слова об ощущениях, чувствах, они приобретают вполне конкретный контекст, релевантный только в отношении самого сенсея. А потом он вообще получает имя, а не просто кликуху. Акира. Сенсей перестал быть функцией жанра и стал Акирой, полноценным персонажем и героем истории. Он — это не ты. И это довольно важный момент, потому что часто складывается впечатление, что рассказчик перекладывает вину за происходящее на тебя, как на игрока. Но лично мне показалось, что подобные обращения все же адресованы именно Акире. При этом и обращаться именно к тебе рассказчик не забывает, но это уже следующая тема. Да и автор делает главного героя настолько мерзким, но жалким, что ассоциировать с ним себя не хочется от слова совсем. Можно долго спорить о том, кто там главная мразь в классе или среди других взрослых, но нет никаких сомнений, что сенсей в этом плане даст фору любому. Любому живому. Это депрессивный, фаталистичный, упрямый где не надо и амеба тоже где не надо, циничный, ленивый, асоциальный извращенец, чей мозг в плане мыслительного процесса всегда уступает его члену. Конечно, некоторые из перечисленных регалий отдельно не делают человека плохим по определению, но совокупность всех этих черт при почти полном отсутствии положительных играет свою роль. Ну хорошо, но есть у нас вот такая жалкая креветка. Что с него взять? От него всегда будешь ожидать какой-то фигни, поэтому и обсуждать там нечего. А ждать чего-то хорошего тем более. Но, будь это высказывание правдой, сенсей был бы крайне скучным персонажем, и это не шло бы на пользу истории. Но ведь это неправда. Сенсей, постоянно говоря о том, что не понимает такие чувства, как любовь и привязанность, спустя несколько дней жизни возле Ами начинает проникаться к ней родительскими чувствами. Да, очень долго, да, неправильно, и да, возможно, параллельно занимаясь с ней сексом, но сам факт их наличия. Он утверждает, что пустой внутри, что он не понимает, чего он хочет на самом деле, и есть ли такая вещь вообще, будто ему ничего и не нужно, кроме как время от времени предаваться пустой страсти. Но, например, когда во время 4-й перезагрузки исчезает Майя, сенсей оказывается подавлен сильнее, чем обычно. То есть она для него что-то значила, хотя не сказала ему ни единого приятного слова. То есть он на самом деле не пустой, для него другие что-то дозначат. Говорит, что секс единственное, что его интересует, при этом он вообще ни разу не инициативный.
Он очень не хочет делать что-то, что предполагает вложение хоть каких-то усилий, но при этом, будто сам не понимая зачем, помогает девушкам. Он нянчится с чинами, поддерживает Рин, помогает искать работу Юми, помогает социализироваться Тоуки, помогает с животными и Нао Каори, участвует в семейной драме Ямагучи. И это я специально озвучил тех, с кем он как раз таки сексом не занимается. И вот получается картина, при которой в сенсее слишком много пороков, но он пытается быть хорошим. Поэтому его плохие поступки на контрасте выглядят интереснее, как и наоборот. Поэтому с него и больше спрос. Приведу сразу тройной пример. Макото, Надока и Ами. Что их объединяет? А то, что с ними сенсей попадал в ситуации, когда можно было избежать плохих последствий, всего лишь проявив чуть больше настойчивости. Макото, находясь на самой глубине своего сознания после потери отца, принуждает сенсея к очень некомфортному, незащищенному сексу. А ведь у нее всегда был пунктик насчет презервативов. Правда, принуждает громкое слово, потому что он особо и не сопротивлялся. Очень похожая ситуация и с Ами, за тем исключением, что у этого процесса есть наблюдатель в виде Норика в шкафу. Но больше всего я сгорел на Надоке. Блин, чувак, ты так долго налаживал отношения с Юми, пытался исправить свою ошибку за тот поцелуй на мосту, помогал найти Юми работу, чтобы она ела каждый день, а не почти каждый день. Всегда уважал ее личное пространство, когда был в здравом рассудке. Не пользовался возможностью ее трахнуть, даже когда она в отчаянии такую возможность давала. Прилагал столько усилий, чтобы затем стать винтиком в плане Надоки, соучастником тотального унижения Юми. Просто потому, что ты слишком нерешительный, чтобы дать отпор этой очкастой сучке. Ну разбей ты ее телефон, отними, выгони отсюда. Разбейный. Да хотя бы просто откажи. Ну, вряд ли она действительно отправит эту фотку Чики. Она же просто берет на понт. Надока не настолько тупая, чтобы так делать, потому что это, очевидно, нанесет только больше вреда классу, как снежный ком. Прояви твердость в характере, а не ниже пояса ты, обмудок бесхребетный. Но нет. Во всех трех случаях он просто позволяет этому случиться. Он ведь нигде не хочет, чтобы это происходило. Он тоже не настолько тупой, чтобы не понимать, что это плохо. Ну типа, трахать свою ученицу, пока она находится в глубочайшей депрессии после потери дорогого человека, в то время, когда ее мать находится на этаж ниже и надеется, что хотя бы ты сможешь помочь, это прям пиздец. Именно поэтому подобные сцены вызывают мощный эффект. Потому что он человек, полный чернухи, но с проблесками белухи. И ты надеешься, что он станет лучше. И где-то действительно так делает, а где-то давит твои надежды просто своим бездействием, получая в ответ легкое ублажение. Ты ненавидишь сенсея, и все же в глубине души хочешь, чтобы он поступал правильно. Потому что история дает тебе основания для того, чтобы ты не думал, что сенсей плохой просто потому что плохой. Нет, это такой же травмированный человек, как и остальные. Да хотя почему такой же? Если Майя самый трагичный персонаж, то сенсей самый сломанный. В своей юности он сам по себе был не то чтобы прям счастливым, а тут еще Сикая решила пасть на мужчинку помоложе. При этом Сикай была очень талантливым автором, но с крайне саморазрушительными идеями. Нетрудно догадаться, что Акира невольно мог перенимать от нее эту черту. Тем более, что и стихи-то он тоже начал писать, разбираться в литературе. А потом авария. Старший брат умер, Сикай умерла, Ами осиротела, и он был вынужден свалить на себя груз ответственности. Надо ли говорить, что Акира, будучи уже испорченным, оказался в бездне беспросветной депрессии? Настолько, что он хотел убежать от жизни, что напоминало ему о прошлом. Он бросил Ники. И, видимо, чтобы хоть как-то справиться, он начал искать источники удовлетворения, которые ему хорошо знакомы. На момент начала игры мы прекрасно видим, к чему это привело.
Он получает удовольствие единственным известным и простым ему способом – через секс. Видимо, влияние исекай поспособствовало смещению моральных установок, и он перестал брезговать даже старшеклассницами. Он порочный, но все же пытается. Пытается действительно начать любить тех девушек, с которыми он проводит время. Лучше всего это заметно с Ами и Майей. Прошу, кстати, заметить, что его тема, которая сейчас и играет на фоне, это именно что грустное пианино. Не легкое приключение, не интимный эмбиент, не что-то загадочное. Это печаль. И если уж автор именно эту мелодию выбрал как его тему, то это о многом говорит. Да, можно сказать, что он тоже жертва обстоятельств. Но это не оправдание его поступков. Все-таки он уже взрослый человек и несет ответственность. Причем не только за себя. Нет никаких сомнений, что таких людей нужно изолировать от общества, лечить или просто хотя бы утянуть за решетку. Но цель автора тут показать, почему он дошел до жизни такой. Ему можно сожалеть в том плане, что жизнь подкинула плохую комбинацию карт, в результате чего произошло падение человека, а не в том, что Ни в чем не виноват! Может и не виноват, но ответственность за свои поступки несет только он. И вот когда такие мысли происходят в голове, значит персонаж более чем удался. Есть причины и для ненависти, и для жалости, и для понимания, и все они справедливы. Правда, тут еще многое зависит от того, какой финал его ждет. И на самом деле, я думаю, у Селебуса есть все шансы просрать его. Сенсей непростой персонаж, и привести его к годному финалу тоже непростая задача. И то, что есть сейчас, указывает на то, что он, возможно, попытается проделать путь от самого дна до исправления. Чтобы он перестал быть отвратительным сенсеем и стал исправившейся Акирой. Но поживем увидим. Настало время подводить итоги, и это можно сделать как нельзя лучше через объяснение, как же именно воспринимается новелла, пока ты ее читаешь. Очевидно, что она не такая простая, как кажется на первый взгляд. И пока я рассказывал о серьезных и тяжелых моментах, у тебя могло сложиться впечатление, что она вся такая мудреная, тяжелая, а может даже душная. Стоит только обратить внимание на такую вещь, как сцены счастья. Это такие события, где Акира ловит прям концентрированный приход шизы. В них происходит такая лютая дичь, какая не снится даже при температуре в 39. Криповая, странная, вроде как иногда должна быть и забавной, но воспринимается совсем не так. И описывается там такой бред, от которого иной раз тошно и мерзко, а что-то понять в этом потоке очень сложно. И где-то вроде наваливают лора, а где-то такое ощущение бред ради бреда. Я уж молчу о том, что каждая перезагрузка — это целая головоломка, ключ к которым зачастую лежит в обычных событиях. Например, комбинация цифр или какой-то факт о персонаже. И не дай бог ты их пропустил, не знал, что это важно или просто забыл. Больше никаких подсказок не будет. Иди, перепроходи, возможно, десятки часов, чтобы вспомнить, где была эта чертова лекция про кофе. И некоторые из этих загадок не решить просто перебором вариантов. Надо именно знать ответ. Спасибо, что хоть не заставляет переводить зашифрованный текст, которого тут не прям чтобы мало. Каких-то критичных сведений там не запрятано. И все же,
возвращаясь к предыдущему тезису, скажу, что это не так. Тут я хочу снова вернуться к еще более раннему высказыванию, которое было еще в самом начале видео. Думаю, теперь не возникнет вопросов, почему игра не популярна. И это правда лишь отчасти. Если ты вобьешь в поиск YouTube название игры, то на самом деле с трудом найдешь именно ее. А когда найдешь, то увидишь, что на всем YouTube всего 2 обзора по ней. Что забавно, но они оба русскоязычные. И вот мой, 3. Несколько что-то вроде эдитов и музыка, которая, я напоминаю, даже не Селебуса. И все это добро собирает в лучшем случае пару тысяч просмотров. Блин, да даже мои старенькие анимации пару раз собрали больше 100 тысяч, а Madness Combat ну никак нельзя назвать популярной вселенной. Но можно сказать, что уроки любви вполне себе популярны в узких кругах. Об этом говорит немалое количество клонов, которые либо концептуально, либо внешне решили повторить успех. Да и сам автор с подписок получает солидную сумму, так что именно в нише хентай игр уроки довольно заметная звездочка. И, учитывая ее размеры, это было бы почти невозможно, будь она настолько тяжелой и душной, как может показаться. Я много раз в ролике говорил, что эта ее особенность в 90% случаев используется только для юмора. Даже ясу чаще веселит. С ней выходит неплохой юмор. Хочется юмора? Молли, Каори, Маки, Цунея. Она может иногда позабавить своим бредовым юмором. Это довольно яркий образ, который несет в себе и юмористическую цель. И это не пустые слова. У Селебуса на самом деле все в порядке с чувством юмора. Я даже больше скажу, основная часть текста в уроках написана по-простому, но интересно, и с хорошим юмором. Это не в меньшей степени комедия, чем драма. Лично меня с момента, где сенсей приводит Юми работать в порномагазине Макото, каждый раз выносит. Хотя порой текст все же вызывает вопросы, а про секс-сцены я вообще молчу. Еще положительный момент в том, как именно автор тебе преподносит те или иные вещи. Например, сюжет. Он редко дает однозначные ответы. Наоборот, оставляет много загадок и недосказанностей. При этом регулярно подкидывает тебе подсказки. До многих моментов можно догадаться самому задолго до того, как тебе это покажут. И это хорошо сказывается на процессе, потому что на ходу строить теории, предполагать какие-то моменты, отвергать и радоваться, когда ты оказываешься прав, это по-своему увлекательно. И это, я думаю, и объясняет, почему у нее относительно много читателей. Потому что, когда ты начинаешь, то качество диалогов и текста в целом положительно влияет на твою вовлеченность в процесс. И это также касается русскоязычных пользователей, потому что переводчик игры, Касатик, делает очень качественный перевод, сохраняя литературный стиль автора и делает это стабильно. Вообще, уроки любви во многом нетипичный случай. Я не утверждаю, что проект полностью оригинальный, что он делает то, чего раньше никогда не было. Нет. Я вполне уверен, что проектов с подобным неоднозначным сочетанием жанров и идей предостаточно. Но просто вот лично ты много знаешь таких, где сочетаются такие вещи, где автор хорошо балансирует между тяжестью и юмором, с сопоставимыми размерами, с регулярными, большими обновлениями и у которой еще есть отличный переводчик? Вряд ли. А может, конкретно ты из тех типов людей, которые видели всякое дерьмо в интернете и парочку таких назовут. Парочку. И при этом нет. Я не восхваляю ни автора, ни его детища. Он сам делает много допущений, чтобы его история работала. Совершает множество ошибок или просто спорных моментов, на некоторые из которых я в ролике и отбомбился. Делает систему выборов, которая по логике должна быть важной, но пока что ни на что не влияет. Забывает какие-то важные вещи или отводит их на третий план. Растягивает в конце концов. Филлеров тут прям как в лучших традициях Наруто. Хотя жанр повседневности этому лучше способствует.
Скорее всего, итоговый сюжет у него в голове давно готов, и он сейчас просто максимально оттягивает финал, чтобы заработать как можно больше. Это я уже не говорю о том, что сами вещи, о которых он говорит, или через которые он пытается донести свою мысль, они с большой вероятностью могут вызвать отвращение и справедливое осуждение. Да и, будем честны, если мы признаем то, что Селебус написал действительно очень интересную историю и персонажей, авторы в любом случае имеют свойство исписываться, и когда-нибудь это произойдет и с Селебусом. А кто-то считает, что это уже давно произошло. Лично я не думаю, что он исписался, но в то же время я считаю, что свой пик он уже прошел. Лучше первых 3 глав он уже вряд ли напишет. Я надеюсь на обратное, но и не обманываю себя ложными надеждами. Возможно, это понимает и он, что он автор одного произведения, и что-то лучше уроков и по качеству, и по охвату он вряд ли напишет, поэтому и растягивает. А еще Селебус явно стреляет тебе в ногу, переусложняя. Что я имею в виду? Сначала новелла воспринимается как просто дешевенькая порнушка, но довольно быстро она становится серьезнее. Персонажи раскрываются с неожиданной стороны, а сюжет начинает отдавать жутью. И вот тут очень легко обмануться. Игра не перестает быть порнушкой. Так или иначе, девушки одна за другой падают в эту пучину разврата, и не похоже, что хоть кто-то останется исключением. Селебуса прекрасно помнит, что он делает. Он знает, что какой бы драму он ни возводил вокруг персонажей, по какому бы пути ни вел, жанр возьмет свое. Это серьезно ограничивает простор для хороших сюжетов и дает некую долю предсказуемости. Но в конце концов он не Достоевский и не Набоков. Однако при этом я замечаю, что довольно многие обманываются, думая, что его произведение гораздо сложнее, чем кажется. Это работает в самом начале, когда планка довольно низка, а потом она резко повышается. И это не полностью вина читателей, я думаю. Конечно, цитата про завышенные ожидания все еще справедлива, но кажется мне, что в этом не меньшая вина самого Селебуса. Что он к середине подает игру вот так, а потом делает немного по-другому. Как он изначально и задумывал. И тем не менее, несмотря на все нюансы, «Уроки любви» — это крайне любопытный проект, где автор очень много вкладывает именно себя, свои неоднозначные мысли и, возможно, одну глобальную мораль, которую может быть тяжело рассмотреть за тонной чернухи. Вот сейчас внимание. Это будет самая большая концентрация СПГС за весь ролик, и я вполне допускаю, что это всего лишь моя неверная трактовка, но не поделиться ей я просто не могу. В игре много и глюков сенсея, и местных богов, и ломки четвертой стены, и иной раз сложно сказать, что есть что и кто к кому обращается, к главному герою или к тебе. А на это еще наслаиваются и мысли самого сенсея, и рассказчика, и опять непонятно кто где из них рассуждает на разные темы, но суть в том, что все это часто поднимает в голове вопросы. А как правильно поступить? И что вообще такое правильно? Как жить в этом мире, получать удовольствие, добиться хоть чего-то и не сойти при этом с ума? И на эти вопросы игра тебе навязывает ответ. Делай, что хочешь. Используй других. Плюй на любые моральные ограничения. Причем преподносит это настолько раздражающе, настолько мерзко, слишком навязчиво, чтобы вызвать у тебя обратную реакцию. То есть играет в реверсивную психологию. Через персонажей автор показывает, что сам прекрасно понимает для себя, что такое хорошо и что такое плохо. При этом хорошие аспекты скорее проходят пассивно, в голове откладываются, но не вызывают бурной реакции. А плохие пихает прям в лицо. На, жри, ты же этого хотел, да? Используй чернуху в том числе и для того, чтобы, показывая ее омерзительную суть, толкать тебя как раз к тем моральным ценностям, которые здесь не так очевидны.
Будь любящим, будь верным, проявляй заботу, ищи радость даже в мелких вещах, не бойся идти с другими на контакт, будь добрым, терпимым и понимающим к чувствам других людей. Ведь как легко просто навесить ярлык ненормального и насмехаться над ним. Как легко возомнить себя спасителем-просветителем, который снизойдет до того, чтобы неправильного человека сделать правильным. А между прочим, это все та же повестка толерантности. Только тут она не носит политический характер, а исходит напрямую из мировоззрения автора. И суть ее не в том, что толстейте, не мойтесь, обливайтесь всеми цветами радуги и издевайтесь над биологией, а в куда более простой, но красноречивой мысли. Будьте, сука, людьми. И эта мысль появилась у автора не на пустом месте, но, пожалуй, в это я углубляться не буду. Опять же, я могу быть неправ. Это всего лишь трактовка. Просто Селебус сам виноват, что оставляет довольно широкий простор для выводов, чем я и пользуюсь. В какой-то момент я вообще поймал себя на мысли, что мне не столько интересно, что он вот прям точно закладывал в игру, сколько сам анализ этих идей и попытка проследить за его мыслью, без цели докопаться до конечной истины. В конце я бы хотел сказать вот что. Самое лучшее и самое краткое описание этой новеллы лежит прямо в самом ее начале, через фразу одного реального человека, которая добралась до нас в следующем виде. Нет совершенной красоты без некоторой странности в пропорциях. В пропорциях уроков любви так много странностей, которые заключены буквально в каждом их аспекте, и разбирая их отдельно, можно презрительно фыркнуть. Но общая картина из этих странностей и создают ту самую красоту. Уроки любви могут быть очень разными, и в положительном, и в отрицательном смысле, но они точно не оставят равнодушным. Будешь ненавидеть, восхвалять ненавидя или ненавидеть восхваляя. Но самое главное, прям самое-самое главное, они вызовут просто море разных эмоций. А разве не в этом ли цель искусства и всей нашей жизни? О, ты себе не представляешь, насколько я рад, что закончил это видео. Я его делал около 10 месяцев на чистом энтузиазме и по большей части для себя. Но если ты смог осилить мой водопад и отсмотрел все, то мое тебе почтение. И большое спасибо. Буду очень благодарен, если ты выскажешь свое мнение, даже если тебе не понравилось, а большего мне и не надо. А если понравилось, то тем более дай знать. У меня в планах разобрать 4 главу и вообще делать ролик по каждой новой главе. Конечно, они будут уже значительно короче. Никаких 5, 4, да даже 2 часов там не будет. Всего-то разобрать сюжет и продвижение персонажей. Однако, если это никому не интересно, то и продолжать не буду. Свою основную массу мыслей я уже выразил и готов уйти в закат на этой ноте. Список всей использованной музыки я оставлю в описании к этому видео, если не поленюсь. Ну а на этом я, возможно, прощаюсь.